Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 1000 лучших фактов для сна. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Самый большой самолет в мире шириной превышает 2 футбольных поля. Он называется Стратолаунч и предназначен для использования в качестве стратосферной стартовой платформы для космических ракет. 2. Потлач – древняя традиция демонстративных подарков, распространенная среди индейцев Тихоокеанского побережья. При помощи потача вожди племен боролись за влияние и авторитет. Так как насилие было не в ходу среди индейцев, вместо оружия они использовали материальные ценности. Вожди раздаривали меха и изделия из кожи, драгоценности, лодки, запасы продовольствия, порой даже кухонную утварь и одеяло. Нередко очень ценные вещи демонстративно сжигались, чтобы показать, что вождь очень богат и племя ни в чем не нуждается и даже имеет излишек. 3. В Индии все еще можно встретить львов в естественной среде обитания. В национальном парке Гир живет около 650 львов, львиц и львят. Это делает Индию уникальным местом, где в природе живут и львы, и тигры. 4. Голос жирафа невозможно услышать человеческим ухом. Долгое время считалось, что жирафы не издают звуков, но оказалось, что эти удивительные животные вовсе не немые. Они общаются между собой, но мы не способны их слышать. Звуки жирафьей болтовни имеют слишком низкую частоту – 20 Гц, для восприятия нашим слухом. 5. В 1976 году в Монреале проводилась Олимпиада. Организаторы планировали потратить около $300 миллионов, но в итоге по разным причинам потратили 5 миллиардов. С долгами расплачивались до 2006 года. 6. Одна из самых больших банановых плантаций Европы находится в Исландии. В стране льдов используется геотермальная энергия для обогрева теплиц, которой достаточно для того, чтобы выращивать тропические фрукты. 7. Зачем охотиться самим, если под боком живут львы? Представители племени Дороба не тратят силы зря. Они ждут, пока какой-нибудь львиный прайд не поохотится удачно, а потом подкрадываются к кормящимся львам и отрезают кусок мяса от их добычи. Львы обычно впадают в изумление от подобной наглости, а то и убегают, оставляя добычу людям. 8. Орбита Земли не круг, а эллипс, овал. Это означает, что есть точка на орбите, когда Земля ближе всего к Солнцу, и есть точка, когда она наиболее далека от него. Близкая точка приходится на начало января, а дальняя – на начало июля. 9. В Эквадоре существует памятник экватору, который расположен в 240 метрах от настоящей границы полушарий. Причиной этому – ошибка строителей. 10. Лунотрясения или землетрясения на Луне тоже иногда случаются, но не так часто и не с той интенсивностью, как на Земле. Ученые полагают, что лунотрясения связаны с приливными силами Солнца и Земли, а также некоторыми другими причинами. Лунотрясения могут происходить на большой глубине между поверхностью Луны и ее центром. 11. Самым жарким местом планеты является Ливия, где градусник показывал 57,8 градуса Цельсия выше нуля в сентябре 1922 года. Возможно, где-то в пустыне имеются и более жаркие точки, однако они находятся за пределами наблюдательных станций. 12. Косточки персика ядовиты. В них содержится амигдалин, вещество, которое в комбинации с некоторыми витаминами, например, с витамином С, может привести к отравлению. 13. На границе Египта и Судана есть ничейная территория. Небольшой участок под названием Бир-Тавиль не хочет брать под управление ни одна из стран.
Ситуация возникла из-за недопонимания расположения границ, проведенных еще Британией в своих африканских колониях. 14. Хоть собирание камней Колизея и находится под запретом, туристы все равно уносят их с собой. Поэтому каждую ночь вокруг Колизея служители рассыпают несколько сотен камней, которые подбирают наивные посетители. 15. В викторианской Англии были ванны-качалки. Работали по принципу кресел-качалок, но внутрь наливалась вода, создававшая иллюзию морского прибоя. Считалось, что волны полезны для здоровья. 16. Насколько нам известно, барабанные перепонки не имеют никакого отношения к зрению. Вот почему все так удивились, когда в 2018 году было доказано, что когда мы двигаем глазами, барабанные перепонки движутся тоже. 17. На крышах Парижа полно пчелиных ульев. Их тут разводят все, кто хочет. Традиция берет начало с далекого 1856 года и говорят, что мед городских пчел самый лучший. 18. Белый носорог вовсе не белый, а назвали его так из-за недопонимания. В бурском языке есть слово «уичт» – «широкий», что созвучно с английский «white» – «белый». Таким носорог и стал в английском языке, а затем переведенное название позаимствовали и другие языки. 19. Однажды британский монарх воевал сам с собой. Георг VI правил как Индией, так и Пакистаном. Когда в 1947 году два этих субъекта развязали конфликт, Георг технически оказался в состоянии войны с самим собой. 20. Высоко в горах можно найти арбузный снег. Красноватый снег по цвету, консистенции и даже вкусу похожий на арбуз – это довольно редкое явление. Причина – микроскопические водоросли, которые активно размножаются на холоде и окрашивают снег в красный цвет. 21. Первый полиэтилен был произведен в Германии. В 1899 году немецкий ученый Ганс фон Пехман получил полиэтилен. Но массовое производство пакетов началось уже в 20 веке. 22. Серебро – это пищевая добавка. Его номер Е174. Используется, главным образом, в качестве съедобного декора и красителя. И употреблять его в небольших количествах совсем не вредно, дезинфицирующие свойства серебра проявляются и тут. 23. В США привезли сначала руку статуи свободы, а потом уже всю скульптуру. Постройка продвигалась медленно, и руку статуи с факелом сначала выставили в Филадельфии, а потом в Нью-Йорке, собирая деньги за вход. Это позволило частично профинансировать завершение проекта. 24. Николай II поцеловал тысячи солдат за время своего правления. Последний император России Николай II имел пасхальную традицию благодарить каждого из солдат своей личной охраны поцелуями в щеки. Это занимало от 2 до 4 дней. 25. Перья птиц весят больше, чем скелет. Есть, конечно, исключения вроде пингвинов или страусов, но обычно перьевой покров перевешивает полые легкие кости. 26. Королевская кобра не всегда использует яд. Эта змея предпочитает экономить токсин для охоты. Чтобы отпугивать больших животных или человека, змея может делать холостые укусы, закрывая доступ яда к зубам при помощи мышц. 27. В Израиле было запрещено цветное телевидение. Власти считали его поводом к социальному неравенству. Одни могут себе позволить, другие нет. Когда все же выяснилось, что почти всем и так хватает на цветной ТВ, запрет сняли. 28. Те кошачьи, что могут мурлыкать, не могут издавать рев. У ревущих кошек, например, у льва, подъязычная кость гибкая и в сочетании с особой связкой позволяет издавать грозный рев.
а у мурлыкающих, например, леопарда или пумы, эта косточка твердая и может мелко колебаться, формируя особый вибрирующий звук. 29. Название валюты Ботсваны переводится как «пусть будет дождь». Пула – это не только название валюты, но еще и приветствие и девиз страны. Дождь пустынной Ботсване действительно нужен всегда. 30. Индийская ядерная программа носила странное название. В 1974 году на территории Индии успешно прошли ядерные испытания, а весь проект назывался «Улыбающийся Будда». Стоит ли говорить, что ничего смешного в нем не было? 31. Гелий – единственный элемент периодической таблицы, открытый не на Земле. Гелий был обнаружен при исследовании хромосферы Солнца, поэтому его назвали в честь бога Солнца Гелиоса. В 1895 году месторождение гелия нашли и на Земле. 32. Обезьяны переживают кризис среднего возраста, как и люди. Дети, подростки и люди старшего возраста чувствуют себя благополучнее и счастливее, чем люди среднего возраста. Причина этого до сих пор до конца не ясна. Удивительно то, что высшие приматы, как и люди, проходят через такой кризис. Каждая из 508 наблюдаемых учеными человекообразных обезьян прошла через кризис середины жизни. Результаты эксперимента были опубликованы в 2012 году. 33. Орбиты Эпиметея и Януса, спутников Сатурна, расположены очень близко, их радиус отличается всего на 50 километров. Раз в 4 года один из спутников догоняет второй, и сила гравитации меняет их орбиты местами. 34. Невидимая с Земли сторона Луны достаточно сильно отличается от видимой. Если на видимой стороне застывшая лава покрывает около 31% поверхности, то на обратной стороне только 1%. Данные также говорят о том, что толщина коры на обратной стороне Луны в среднем на 10 километров больше, чем у той, что обращена к Земле. Есть ряд гипотез происхождения этой странной асимметрии, но точного ответа пока у науки нет. 35. В древних Афинах только очень богатые люди платили налоги, и эти деньги шли на финансирование самых важных расходов города, государства, содержание флота и воздаяние богам. Хотя сегодня это может показаться удивительным, большинство из крупнейших налогоплательщиков не только исправно платили, но и хвастались тем, сколько они отдали в казну. Деньги были так же важны для древних афинян, как и для большинства людей сегодня. Так чем же объясняется такая восторженная реакция на необходимость платить налоги? Афинская финансовая элита получала взамен бесценное общественное уважение со стороны других граждан. 36. Большая часть Сахары покрыта не песком. Сахара, огромнейшая пустыня, почти целиком заполнена гравием. В основном она состоит не из песка, а из крошечных камешков красного, белого и черного цвета. 37. Наш голос в записи иной, потому что мы слышим, так сказать, не тем ухом. Это звучит странно, но это так. А все дело в том, что когда мы говорим, то воспринимаем свой голос двумя путями: внешним – слуховой канал, барабанная перепонка, среднее ухо, и внутренним – через ткани головы, которые усиливают низкие частоты голоса. 38. До 1974 года Великобритания и США обозначали словом «миллиард» разные суммы. Американский миллиард означал 1000 миллионов, а британский – миллион миллионов. В 1974 году Великобритания уступила и приняла американскую версию. 39. В 2004 году полиция обнаружила в парижских катакомбах действующий кинотеатр. Подземный кинотеатр был оснащен огромным экраном, сиденьями, проекционным оборудованием и кинолентами. Кроме того, имелся бар, также полностью укомплектованный, и ресторан со столами и стульями. Кому все это принадлежало, осталось неизвестным.
40. За время съемок в «Гарри Поттере» Дэниел Рэдклифф сменил 70 палочек и 160 пар очков. Съемочная группа «Гарри Поттера» также создала 40 версий медальона Салазара Слизерина, 250 картин для мраморной лестницы и 210 тысяч монет для сцены в банке Гринготts. 41. Бетховен был такой крупной звездой, что подавлял своей гениальностью композиторов того времени. Например, Брамс в 21 год решил не писать симфоний, поскольку чувствовал, что не способен создать шедевра, подобного бетховенским. А Шуберт как-то высказался: кто вообще может что-то создать после Бетховена? 42. До 1987 года в Исландии не было телевещания по четвергам. Идея была в том, что четверг в Исландии оставался днем для общения. Сейчас исландцы, родившиеся до 1987 года, шутят, что их, скорее всего, зачали в четверг. 43. В средневековых шахматах пешка, добравшаяся до противоположного края доски, называлась советником. Сейчас пешка, достигшая последней горизонтали, 8 для белых, 1 для черных, становится любой, кроме короля, фигурой того же цвета по выбору игрока, совершающего ход. Однако в XII веке существование при короле одновременно двух ферзей, визирей, премьер-министров, было недопустимым. 44. До 1984 года существовало сольное синхронное плавание. Синхронное в данном случае подразумевает синхронное музыке, а не другим пловцам. 45. Самая частая причина гибели людей в пустыне – утопление. Согласно данным Геологической службы США, у человека гораздо больше шансов утонуть в пустыне, чем сгинуть как-либо иначе. Дожди в пустыне бывают каждый год. Поскольку пустыни обычно не оборудованы системой водоотведения, дождевая вода уходит в землю. Точнее, в песок, превращая его в смертельно опасные зыбучие пески. Не менее опасные песчаные бури, они могут в буквальном смысле утопить человека в песке. 46. Какой продукт питания в нашем рационе самый древний? Люди выращивают и употребляют в пищу различные виды риса на протяжении как минимум 12-15 тысяч лет. Это самая древняя сельскохозяйственная культура на Земле. Единственный предполагаемый конкурент риса – кукуруза, которая была одомашнена 7,5-12 тысяч лет назад на территории современной Мексики. 47. Сколько существует способов завязать галстук? Приготовьтесь удивиться, 177 147 способов. Это число особенно шокирует, если знать, что предыдущее исследование установило гораздо меньшее число способов – 85. Однако новое исследование включало в себя не только классические узлы, но и такие экзотические приемы, как открытые узлы, обматывание и закручивание. 48. В каждый момент времени где-то играют пьесу Шекспира. В период с 1959 по 2015 годы пьесы Шекспира ставили на больших и малых мировых сценах в среднем по 410 раз в год. Некоторые из этих постановок разовые, другие исполняются круглый год. По подсчетам всемирной библиографии Шекспира, в любой момент времени в каком-то из часовых поясов играют Шекспира. 49. Целую сцену фильма «Братство кольца» из трилогии «Властелин колец» смыло в реку. В конце фильма должна была быть сцена, где главные герои сражаются с орками на реке, рассказал режиссер фильма Питер Джексон. Декорации на берегу были полностью готовы, предполагалось задействовать лодки, пушечные орудия и тому подобное. Как вдруг началось сильнейшее наводнение, вызвавшее чрезвычайное положение в Квинстауне, Новая Зеландия. Река вышла из берегов, смыла и унесла декорации. Воссоздавать сцену снова не стали. 50. В средние века люди думали, что ягнята растут на деревьях.
Овощной ягненок – миф, распространенный на территории современной Европы в 400-х годах нашей эры. Согласно записям того времени, мнения о том, как овощные ягнята появляются на свет, разнились. В некоторых источниках указано, что они произрастают внутри закрытых стручков, как бобовые, другие уверяли, что ягнята появляются на ветках, как яблоки, будучи прикрепленными к ним пупком. Мясо овощного ягненка на вкус напоминало рыбу и было сладковатым. 51. Существует более 6000 видов трав. Под травой мы понимаем совокупность из тысяч растений, имеющих листья и стебли, но не имеющих постоянных древесных стволов, способных пережить холодное время года. Трава кажется довольно однообразной, но на Земле встречаются тысячи видов травянистых растений очень разного размера и вида, в том числе пряная зелень, бамбук и банан. 52. По-научному ковыряние в носу называется ринотелексомания. Согласно исследованию, 91% людей ковыряет в носу хотя бы раз в день, а 1,2% делают это минимум раз в час. 53. Большинство унитазов спускают воду в ми-бемоль. Люди с отличным музыкальным слухом, возможно, замечали, что характерный звук смывания, издаваемый унитазами, почти всегда звучит в ми-бемоль. 54. Запах шоколада в книжном магазине заставляет людей покупать любовные романы. Огромное количество людей связывает запах шоколадных конфет с атмосферой свидания, выяснило исследование 2013 года. Если в книжном магазине витает шоколадный аромат, покупатели чаще предпочитают любовные романы книгам других жанров. 55. Существует 3 типа улыбок. Вознаграждение, например, улыбка в ответ на шутку или хвастовство, принадлежность, указывает на социальную связь между людьми, поддерживает своих, и доминирование, высокомерная улыбка, презрительная улыбка, насмешливая улыбка и тому подобное. Каждый тип улыбки сопровождается особым комплексом мышечных движений. 56. Составители карт выдумывают несуществующие города в качестве авторской подписи. Хотя электронные карты, такие как карты Яндекса или Гугла, широко распространены, традиционные бумажные карты местности никуда не делись, их продолжают составлять и выпускать. Чтобы предотвратить плагиат, самые маститые картографы наносят на свои карты авторский знак. Небольшое несуществующее поселение или район города, о котором не знают пираты, выпускающие ворованные карты без лицензии. При помощи призрачных городов их можно поймать и привлечь к суду. 57. Во время Второй мировой войны шла параллельная война между Эквадором и Перу. Вооруженный конфликт 1941 года был вызван обвинениями в нарушении территориальной границы со стороны Эквадора. Президент Перу решил воспользоваться случаем, собрать армию и отомстить своему давнему сопернику, президенту Эквадора. Война продлилась около полугода. 58. Противостояние между собаками и кошками длится тысячелетиями. По словам биологов, около 20 тысяч лет назад на территории современной Северной Америки древние кошки и собаки столкнулись с нехваткой пищи, и кошки постепенно вытеснили собак из этого региона. Количество собачьих сократилось сильно и надолго. 59. Самый крупный краб на планете, японский краб-паук, при весе 16-20 килограммов, имеет конечности 4-метровой длины, что выглядит жутко. Инопланетно. Краб-паук еще и живет целый век, что представляет собой рекорд продолжительности жизни среди крабов. 60. Шимамичама – грузинское слово, означающее «я случайно все съел». Если вам доводилось что-нибудь откусить со словами «я только попробую кусочек», а затем съесть блюдо без остатка, то вы знаете, что такое шимамичама.
В русском языке аналога этому слову нет, но мы можем позаимствовать грузинское, ведь с каждым время от времени случается шимамичама. 61. Шанель номер 5 придумала вовсе не Коко Шанель. Автором прославленного аромата был россиянин-парфюмер-эмигрант по фамилии Веригин, работавший с коренным москвичом Эрнестом Бо в парфюмерном отделе Шанель. 62. Через Ниагарский водопад можно запросто перейти, если дождаться, пока он замерзнет. 63. Эрозия почвы порой способна создавать причудливые природные скульптуры, например, как эти худу-столбы, появившиеся там, где раньше была вода. 64. Язык жирафов может достигать 50 см в длину. 65. Большинство диснеевских персонажей носят перчатки, потому что так их легче анимировать. 66. Белки, как и кошки, умеют мурлыкать. 67. Некоторые виды лягушек могут замерзать зимой и оживать весной. Например, древесная лягушка Аляски переживает зиму в замороженном состоянии, ее сердце останавливается, тело покрывается льдом, но с оттепелью она возвращается к жизни. 68. Акулы могут в течение жизни вырастить до 30 тысяч зубов. Их зубы не имеют корней, поэтому постоянно выпадают и заменяются новыми, иногда всего за несколько дней. У некоторых видов акул зубы расположены в несколько рядов, как на конвейере, и новые зубы сдвигаются вперед по мере необходимости. 69. Легенда о циклопе могла возникнуть, когда греки обнаружили череп мамонта. Огромные одиночные носовые отверстия в черепе могли вдохновить древних людей на создание мифа о гигантских существах с одним глазом в центре лба. 70. Температура молнии может достигать 30 тысяч градусов Цельсия, это в 5 раз горячее поверхности Солнца. Молния нагревает воздух так быстро, что он мгновенно расширяется и вызывает гром. 71. Собаки умеют распознавать человеческие эмоции по лицу. Исследования показали, что они отличают радость, злость и страх, ориентируясь на выражение лица и тон голоса. 72. Лев Яшин, знаменитый советский вратарь, известен не только как выдающийся футболист, но и как хоккейный вратарь. В молодости он играл за хоккейную команду «Динамо Москва» и был обладателем Кубка СССР и бронзовым призером чемпионата страны по хоккею. 73. Старые книги действительно имеют сладковатый запах из-за присутствия в бумаге лигнина. Лигнин – это органическое соединение, которое содержится в древесине и является частью структуры бумаги. Со временем лигнин начинает разлагаться под воздействием кислорода и света, и в процессе его распада выделяются ароматные вещества, такие как ванилин. Это придает старым книгам характерный запах, который многие находят приятным и ностальгическим. 74. Самое старое живое дерево на Земле – сосна Мафусаил, которой более 4800 лет. Она растет в Калифорнии и считается старейшим известным по возрасту организмом на планете. 75. Императорские пингвины могут задерживать дыхание более 20 минут. Это помогает им нырять на глубину до 500 метров в поисках рыбы, несмотря на суровые антарктические условия. 76. Самая короткая война в истории длилась всего 38 минут. Это была англо-занзибарская война 1896 года, начавшаяся из-за разногласий по поводу наследника трона. Британия быстро нанесла удар, и война завершилась почти мгновенно. 77. Майкл Джексон не осветлял кожу, у артиста было витилиго, заболевание, которое вызывает потерю пигментации кожи, в результате чего появляются белые пятна. Джексон сам признался в этом в 1993 году во время интервью с Опрой Уинфри.
Витилиго было одной из причин, по которой его кожа стала светлее с течением времени. 78. Осьминоги могут менять не только цвет, но и текстуру своей кожи. Они используют это, чтобы маскироваться под камни, песок или кораллы, становясь практически невидимыми для хищников и добычи. 79. В Млечном Пути может быть больше планет, чем звезд. Ученые предполагают, что почти каждая звезда имеет как минимум одну планету, а иногда целые системы, как у Солнца. Это значит, что только в нашей галактике может быть сотни миллиардов планет. 80. Попугаи умеют не только копировать речь, но и осмысленно использовать слова. Некоторые обученные попугаи, как, например, знаменитый африканский серый попугай Алекс, могли отличать цвета, формы и даже выражать желания. 81. Короли на игральных картах имеют исторические прототипы. Каждый король в колоде ассоциируется с конкретным монархом или исторической личностью. Например, король пик часто символизирует Карла Великого, короля франков, и императора Священной Римской империи. Король червей может быть связан с Ричардом Львиное Сердце, королем Англии. Король Бубен иногда ассоциируется с Юлием Цезарем, римским императором. Король Треф обычно связывается с Александром Великим, великим полководцем и царем Македонии. 82. Самая длинная радуга в истории длилась почти 9 часов. Она появилась в небе над Тайванем в 2017 году и продержалась 8 часов и 58 минут, что стало официальным мировым рекордом. 83. В Норвегии образование в университетах бесплатное не только для граждан, но и для иностранцев. Даже студенты из других стран могут учиться бесплатно в государственных вузах, оплачивая только проживание и личные расходы. Сейчас бесплатное обучение только для граждан стран ЕС, да и обучение в бакалавриате лишь на норвежском. 84. Муравьи никогда не спят по-настоящему. Вместо сна у них есть короткие фазы отдыха, которые длятся всего по несколько минут и происходят десятки раз в день. Но колония все равно функционирует без перерывов, как идеально слаженный механизм. 85. Далматинцы рождаются без пятен. Щенки появляются на свет полностью белыми, и их характерные черные пятна начинают появляться через несколько недель. Пятна постепенно проявляются и распределяются по телу, становясь все более яркими по мере того, как щенки растут. 86. В прошлом существовала профессия будильник, человек, который будил других людей рано утром. Это было особенно актуально до появления современных будильников. Будильники ходили по домам и звонили в окна или стучали в двери, чтобы разбудить жителей, особенно тех, кто работал на фабриках или в других областях, где точность времени была критична. Профессия исчезла с развитием механических и электронных будильников, но когда-то она была довольно распространена. 87. 1/3 всей поверхности Земли покрыта лавой. Это результат древней вулканической активности, большинство океанических плит состоят из застывшей магмы, образовавшейся миллионы лет назад. 88. В Японии есть поезда с персоналом, который извиняется за опоздание даже в 20 секунд. Пунктуальность – важнейшая часть японской культуры, и даже малейшее отклонение от расписания сопровождается извинениями по громкой связи. 89. Дельфины называют друг друга по имени. У каждого дельфина есть уникальный свист, который он использует как имя. Другие дельфины запоминают эти звуки и обращаются друг к другу, подзывая именно этим позывным. 90. Если кошка позволяет гладить свой живот, это явный признак доверия. Живот – это самая уязвимая часть тела для кошек, поэтому прикосновения в этой области говорят о том, что она чувствует себя в безопасности и доверяет вам. 91.
Дорожный гипноз – это состояние, которое может возникать у водителя при длительном вождении или путешествии, когда внимание становится менее сфокусированным из-за монотонности окружающей обстановки. В этом состоянии человек может испытывать чувство замирания или автопилота, когда действия выполняются без полного осознания происходящего. 92. Хлеб сначала резали вручную. Нарезной хлеб был изобретен только в 1928 году. И хотя идея поначалу казалась странной, уже через несколько лет фраза «лучшее с тех пор, как нарезанный хлеб» стала популярным выражением в США. 93. На Международной космической станции один оборот вокруг Земли занимает всего около 90 минут. Это значит, что астронавты видят 16 восходов и закатов в сутки. 94. У каждого тигра уникальный рисунок полос, как отпечатки пальцев у человека. Ни один тигр не имеет точно такого же узора, и по этим полосам ученые могут идентифицировать отдельных особей в дикой природе. 95. Исследования, проведенные для фильма «Интерстеллар», действительно привели к публикации нескольких научных работ. Главным научным консультантом фильма был кибернетик и астрофизик Кип Торн, который также является лауреатом Нобелевской премии по физике. Для создания реалистичных сценариев, связанных с черными дырами и искривлением пространства-времени, команда ученых, включая Кипа Торна, разработала подробные математические модели, чтобы учесть физику в фильме. Эти исследования привели к 3 научным статьям, которые были опубликованы в известных научных журналах. 96. Гаттара, от итальянского гаттара, кормящая кошек, это термин, который в Италии используется для описания одинокой старушки или чудаковатой старой девы, которая проявляет особую заботу о бездомных кошках. 97. Лебеди формируют пары на всю жизнь и могут впадать в депрессию или даже погибать от горя после потери партнера. Эти птицы известны своей преданностью, пары строят гнезда вместе, поочередно высиживают яйца и защищают потомство. Лебеди стали символом вечной любви во многих культурах именно благодаря своей удивительной моногамности и эмоциональной привязанности. 98. В 1952 году Альберту Эйнштейну предложили стать президентом Израиля. Это произошло после смерти первого президента страны Хаима Вейцмана. Официальное предложение было сделано 17 ноября 1952 года тогдашним послом Израиля в Вашингтоне, Абба Ибаном, по поручению премьер-министра Давида Бен-Гуриона. Однако Эйнштейн отказался от предложения. В письме с отказом он написал, что чувствует себя польщенным, но не обладает естественными способностями и опытом в деле обращения с людьми и выполнения официальных функций. 99. Квиддич, как вид спорта, признан Международной федерацией, и проводятся официальные соревнования под эгидой Международной ассоциации квиддича. Ассоциация организует чемпионаты мира и другие международные турниры, в которых участвуют команды из разных стран. Этот вид спорта, вдохновленный книгами о Гарри Поттере, имеет установленный набор правил и структуру соревнований, что позволяет ему развиваться на профессиональном уровне. 100. Кубики льда из кипяченой воды получаются прозрачными, а из обычной – мутными. Это происходит потому, что при кипячении из воды удаляются пузырьки воздуха и большинство примесей. В замедленном замораживании такая вода кристаллизуется равномерно, и лед становится чистым, как стекло. Такой лед часто используют в дорогих коктейлях и фотосъемке. 101. Осьминоги могут откручивать крышки банок и решать головоломки. У них высокоразвитый мозг. 3/5 их нервных клеток находятся в щупальцах, что позволяет конечностям действовать почти независимо друг от друга. Некоторые осьминоги даже сбегали из аквариумов, открывая люки или щели, чтобы вернуться в океан.
Их интеллект сопоставим с интеллектом собак, и они умеют распознавать людей, запоминать обиды и даже бросаться струями воды, когда чем-то недовольны. 102. В некоторых странах экзорцист является официальной профессией, особенно в рамках католической церкви. Экзорцисты назначаются епископами и проходят специальное обучение, чтобы проводить ритуалы изгнания демонов. Эти специалисты работают в тесном сотрудничестве с медицинскими и психологическими экспертами, чтобы исключить возможные медицинские причины предполагаемой одержимости, прежде чем прибегать к обряду экзорцизма. 103. Гибриды волков и собак называются волкособами. Эти животные обладают уникальной комбинацией характеристик, включая силу и независимость волков, а также привязанность и обучаемость собак. Однако из-за своих диких инстинктов волкособов труднее дрессировать, и они требуют особого подхода в воспитании и содержании. 104. Деревья могут, так сказать, разговаривать друг с другом через подземную сеть грибов, называемую древесным интернетом или микоризой. С помощью этой сети деревья передают друг другу питательные вещества, предупреждают об опасности, например, о нашествии вредителей, и даже заботятся о детях, саженцах рядом. Ученые называют это примером растительного сотрудничества, которое делает леса удивительно сложной и взаимосвязанной экосистемой. 105. У черепах нет голосовых связок, но некоторые из них все равно умеют издавать звуки. Например, морские черепахи могут мычать, пищать или даже издавать щелчки под водой. Ученые считают, что это помогает им общаться, особенно в период размножения. А некоторые сухопутные черепахи ворчат или шипят, когда чем-то недовольны. 106. Пауки не могут жевать пищу, поэтому они впрыскивают в жертву пищеварительные ферменты, превращая ее внутренности в суп, а затем всасывают жидкость, словно через соломинку. По сути, пауки пьют свою еду, а не едят ее. 107. Употребление сахара ускоряет старение. Большое количество сахара вызывает гликацию, процесс, при котором молекулы сахара приклеиваются к белкам, например, коллагену и эластину, что нарушает их структуру и функции. Коллаген и эластин играют ключевую роль в поддержании упругости и эластичности кожи, и их повреждение ускоряет старение. Это приводит к потере упругости кожи, образованию морщин и снижению ее общего состояния. 108. Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, путешествия во времени теоретически возможны, но они ограничены определенными условиями. В частности, по его специальной теории относительности, время замедляется для объектов, движущихся с очень высокой скоростью, близкой к скорости света. Это означает, что для путешественника, движущегося со скоростью, приближающейся к световой, время будет течь медленнее по сравнению с теми, кто остается в покое. Таким образом, путешествие в будущее становится возможным при достижении таких высоких скоростей. 109. Теория трех рукопожатий или теория трех знакомых предполагает, что каждый человек на планете связан с любым другим человеком через цепочку из не более чем 3 взаимных знакомых. Это означает, что вы можете быть в непосредственном контакте с любым человеком в мире через 3 посредника, то есть через 3 рукопожатия. 110. Персонажи из популярного мультсериала и комиксов «Черепашки-ниндзя» названы в честь известных итальянских художников эпохи Ренессанса. Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль получили свои имена в честь таких великих мастеров, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Донателло ди Никколо ди Бетто Барджи и Рафаэль Санти. 111. Паралич перфекциониста – это психологическое состояние, при котором человек, стремясь к идеальному результату, оказывается неспособным начать или завершить задачу из-за страха, что она не будет выполнена совершенно. Такой человек может постоянно откладывать работу, тратить слишком много времени на детали или вовсе избегать выполнения задач.
если не уверен, что сможет достичь максимального уровня совершенства. 112. Синдром Дориана Грея – это психопатологическое состояние, которое связано с одержимостью, внешностью и желанием сохранить молодость и привлекательность любой ценой. Название происходит от главного героя романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», в котором молодой человек, стремясь сохранить свою физическую красоту, заключает сделку, благодаря которой его изображение стареет вместо него, а сам он остается вечным юношей. В реальной жизни этот синдром проявляется в чрезмерном стремлении к идеалу внешности и внешним признакам молодости, что может привести к чрезмерному использованию пластических операций, косметических процедур и тревожности по поводу возраста. 113. Терапия с использованием котиков или фелинотерапия является методом лечения, при котором используются кошки для улучшения психоэмоционального состояния человека. Исследования показали, что общение с кошками может снижать уровень стресса, тревожности и депрессии. Питомцы помогают расслабиться, улучшить настроение и даже снизить артериальное давление. Этот метод используется в различных учреждениях, таких как больницы и дома для престарелых, чтобы создать более комфортную и поддерживающую атмосферу. 114. Курс имперского рубля к доллару США в начале 20 века был примерно $1 равно 1 рубль. Однако в результате экономических трудностей, инфляции и изменений в денежной политике к 1917 году, когда произошла февральская революция, курс имперского рубля к доллару значительно упал, и $1 стал стоить уже около 30 рублей. 115. Парфюм, который использовал Наполеон Бонапарт, до сих пор выпускают. Это знаменитый аромат Eau de Cologne, вода из Кёльна, созданный французским парфюмером Жаном Марией Фарино в 1709 году. Это одно из старейших и самых известных парфюмерных произведений, которое существует и сегодня. 116. В каждом айфоне есть немного золота. Его используют в микросхемах из-за высокой проводимости. В среднем один смартфон содержит около 0,34 грамма золота, это немного, но если собрать миллионы устройств, получится настоящее золотоносное хранилище. 117. Пицца Маргарита была названа в честь королевы Италии Маргариты Савойской в 1889 году. Чтобы почтить ее визит в Неаполь, местный пиццайоло Рафаэле Эспозито приготовил пиццу с томатами, моцареллой и базиликом, ингредиентами, символизирующими цвета итальянского флага – красный, белый и зеленый. Королеве блюдо понравилось настолько, что оно стало национальным символом и классикой по сей день. 118. Первая зубная паста появилась в Древнем Египте около 5000 лет назад, задолго до изобретения зубных щеток. Ее делали из порошка пепла, измельченных копыт, яичной скорлупы и пемзы, иногда добавляя миру и мяту для свежести. Такая смесь помогала очищать зубы, но могла быть очень абразивной. Современная зубная паста с фтором появилась только в 1950-х годах и с тех пор стала неотъемлемой частью ежедневной гигиены. 119. Исследования показали, что люди, страдающие от акне в молодости, могут стареть медленнее, чем те, у кого кожа была чистой. Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что у таких людей теломеры, участки ДНК на концах хромосом, отвечающие за биологическое старение клеток, оказываются длиннее. Длинные теломеры связаны с более медленным старением кожи и организма в целом. Так что акне в подростковом возрасте может быть неожиданным признаком того, что ваша кожа дольше останется молодой. 120. Самая старая в мире ткань была найдена в пещере в Грузии и датируется примерно 34 тысячами лет назад. Это были крошечные фрагменты льняного волокна, некоторые из которых были окрашены в разные цвета, а другие – скручены в нити,
что говорит о наличии примитивного ткачества задолго до появления цивилизаций. Люди умели обрабатывать и носить ткани намного раньше, чем научились писать. 121. Самое первое мыло появилось более 4000 лет назад. Его делали из смеси животного жира и древесной золы. Археологи нашли записи о мыле в шумерских табличках, датируемых 2800 годом до нашей эры. Тогда мыло использовали не для гигиены, а в основном для стирки тканей и лечения кожных заболеваний. И только в Древнем Риме мыло начали применять для мытья тела, хотя сначала римляне предпочитали очищать кожу маслом и скребками. 122. Первый ручной фен для сушки волос появился в 1890-х годах, но весил почти 2 килограмма и мог перегреваться или даже вызвать ожог. Он был неэффективным и скорее теплым, чем горячим. Современные фены стали мощнее, легче и безопаснее благодаря появлению пластиковых корпусов, термодатчиков и ионизации. Интересно, что раньше женщины чаще сушили волосы пылесосом, подключая шланг к выдувному отверстию. 123. Во время гражданской войны в Нигерии 1967-1970 годы, также известной как Биафра, в 1969 году стороны конфликта временно приостановили боевые действия, чтобы посмотреть товарищеский матч, в котором участвовал легендарный бразильский футболист Пеле. Его команда, Сантос, провела показательные игры в Лагосе и Бенине, и ради этого события стороны на короткое время согласились на перемирие. Это стало одним из редких случаев в истории, когда футбол буквально остановил войну. 124. Влад Цепиш, более известный как Влад Дракула, был реальным историческим правителем Валахии, нынешняя Румыния, в 15 веке и стал прототипом знаменитого вампира Дракулы из романа Брэма Стокера. Он получил прозвище Цепиш, что означает «колосажатель», за жестокую привычку казнить врагов посредством насаживания на кол. Историки считают, что таким способом он пытался навести страх и поддерживать порядок. Несмотря на свою жестокость, многие в Румынии до сих пор считают его национальным героем за сопротивление османскому вторжению. 125. Натуральная резина изначально была липкой и мягкой, особенно в жару, до тех пор, пока не была изобретена вулканизация. Этот процесс открыл в 1839 году Чарльз Гудьер, да, тот самый, в честь которого названа компания Гудьер. Он случайно уронил смесь каучука и серы на горячую плиту и обнаружил, что получившийся материал стал упругим, прочным и не размягчался от тепла. Вулканизация навсегда изменила промышленность. С тех пор началось массовое производство подошв, шин, прокладок и тысяч других изделий из резины. 126. Алмазы формируются на глубине около 150-200 километров под землей, при температуре более 1000 градусов Цельсия и под колоссальным давлением. Но самое удивительное, алмаз и графит, карандашный грифель, состоят из одного и того же элемента – углерода. Разница лишь в том, как расположены атомы. В алмазе углерод образует кристаллическую решетку, что делает его самым твердым природным материалом на Земле. А в графите атомы расположены слоями, легко отделяющимися друг от друга. Один элемент, два абсолютно разных свойства. 127. Первоначально наручные часы считались исключительно женским аксессуаром. В XIX веке мужчины носили карманные часы, а наручные, с ремешками и украшениями, воспринимались как элемент дамского стиля. Все изменилось во время Первой мировой войны. Солдатам нужны были удобные, быстро доступные часы, и наручные стали практичным решением. С тех пор они прочно вошли в мужскую моду и стали символом стиля и статуса. 128. Согласно научным прогнозам, Солнце прекратит свое существование как звезда примерно через 5 миллиардов лет. Однако уже через 1 миллиард лет яркость Солнца увеличится на 10%.
что приведет к усилению парникового эффекта на Земле. Это может вызвать испарение океанов и сделать планету непригодной для жизни в ее нынешнем виде. 129. Леонардо да Винчи мог писать одной рукой, а одновременно рисовать другой. Его уникальная координация рук и полушарий мозга позволяла ему делать несколько сложных задач одновременно. 130. На Луне до сих пор лежат отпечатки ботинок астронавтов. Из-за отсутствия атмосферы, ветра и воды следы, оставленные в 1969 году миссией Аполлон-11, могут сохраняться миллионы лет. 131. Вареное яйцо вращается быстрее и дольше сырого. Причина в том, что вареное яйцо вращается как единое целое, а в сыром – жидкое содержимое, не сразу получая вращательное движение. Задерживает движение твердой оболочки и играет роль тормоза. Кроме того, центр тяжести сырого яйца нестабилен. При вращении он меняет свое местоположение. У вареного яйца плотность более равномерна, и центр тяжести не меняется при вращении. 132. Склонность к детским увлечениям во взрослом возрасте называют петтилизмом или неоигрелизмом. Этот термин описывает ситуацию, когда взрослый человек проявляет интерес или увлечение, которые традиционно считаются детскими или подростковыми. Это может проявляться в разных формах, от увлечения игрушками и коллекционированием до предпочтений в развлечениях, которые обычно ассоциируются с детьми, например, анимационные фильмы, видеоигры и так далее. 133. Танцевальная чума или танцевальная эпидемия 1518 года – это одно из самых странных и курьезных явлений в истории, произошедшее в Страсбурге, тогда часть Священной Римской империи. В 1518 году все началось, когда женщина по имени Триса вдруг начала танцевать на улице без видимой причины. Вскоре к ней присоединились другие люди, и в течение нескольких дней количество танцующих людей увеличивалось. Через некоторое время они начали танцевать так интенсивно, что стали падать от усталости, травм и даже умирать. В итоге более 400 человек приняли участие в этом странном массовом танце. Местные власти, не зная, как справиться с ситуацией, решили, что причиной эпидемии может быть некое дурное влияние или сверхъестественные силы. Они даже наняли музыкантов, чтобы помочь людям вылечиться через продолжение танцев. Однако это только ухудшило ситуацию. 134. В Японии есть часы, которые работают на воде с сахаром. Это биологические часы, питаемые микробами, перерабатывающими сахар, настоящие живые механизмы. 135. Курицы могут помнить до 100 лиц, как людей, так и других кур. У них развитое социальное поведение и отличная память, позволяющая распознавать иерархию в стае. 136. У шпионов ЦРУ в эпоху Холодной войны были монетки с микрофильмами внутри. С виду обычная монета, но она могла раскручиваться, и внутри находилось крошечное сообщение или микрофильм с секретной информацией. 137. Так кто был первым, яйцо или курица? С научной точки зрения, первым было яйцо. Это объясняется тем, что курица, как и все другие живые существа, произошла от более ранних видов. В процессе эволюции существовали существа, которые откладывали яйца, и эти яйца постепенно становились все более похожими на яйца современных кур. Одно из таких яиц с маленькой мутацией вылупилось и стало тем, что мы сегодня называем курицей. Таким образом, яйца существовали задолго до появления кур. 138. Шоколад был когда-то валютой. У ацтеков какао-бобы использовались как деньги. За 10 бобов можно было купить кролика, а за 100 – раба. Шоколад ценился выше золота. 139. У осьминогов 3 сердца, и 2 из них останавливаются, когда они плывут. Поэтому осьминоги предпочитают ползать по дну, так их сердечный ритм стабильнее, и они меньше устают.
140. Первая книга, посвященная путешествиям на другие планеты, была написана в 1865 году французским писателем Жюлем Верном. Его роман «От Земли до Луны» считается одним из первых произведений научной фантастики, в котором подробно описывается путешествие на Луну. В этом произведении Жюль Верн предсказал многие аспекты космических полетов, такие как использование снаряда, запущенного с Земли, и идею путешествия в космос. 141. Один из самых любимых запахов у людей – это запах свежескошенной травы. Этот аромат вызывает у многих ассоциации с летними днями, отдыхом на природе и уютом. На самом деле запах свежескошенной травы – это химические соединения, которые растения выделяют как защитную реакцию на повреждения. 142. Пингвины делают предложение галькой. Самцы дарят самкам гладкие камешки для строительства гнезда. Если самке нравится подарок, она принимает его и выбирает самца как партнера. 143. Кошки мурлычут не только от удовольствия. Мурлыканье также помогает им успокаиваться при боли, стрессе и даже ускоряет заживление костей. Вибрации частотой 25-150 Гц стимулируют регенерацию. 144. Летучие мыши всегда поворачивают влево, когда вылетают из пещеры. Ученые не до конца понимают, почему это происходит, но предполагают, что это связано с особенностями ориентации в пространстве и работы их эхолокации. Это поведение настолько устойчиво, что его даже учитывают в проектах искусственных убежищ для летучих мышей. 145. Парадокс убитого дедушки – это классический пример логической дилеммы, связанной с путешествиями во времени. Суть парадокса заключается в следующем: если путешественник во времени вернется в прошлое и убьет своего дедушку до того, как тот встретил его бабушку, то один из его родителей не родится, а значит и сам путешественник не может существовать. Однако если он не существует, то и не может вернуться в прошлое, чтобы убить дедушку, что приводит к логическому противоречию. Этот парадокс ставит под сомнение возможность путешествий во времени, поскольку такие действия могут создать нелогичные или невозможные ситуации. 146. Вопреки расхожему мифу, волчицы не забывают своих детей. Исследования показывают, что волчицы крайне привязаны к своим детенышам. Даже после того, как они становятся взрослыми и уходят из семьи, волчицы могут помнить их и при случае оказывать помощь. Это чувство привязанности и заботы сохраняется даже через много месяцев после того, как повзрослевшие волчата покидают отчий дом. 147. Зубная эмаль – самое прочное вещество в человеческом организме. Она крепче даже костей и состоит в основном из минерала под названием гидроксиапатит. Эмаль защищает зубы от износа, давления и кислоты. Однако, несмотря на свою твердость, она не восстанавливается естественным образом, потому что не содержит живых клеток. Поэтому, если вы повредили эмаль, организм сам ее уже не починит. Так что беречь зубы – это действительно важно. 148. Первые современные встроенные кухни появились в Германии в 1920-х годах и назывались «Франкфуртская кухня». Она была спроектирована архитектором Маргарет Шутелли-Хоцки как максимально функциональное и эргономичное пространство для домохозяек. Вдохновленная интерьером вагонов поездов, кухня включала компактные шкафы, выдвижные ящики и логичное размещение техники. Эта концепция положила начало дизайну кухни как рабочего треугольника: раковина, плита и холодильник, расположенные для удобства движения. 149. Пламя свечи на самом деле нежно-голубое у основания и содержит крошечные частицы сажи, которые светятся в желто-оранжевом спектре. Когда вы смотрите на огонь свечи, вы видите результат сложного химического процесса. Воск испаряется, смешивается с кислородом и сгорает.
Интересно, что в невесомости, например, на МКС, пламя свечи становится ровным, голубым и шарообразным, потому что там нет конвекции и горячий воздух не поднимается вверх. Это делает свечи на орбите почти, так сказать, инопланетными на вид. 150. Домашняя кошка считается одним из самых разрушительных хищников для экосистемы. По оценкам, она ответственна за уничтожение или серьезное сокращение численности более 30 видов животных, включая птиц, млекопитающих и рептилий, на разных континентах. Это связано с ее охотничьими инстинктами и способностью к выживанию в самых разных условиях. 151. Бабочки пробуют еду ногами. На их лапках расположены специальные рецепторы, которые позволяют им вкусить поверхность, на которую они садятся. Таким образом, бабочка определяет, подходит ли растение для откладывания яиц или кормления. По сути, они едят глазами и ногами, а уже потом хоботком. 152. Мозг человека потребляет около 20% всей энергии организма, хотя составляет всего примерно 2% от массы тела. Даже когда вы просто сидите и ничем не заняты, ваш мозг активно работает, обрабатывает сигналы, поддерживает работу внутренних органов, следит за температурой тела, координирует дыхание, пульс и даже генерирует мысли ни о чем. Поэтому думать действительно энергозатратно, и не зря после умственного труда чувствуешь усталость. 153. Горячая вода может замерзнуть быстрее, чем холодная. Это явление называется эффектом Пембы. Хотя звучит нелогично, при определенных условиях горячая вода действительно может перейти в лед быстрее, чем холодная. Ученые до сих пор не пришли к единому объяснению этого эффекта. Возможные причины включают испарение, конвекцию, переохлаждение и влияние температуры на молекулярную структуру. Этот парадокс до сих пор остается предметом споров и исследований. 154. Просмотр ужастиков может помочь сжигать калории и даже способствовать снижению веса. Это связано с тем, что когда человек смотрит страшные фильмы, его уровень стресса и тревожности повышается, что активирует симпатическую нервную систему, известную как система борьбы или бегства. В ответ на стресс организм выделяет адреналин, что ускоряет сердечный ритм и повышает общий уровень метаболизма. Исследования показали, что за час просмотра ужастика можно сжигать до 113 калорий, что примерно равно интенсивной прогулке. 155. Существует феномен, известный как синдром высоких этажей. Кошки, упавшие с высоты более 7-8 этажей, имеют больше шансов на выживание, чем те, кто падает с меньшей высоты, что связано с тем, что они успевают подготовиться к приземлению, распрямив тело в воздухе. 156. На Венере идут дожди из серной кислоты, но они никогда не достигают поверхности. Атмосфера Венеры настолько горячая, около 470 градусов Цельсия у поверхности, что капли серной кислоты испаряются еще до того, как успевают упасть. Это явление называется вирго, когда осадки формируются в облаках, но испаряются в воздухе прежде, чем достичь Земли. Получается на Венере вечный призрачный дождь. 157. Рог носорога состоит не из кости, а из кератина, того же белка, из которого сделаны человеческие ногти и волосы. Он растет на протяжении всей жизни животного и может восстанавливаться, если будет поврежден. Несмотря на прочность, рог можно спилить без вреда для носорога, что в некоторых странах делают для защиты животных от браконьеров, охотящихся на рог из-за ложных мифов о его целебных свойствах. 158. Первый мобильный телефон весил почти 1 килограмм и имел время разговора около 30 минут. Он был создан в 1973 году инженером компании Motorola Мартином Купером. Телефон назывался Dynatec 8000X и поступил в продажу только через 10 лет, в 1983 году.
Его цена составляла около $4000, что сегодня эквивалентно более чем $10 000. Несмотря на громоздкость, это устройство стало началом эры мобильной связи. 159. Теория многомировой интерпретации квантовой механики говорит о том, что когда происходит какое-то событие, в котором есть несколько возможных исходов, например, частица может оказаться в одном или другом месте, то все эти исходы происходят одновременно, но в разных, параллельных мирах. Теория предполагает, что существует огромное количество параллельных реальностей, где происходят все возможные события, и все они существуют одновременно. В этих мирах могут быть другие версии нас с вами, которые делают разные выборы и живут по разным сценариям. 160. Согласно расчетам на основе уравнения Дрейка, в нашей галактике может существовать около 675 цивилизаций, способных к межзвездной коммуникации. 161. Когда вы притворяетесь, что улыбаетесь, ваше настроение действительно может улучшиться. Это называется эффектом обратной связи лица. Мышцы лица посылают сигнал в мозг, и он интерпретирует это как признак радости, даже если вы изначально не чувствовали себя весело. Таким образом, просто удерживая улыбку, можно слегка обмануть мозг и повысить уровень счастья. 162. Каждый житель Аляски получает часть доходов от нефти через программу, называемую Permanent Fund Dividend. Эта программа была создана в 1982 году для того, чтобы жители штата могли получать дивиденды от прибыли, полученной от добычи нефти и природных ресурсов. Каждый год государство делит часть доходов от нефтяной промышленности с гражданами, выплачивая им так называемый «постоянный фонд». В 2020 году, например, размер выплаты составил около $1000 на человека. Эта сумма может варьироваться в зависимости от доходов фонда и экономической ситуации. 163. Одиночество может оказать значительное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Исследования показывают, что долгосрочное пребывание в одиночестве связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и нарушений сна, что как следствие ведет уже к реальному урону для физического здоровья. 164. Исследования показывают, что строгие диеты могут негативно влиять на психическое здоровье. Ограничение калорий и жесткое следование диетическим ограничениям может привести к повышенному уровню стресса, тревожности и депрессии. Люди, придерживающиеся строгих диет, часто сталкиваются с нарушениями пищевого поведения, что в свою очередь усиливает психологическое напряжение. 165. Первые кроссовки получили название Sneakers от английского sneak – подкрадываться, потому что их резиновая подошва делала шаги бесшумными. В конце XIX века, когда повседневная обувь была жесткой и громкой, это было настоящим новшеством. Человек в кроссовках мог красться без шума, что и дало обуви ее имя. 166. Мед – единственный продукт, который не портится со временем. Археологи находили горшочки с медом в египетских гробницах возрастом более 3000 лет, и он все еще был съедобным, благодаря высокому содержанию сахара, низкой влажности и естественным антисептическим свойствам. Мед может храниться вечно при правильных условиях. 167. Стартовая поза легкоатлета, в которой спортсмены стоят на коленях, с одной ногой впереди, а другая сзади, была вдохновлена позами животных, например, у собак или зайцев, когда они готовятся к быстрому бегу. Такая поза позволяет максимально эффективно использовать мышцы ног для старта, что очень важно для ускорения. Она помогает спортсмену сохранить баланс и подготовиться к мощному рывку точно так же, как это делает животное, готовящееся к быстрому побегу. 168.
Некоторые исследования показывают, что татуировки могут способствовать укреплению иммунной системы. Процесс нанесения татуировки включает в себя повреждение кожи иглой, что запускает реакцию иммунной системы. В ответ на это организм активирует защитные механизмы, включая выработку иммунных клеток для заживления кожи. Это может привести к небольшому повышению активности иммунной системы, поскольку организм сталкивается с внешним вторжением. 169. Первый автомобильный штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году в Англии. Водитель разогнался до 13 км в час, при том, что лимит составлял 3 км в час в городе. Его догнал полицейский на велосипеде и арестовал. 170. Когда вы вспоминаете какое-то событие, вы не воспроизводите его напрямую, как видео, а воссоздаете его заново каждый раз. Это значит, что с каждой попыткой воспоминания может немного меняться. Мозг подправляет детали на основе текущего опыта, эмоций и знаний. Поэтому со временем даже самые яркие воспоминания могут искажаться, хотя мы уверены в их точности. 171. В китайской мифологии царем зверей считают тигра, а не льва. Тигр в китайской культуре олицетворяет силу, мужество, могущество и защиту. 172. Термин «еврейский нос» возник как часть антисемитской карикатурной традиции, зародившейся в Европе в XIII веке. В средневековых изображениях евреев начали систематически изображать с преувеличенно большими крючковатыми носами. Это стало одним из визуальных приемов, используемых для их стигматизации и выделения как чужих. Со временем этот образ укоренился в массовом сознании и стал устойчивым стереотипом, который, к сожалению, сохраняется и сегодня. Однако с анатомической точки зрения такой тип носа, так называемый римский или орлиный, встречается у людей разных национальностей и особенно распространен в странах Средиземноморья и Ближнего Востока, вне зависимости от религии или этнической принадлежности. Стереотип о еврейском носе не имеет научного обоснования и является продуктом предвзятых исторических представлений, а не биологических различий. 173. Чистая вода обладает естественным светло-голубым цветом, который становится более насыщенным, с синевато-зеленым оттенком. По мере увеличения толщины слоя воды, через который проходит свет, такой оттенок обусловлен не отражением неба, как часто думают, а внутренними физическими свойствами самой воды. Молекулы воды избирательно поглощают свет в красной и желтой частях спектра, а синие волны отражаются и рассеиваются сильнее, создавая характерный голубой оттенок. Именно поэтому океаны и глубокие озера кажутся синими или бирюзовыми даже в пасмурную погоду. 174. Исследования показывают, что принятие решений на иностранном языке может способствовать более рациональному подходу. Это явление связано с тем, что использование неродного языка помогает снизить эмоциональную вовлеченность, которая часто мешает объективному анализу. Когда мы думаем на родном языке, наше восприятие ситуаций может быть более субъективным и эмоционально окрашенным. На иностранном языке же мы склонны оценивать информацию более логично и критически, что позволяет принимать более обоснованные и рациональные решения. 175. Гол Диего Марадоны в матче Аргентина-Англия на чемпионате мира 1986 года принято называть «рукой Бога». Во время матча Марадона забил гол, использовав руку, что является нарушением правил. Однако арбитр не заметил этого, и гол был засчитан. Марадона позже сказал, что это был гол рукой Бога, утверждая, что ему помогло вмешательство высших сил. 176. В 2013 году житель американского штата Массачусетс Аллен Марк Фуллер решил необычным способом выразить свои чувства к бывшей жене. Он приобрел участок с домом, находящийся прямо напротив ее дома,
и установил на своем участке огромную деревянную статую руки с вытянутым средним пальцем, классическим жестом неприличия. Статуя была ориентирована точно в сторону окна его бывшей супруги и даже снабжена ночной подсветкой, чтобы послание было видно круглосуточно. Местные власти, несмотря на жалобы, не смогли обязать его убрать скульптуру, так как она находилась на частной территории и формально не нарушала законы. 177. На Международной космической станции не действуют национальные законы в привычном смысле. Вместо них применяется специальное международное соглашение, известное как Межправительственное соглашение по МКС, подписанное участниками проекта. Согласно этому документу, каждый космонавт подчиняется законам своей страны, но в целом на станции действует единый свод правил, регулирующих поведение, виды деятельности, научные эксперименты, безопасность, конфликты, а также даже распорядок дня и праздники. Это уникальный пример международного сотрудничества, где важны уважение, дисциплина и четкая координация между представителями разных государств. 178. Мировой рекорд по самому громкому крику принадлежит ирландской учительнице по имени Джилл Дрейк. Она закричала слово «тихо» с ошеломительной громкостью 121,7 дБ. Это сравнимо по уровню шума с ревущей бензопилой, взлетом реактивного самолета или ударом грома. Рекорд был официально зафиксирован и попал в Книгу рекордов Гиннесса, а сама учительница призналась, что громкий голос – ее профессиональный инструмент в борьбе за дисциплину в классе. 179. В средние века существовала практика судебных разбирательств над животными. Животных обвиняли в преступлениях, таких как нанесение вреда людям или порча имущества, и даже устраивали настоящие суды с присяжными и адвокатами. Иногда животных приговаривали к наказаниям от штрафов до казни. 180. Существует редкое заболевание, которое называют болезнью вампира, это порфирия. Оно связано с нарушением обмена веществ, из-за чего в организме накапливаются порфирины, вещества, вызывающие повышенную чувствительность кожи к солнечному свету. Люди с порфирией часто страдают от высыпаний, сильных болевых ощущений, покраснений и даже повреждений кожи при контакте с солнечными лучами. Кожа становится очень бледной, а в некоторых случаях появляются изменения зубов и десен, что вместе с боязнью света и объясняет легенды о вампирах. Помимо кожных симптомов, порфирия может вызывать неврологические проблемы, слабость, судороги, проблемы с памятью и настроением. 181. Несмотря на свой мирный облик, коровы оказываются опаснее акул. Согласно исследованию 2012 года, крупный рогатый скот ежегодно становится причиной смерти в среднем 22 человек. Как правило, это несчастные случаи на фермах, связанные с толчками, ударами копытом или давкой. Для сравнения, акулы в среднем убивают около 6 человек в год по всему миру. Таким образом, вероятность стать жертвой коровы почти в 4 раза выше, чем попасть в пасть акуле. 182. Во время своей пиковой активности комета Лавджоя удивила астрономов. Она выбрасывала в космос спирт, этанол, в объемах, эквивалентных примерно 500 бутылкам вина каждую секунду. Наряду с алкоголем комета также испускала сахара и другие органические молекулы, что усилило интерес к ней как к потенциальному источнику органических веществ, из которых, возможно, зародилась жизнь на Земле. Этот феномен стал одним из ярких подтверждений того, что даже далекие небесные тела способны нести сложные химические соединения. 183. Петр I, известный как Петр Великий, был не только реформатором России, но и настоящим гиком своего времени. Чтобы лучше понимать европейские технологии и культуру, он тайно отправился в Европу под чужим именем и работал простым плотником и корабельным мастером на верфях в Голландии и Англии. Этот опыт помог ему коренным образом модернизировать российский флот и армию,
а также внедрить западные технологии и стиль жизни в Россию. 184. В древнеславянской культуре существовал особый обряд «встреча на заре». Молодые пары встречались на рассвете в лесу или на поляне, чтобы вместе встретить первый солнечный луч нового дня. Это считалось моментом особой магии и взаимной привязанности, когда чувства становились крепче, а любовь еще ярче. Такие встречи часто сопровождались песнями и играми, а иногда молодые люди оставляли друг другу маленькие подарки, символы любви и верности. 185. В Южной Корее чавканье во время еды считается нормой и даже проявлением уважения к повару. Громкое жевание и звуки еды показывают, что человек наслаждается блюдом. В корейских ресторанах чавканье воспринимается как комплимент. 186. В Швеции образ Карлсона из знаменитой книги Астрид Линдгрен воспринимается неоднозначно, многие считают его отрицательным персонажем. В отличие от более теплого восприятия в других странах, шведские читатели и критики отмечают его эгоистичное и капризное поведение, которое часто приводит к неприятностям для окружающих. 187. Шерлок Холмс – самый экранизируемый литературный персонаж в истории кино и телевидения. По данным различных исследований, образы этого знаменитого детектива появлялись в более чем 250 фильмах и сотнях телесериалов, начиная с эпохи немого кино и до наших дней. Его история и личность продолжают вдохновлять режиссеров и актеров по всему миру благодаря уникальному сочетанию интеллекта, харизмы и загадочности. 188. Кошки не умеют обижаться так, как это делают люди. Когда они прячутся или избегают контакта, это не из чувства обиды, а скорее из инстинктивной реакции на угрозу или присутствие более сильного существа. Такое поведение помогает им чувствовать себя в безопасности и избегать конфликтов, а не выражать негативные эмоции. 189. В ДНК человека содержится множество древних вирусов. Примерно 8% нашего генома составляют эндогенные ретровирусы, вирусы, которые когда-то инфицировали наших предков, но со временем стали частью их генетического материала. Эти вирусы встраивались в клетки и передавались из поколения в поколение, так что в какой-то момент стали неотъемлемой частью человеческой ДНК. 190. Гладиаторы в Древнем Риме были настоящими звездами, подобно современным спортсменам. Их бои собирали огромные толпы зрителей на аренах, и они пользовались большой популярностью. Некоторые гладиаторы становились настоящими кумирами, их имя было известно в империи, и фанаты могли требовать их участия в поединках. Победители сражений нередко становились богатыми и влиятельными людьми, получая щедрые подарки от поклонников и спонсоров. Иногда они даже подписывали контракты с организаторами боев, получая гонорары за участие в соревнованиях. 191. Собаки могут притворяться ранеными или больными, чтобы получить внимание или лакомство. Это поведение является частью их социальной адаптации, так они манипулируют нашими эмоциями. Когда собака хочет что-то вкусное или просто больше внимания, она может слегка прихрамывать или вжимать уши, делая вид, что ей плохо. Эти инстинкты направлены на то, чтобы вызвать у человека желание помочь, что в итоге приносит собакену желаемое. 192. Коты могут пролезть в очень узкие отверстия и щели благодаря особенностям своего скелета. У них очень гибкий позвоночник с большим количеством позвонков, около 30, что позволяет им изгибаться и сжиматься почти как жидкость. 193. У кукушек один из самых звонких голосов среди птиц. Они могут производить звуки, которые слышны на расстоянии до 2 километров. Некоторые виды кукушек способны имитировать звуки других птиц.
Они могут использовать это для общения или отпугивания, пародируя, например, хищных птиц. Некоторые культуры считают кукушек символом удачи, а другие – символом несчастья. В европейской культуре кукушка была связана с началом весны, а в английском языке слово «кукушка» используется в качестве сленгового выражения для обозначения сумасшедшего или эксцентричного человека. 194. Исследования показывают, что людям с более низким уровнем интеллекта сложнее распознавать сарказм. Это связано с тем, что сарказм основывается на несоответствии между буквальным смыслом сказанного и контекстом, в котором это произнесено. Для его распознавания мозгу нужно учитывать интонацию, мимику, ситуацию и скрытые намерения, то есть навыки, связанные с так называемой теорией разума и социальным интеллектом. Понимание сарказма требует определенного уровня когнитивной и эмоциональной зрелости. 195. Ночные разговоры часто бывают более откровенными и честными. Это связано с тем, что в темное время суток снижается уровень социальной настороженности. Люди чувствуют себя более расслабленно и безопасно, особенно в доверительной обстановке. Также ночью снижается активность коры головного мозга, отвечающей за контроль самовыражения, что делает эмоции и мысли более открытыми. Именно поэтому глубокие и искренние разговоры чаще случаются именно поздним вечером или ночью. 196. Одна из научных версий происхождения легенд о вампирах заключается в попытке рационализировать необъяснимые с точки зрения медицины явления, такие как внезапные смерти, эпидемии и особенности разложения тел. В донаучную эпоху, особенно в средневековой Европе, отсутствие знаний о болезнях, например, туберкулезе или порфирии, приводило к возникновению суеверий. Некоторые симптомы этих заболеваний – бледность, чувствительность к свету, кровохарканье – совпадали с описаниями, приписываемыми вампирам. Кроме того, особенности естественного разложения тела в определенных условиях, сохранившиеся мягкие ткани, выделение жидкостей, могли восприниматься как признаки того, что покойник жив. Эти наблюдения, лишенные научной интерпретации, стали основой для мифов о существах, якобы возвращающихся из могил. 197. Самой богатой собакой в истории считается немецкая овчарка по кличке Гюнтер IV. Она унаследовала состояние от другой собаки, Гюнтера III, которому миллионы завещала немецкая графиня Карлотта Либенштейн. Состояние Гюнтера IV оценивалось более чем в $300 миллионов. У пса были виллы, служба безопасности, а инвестициями занимались профессиональные управляющие. 198. То, что в дождь лучше спится, обусловлено эволюцией. В такую погоду крупные хищники охотились меньше, а шум дождя маскировал посторонние звуки, создавая безопасную атмосферу для отдыха. Благодаря этому наши предки могли спать глубже и спокойнее, что повышало их шансы на выживание. 199. Археологические находки и исторические источники свидетельствуют, что викинги часто брали с собой котов в морские экспедиции. Коты выполняли важную функцию контроля за популяцией грызунов на кораблях и в лагерях, что помогало сохранять продовольственные запасы и предотвращать распространение болезней. Таким образом, коты были неотъемлемой частью экипажа и способствовали успешности путешествий. 200. С точки зрения химии, любовь – это сложный процесс, связанный с выделением в мозге нескольких ключевых нейромедиаторов и гормонов. В начальной стадии влюбленности активно выделяется дофамин, отвечающий за чувство удовольствия и мотивации, а также окситоцин и вазопрессин, гормоны, укрепляющие привязанность и доверие между партнерами. Серотонин при этом может временно снижаться, что объясняет навязчивые мысли о возлюбленном. Таким образом, любовь – это не только эмоция, но и химическая реакция организма. 201. Ученые провели эксперимент с кошками и собаками.
Тем и другим животным демонстрировали, как агрессивный человек якобы нападает на их хозяев, а затем этот же человек предлагал животным угощение. В то время как собаки отказывались брать еду у человека, явно проявившего агрессию в адрес их хозяев, поведение кошек от этого никак не менялось. Следует учесть, что собаки изначально стайные животные, а кошки – нет, им свойственно заботиться только о себе. 202. Южноамериканские речные черепахи общаются внутри яиц. У черепах нет голосовых связок, а уши находятся внутри, поэтому ученые полагали, что животные глухие и не общаются с помощью звуков. Однако исследования показали, что черепахи коммуницируют на очень низкой частоте, которая звучит как щелчки, кудахтанье и улюлюканье. Все это можно услышать только через гидрофон, микрофон, используемый под водой. Эти звуки исходят даже из яйца до того, как вылупится животное. Ученые предполагают, что такие разговоры помогают всем черепашатам вылупляться одновременно. 203. Все сорта чая происходят от одного и того же растения, но различаются по степени ферментации, окисления чайного листа. Зеленый чай получается из неокисленного или слабо окисленного листа. Черный чай, напротив, проходит сильное окисление. Остальные виды чая, такие как белый, желтый, улун и другие, находятся по степени окисления между черным и зеленым чаем. 204. Исследования с использованием методов нейроимиджинга, таких как функциональная магнитно-резонансная томография, показывают, что когда актер полностью погружается в роль, активность в частях его мозга, ответственных за самоотражение и самовосприятие, снижается. Это явление называется потерей себя в роли и связано с тем, что актер полностью переживает персонажа, забывая о своем реальном «я». Эта измененная активность мозга может помочь актеру более убедительно воплотить образ и показать более правдоподобные эмоциональные переживания персонажа. 205. Елизавета II во все поездки брала с собой свой чайник и 2 пакета собственной крови. Кровь была нужна на случай травм и необходимости переливания. А что касается чайника, то королева его просто обожала и возила с собой, чтобы угощать себя и компаньонов своим любимым чаем с бергамотом, который она пила без сахара и без молока. 206. Хрущевки разработали не в СССР. Первые такие дома строили в 1920-х годах в Германии и Нидерландах, архитекторы, которые представляли движение «Новое строительство». В их числе были Ле Корбюзье, Эрнст Май, Адольф Лосс и другие. Эрнст Май в 1930-1933 годах работал в Советском Союзе, в том числе в Магнитогорске. 207. Поскольку можно сказать, что птицы – это динозавры, а точнее специализированные динозавры-тераподы из группы манирапторов, на Земле сегодня обитает больше видов динозавров, чем млекопитающих. Млекопитающих на планете насчитывается около 6500 видов, в то время как птиц – 5000 видов только воробьинообразных. А в целом сейчас известно 10 933 вида ныне живущих птиц, 19 883 подвида, а также 160 видов, вымерших по вине человека после 1500 года. 208. В Германии изначально не было енотов, их завезли в страну в 1920-х годах с целью разведения для получения пушнины. В начале Второй мировой одну из енотовых ферм разбомбили, и нескольким енотам удалось сбежать. Они так расплодились, что в наши дни миллионы енотов наводняют немецкие города, нанося ущерб городскому и садовому хозяйству. 209. Граф Сэндвич, известный тем, что, согласно легенде, изобрел бутерброд из мяса и хлеба, также имел отношение к газировке. В XVIII веке морские путешествия были трудным делом из-за проблем с пресной водой, она застаивалась и гнила в трюмах.
За решением Сэндвич обратился к химику Джозефу Пристли, который пытался разработать метод газирования воды. Пристли считал, что вода, насыщенная газом, вкуснее обычной. Газ к тому же делал воду слегка кислой, повышая ее антимикробные свойства. Сэндвич оказал поддержку исследованиям Пристли. Для дополнительной защиты от малярии в воду стали добавлять хинин, а затем листья и экстракты других растений для освежающего эффекта. Позднее из этого опыта развилась технология производства различных газированных напитков. 210. Всемирно известный классический аромат Chanel номер 5 создал московский парфюмер Эрнест Бо. Он эмигрировал после революции во Францию, где создал серию ароматов, которую в 1920 году продемонстрировал Коко Шанель. Пробы были пронумерованы, Шанель выбрала номер 5, так и родился известнейший аромат Запада. 211. Крокодилы меняют зубы до 80 раз за жизнь, в среднем раз в 2 года. Поэтому крокодильи зубы всегда крепкие и белые. Они напоминают матрешку, внутри которой развиваются новые зубы. 212. Кристофер Хейвенс, будучи осужденным и сидя в тюрьме, изучил высшую математику и решил извечную математическую головоломку, над которой ломал голову еще сам Евклид. В процессе решения Хейвенс впервые обнаружил некоторые закономерности в приближении большого класса чисел. Результаты своих вычислений он опубликовал в научном журнале «Исследования в области теории чисел» в январе 2020 года. 213. Первые телевизионные пульты работали без батареек. Они назывались кликерами и работали при помощи ультразвука. При нажатии кнопки пульт механически производил щелчок ультразвуком определенной частоты, который телевизор улавливал и производил требуемое действие. Кликер обладал всего несколькими кнопками, при помощи него можно было переключить канал на следующий, убавить или прибавить звук, а также выключить телевизор. 214. На картинах и статуях Древнего Египта фараонов изображали с церемониальной накладной бородой, указывающей на их божественное происхождение. Некоторые историки считают, что накладная борода фараона символизировала луч солнца. А так как сам фараон считался богом, сыном бога солнца Ра, то борода из золотых нитей могла сигнализировать о божественности, которую излучает молодой фараон своим ликом. Изображения женщин-цариц, например, Хатшепсут, часто тоже украшены этой бородой. 215. Причина, по которой европейские монархи так часто переезжали из одного дворца в другой, связана с проблемами гигиены. Когда король и его свита заселялись в новую резиденцию, уже через неделю воздух в комнатах становился едким от запаха объедков и испражнений домашних животных, а также от небрежности и недостаточной гигиены придворных. Это делало проживание во дворцах невозможным, поэтому монархи собирались и переезжали в новое место. 216. Сэр Андрей Константинович Гейм, советский, британский и нидерландский физик, единственный в мире ученый, которого наградили и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Первую он получил за работу по выделению графена, а вторую – за опыт с левитацией лягушки при помощи магнитов. Ученый отличается своеобразным юмором. Одно из подтверждений тому – статья о диамагнитной левитации, в которой соавтором Гейма был указан его любимый хомяк Тиша. Впоследствии эта работа использовалась при получении степени доктора философии. 217. С 1850-х годов парижане разводят на крышах домов пчелиные ульи. Говорят, что мед городских пчел самый вкусный. 218. В практике средневекового персидского врача Авиценны был такой случай. К нему привели истощенного человека, считавшего себя коровой. Человек отказывался есть, несмотря на то, что погибал от голода.
Врач пошел на хитрость, он притворился мясником и уговорил пациента есть больше, поскольку тот слишком тощая корова. Пациент послушался и стал нормально питаться. Это восстановило его здоровье, и бред прошел сам собой. 219. Винни-Пуха на самом деле зовут иначе. Когда медвежонка принесли из магазина домой, его назвали Эдвардом. Винни-Пух – это прозвище, которое Кристофер Робин придумал в честь медведицы Виннипег, которую он видел в зоопарке. Вместо фамилии в книге Милн используют слово «бэр» – «медведь». Получается, что полное имя Винни-Пуха может звучать как Эдвард Винни-Пух-медведь. 220. Мало кто знает, что у Влада Дракулы был младший брат, и звали его Раду Прекрасный. Он был принцем княжества Валахии и принадлежал к роду Дракулешти династии Басарабов. Раду был известен своей физической красотой и дипломатическими способностями, которые часто использовал для ведения переговоров с османами и сохранения своего положения в политике. Жаль, Брэм Стокер не включил и его в свое произведение. Интересный, наверное, получился бы персонаж. 221. Настоящее имя художника Ивана Айвазовского – Аванес Айвазян. Фамилия Гайвазовский появилась в документах после переезда семьи в Феодосию, когда отец семейства решил записывать ее на польский манер. 222. Веганы – это люди, которые не едят ничего, полученного от животных, то есть не только мясо, но также яйца и молоко. Но даже фрукты не всегда бывают веганскими. Например, многие супермаркеты проводят обработку плодов шеллаком, природной смолой, получаемой от насекомых червецов из Индии, чтобы они дольше сохранялись. Это делает фрукты неподходящими для веганской диеты. 223. 10 золотых медалей Олимпийских игр в Сочи содержали фрагменты Челябинского метеорита, который взорвался в 2013 году на высоте 23 километра в окрестностях Челябинска. 224. Оказывается, Санта-Клаус изначально был худым. В 1863 году карикатурист Томас Наст впервые изобразил Санту с огромным животом. Худая и толстая версии Санты существовали одновременно до 1930-х годов. А затем появилась знаменитая рекламная кампания Кока-Колы, в которой Санта был в своем толстом воплощении. Так этот образ популяризировался и закрепился. 225. У здорового человека сердце в состоянии покоя совершает от 60 до 100 ударов в минуту. Если число ударов более 100, это называется тахикардией. При этом самое быстрое сердцебиение, когда-либо зарегистрированное у человека, составляло 600 ударов в минуту. 226. Спагеттификация – это настоящий научный термин, которым обозначают то, что происходит с объектом, который попадает в черную дыру. Термин появился после того, как Стивен Хокинг заявил, что если кто-нибудь попадет в черную дыру, его растянет, как спагетти. 227. У крупных яиц скорлупа тоньше, чем у мелких, потому что количество формируемой скорлупы не меняется в зависимости от размера яйца. 228. Согласно исследованию Университета штата Иллинойс, музыка повышает продуктивность любого вида работы на 6,3%, а прослушивание классической музыки может увеличить продуктивность на 15%. 229. Джинсы традиционно окрашивали именно в синий цвет из-за особенностей взаимодействия хлопковой ткани с натуральным красителем индиго. Большинство натуральных красителей проникают сквозь хлопковые волокна, но молекулы индиго прикрепляются к их поверхности. Со временем часть пигмента вымывается, придавая джинсам их характерный выцветший вид. 230. Книжными червями называют не только ботаников-книголюбов с целью подразнить.
Книжный червь – это общее название насекомых, способных поедать книги. Чаще всего бумагу и переплеты прогрызают личинки различных видов, включая тараканов, жуков и моль. Некоторые из них внешне напоминают червяков, отсюда, вероятно, и произошло название. 231. В 1960-е годы The Beatles хотели снять собственную версию «Властелина колец» с Джоном Ленноном в роли Голлума и Полом Маккартни в роли Фродо Бэггинса. Но автор романа, Джон Рональд Руэлл Толкин, был против, поэтому этот вариант фильма мы никогда не увидим. Придется пересматривать ставшую классикой работу Питера Джексона. 232. Лингвист Джордж Ципф открыл такую закономерность: чем чаще используется какое-либо слово, тем оно короче. Интересно, что это правило действует не только в масштабах целого языка, но и в просто длинных текстах, например, в книгах. Интересно, что это касается любого языка. Это явление назвали законом Ципфа. 233. Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании, СРН и CPH. 234. Надпись не содержит холестерина на растительном масле, всего лишь рекламный трюк, ведь холестерин может содержаться только в животном жире. 235. Когда-то в Макдональдс готовили брокколи со вкусом жевательной резинки. К счастью, те, кто тестировал новое блюдо, не оценили попытку заставить детей есть более здоровую пищу, их смутил странный вкус. 236. На создание одной из первых пар кроссовок Nike, Бауэрмана, вдохновила вафельница. В 1950-х годах Билл Бауэрман был тренером по легкой атлетике, и ему совсем не нравилось, как делали кроссовки. Он первым создал обувь Кортес, но все равно был недоволен, он хотел сделать кроссовки легче, чтобы их можно было носить где угодно. Однажды в 1970 году он завтракал вафлями, когда ему пришла идея использовать текстуру блюда для изготовления подошвы кроссовок. Вафельные подошвы увидели свет в 1972 году во время Олимпийских легкоатлетических испытаний в Юджине. 237. Есть только одна буква, которой нет ни в одном названии штата США. Вы найдете Z в Аризоне, J в Нью-Джерси, а X сразу в двух штатах, Нью-Мексико и Техасе. Но ни в одном из 50 названий не встречается буква Q. 238. Александр Флеминг был одним из тех ученых, которые случайно совершили научный прорыв. В 1928 году бактериолог оставил чашку Петри в своей лаборатории и ушел в отпуск, а когда вернулся, он обнаружил, что некоторая жидкость вокруг плесени убила бактерии. Так он получил первый в мире антибиотик. Но прежде чем наречь его пенициллином, Флеминг назвал его соком плесени. 239. Собаки нюхают приятные запахи левой ноздрёй. Как правило, когда запах новый или сигнализирует об опасности, собаки используют правую ноздрю. Но если они ищут что-то приятное, еду или партнера, они переключаются на левую сторону. 240. Авокадо назвали в честь определенных элементов мужского организма. Коренные жители Мексики и Центральной Америки использовали слово «авокадо» и для обозначения этих элементов, и для обозначения этого плода тропического дерева. А в США плоды продавались как аллигаторовы груши. Так происходило до тех пор, пока не прижилось нынешнее название. 241. Бетховен не умел ни умножать, ни делить. Один из величайших композиторов в истории музыки учился в латинской школе под названием Террациний. И хотя там он учился математике, музыкант никогда не умножал и не делил, а только складывал числа.
Однажды, когда ему нужно было умножить 62 на 50, он 50 раз записал число 62 и все сложил. 242. Сотрудник Pixar случайно удалил эпизод из истории «Игрушек 2» во время продакшена. Сооснователь Pixar Эд Кэтмилл написал в своей книге «Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей», что всего за год до выхода фильма кто-то ввел определенную команду на диске, где были сохранены файлы и сцены начали удаляться. На воссоздание того, что было удалено, потребовался бы год, но, к счастью, у другой сотрудницы дома была резервная копия всего фильма. 243. Повесть о Гэнзи, написанная Мурасаки Сикибу в XII веке, считается первым в мире романом. После прочтения 54 тщательно продуманных глав, читатель внезапно останавливается на середине предложения. По мнению одного переводчика, именно такой и была задумка автора. Другие считают, что в романе не хватает нескольких страниц. 244. Первые апельсины родом из Юго-Восточной Азии. Цитрусовые были гибридом мандарина и помела и имели зеленый цвет. В более теплых регионах, таких как Вьетнам и Таиланд, апельсины все еще остаются зелеными в течение всего периода созревания. 245. В Шотландии есть 421 слово для обозначения снега. Например, снисл означает, что дождь или снег только-только начинаются, фифл используется для обозначения снежного вихря, а флангинкин для небольшого легкого снега. 246. Человек с самым низким голосом в мире может издавать звуки, которые не слышат люди. Тим Стормс, который дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого низкого голоса, может спеть ноту, которая на 8 октав ниже самой низкой соль на фортепиано. Но услышать ее могут только слоны. 247. Когда в Европе только появились помидоры, европейцы боялись их есть. Ученые считают, что Эрнан Кортес привез семена в 1519 году с намерением использовать их в декоративных целях, украшать сады. К 1700 годам аристократы потихоньку начали есть помидоры, но они были уверены, что фрукты – это яд, от которого умирали люди. На самом же деле кислотность помидоров приводила к выделению свинца в оловянных тарелках. Так что, по сути, люди погибали от отравления токсичным элементом, а не красными плодами. 248. Глиттер был сделан на ранчо. Изобретение рассыпчатых блесток приписывают скотоводу из Нью-Джерси, и, конечно же, это открытие было полной случайностью. Просто Генри Рушман из Бернардсвилля дробил пластик, пытаясь от него избавиться, и таким образом создал глиттер. Произошло это в 1934 году. 249. Авраам Линкольн был барменом. Лицензию Линкольна на продажу определенных напитков нашли в 1930 году и тут же выставили в винном магазине Спрингфилда. Уэйн Темпл, эксперт по биографии Линкольна, рассказал, что в 1863 году Конгресс хотел уволить Улисса Гранта, потому что тот много пил, а Линкольн в ответ лишь послал Гранту партию напитка, получаемого из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках. 250. В 2015 году в космос отправили кофеварку. Саманта Кристофоретти – первая женщина-астронавт из Италии, которая на орбите получила теплую частичку дома – кофе. Кофемашина была разработана в Италии совместно с известным производителем кофе Лаваза и доставлена на МКС вместе с продовольствием и оборудованием для научных экспериментов. 251. Изобретатель трехколесного велосипеда лично доставил 2 экземпляра королеве Виктории. Когда в 1881 году королева Виктория была в турне по острову Уайт,
Ее лошадь и повозка не смогли угнаться за женщиной, которая ехала на трехколесном велосипеде. Королева заставила слуг остановить женщину, чтобы та смогла продемонстрировать королеве свой транспорт. Заинтригованная открытием, королева заказала сразу два. Она попросила, чтобы изобретатель Джеймс Старли лично доставил ей велосипеды. И хотя сейчас мы ассоциируем трехколесные велики только с малышами, среди королевской элиты они считались крутым средством передвижения. Ну а личная доставка от самого производителя определенно была королевским бонусом. 252. Технический арахис – это не орех. Это бобовые. Согласно справочнику Мерриэм-Вебстера, орехом называется сухой фрукт или семя в твердой оболочке с отделяемой кожурой или скорлупой и внутренним ядром. Выходит, грецкие орехи, миндаль, кешью и фисташки тоже не орехи, а семена. 253. Пожарные используют увлажняющие реагенты, чтобы сделать воду более влажной. Химические вещества уменьшают поверхностное натяжение простой воды, поэтому она легче растекается и лучше впитывается в предметы. Из-за этого ее часто называют мокрой водой. 254. Салфетки Kleenex предназначались для противогазов. Когда во время Первой мировой возникла нехватка хлопка, компания Kimberly-Clark разработала тонкий плоский заменитель, который военные использовали в качестве фильтра в противогазах. Первая мировая закончилась до того, как ученые усовершенствовали материал, поэтому компания переработала свой продукт, сделав его более гладким и мягким, а потом и вовсе начала продавать салфетки для лица. 255. Большинство диснеевских персонажей носят перчатки, потому что так их легче анимировать. Уолт Дисней, возможно, был первым, кто надел перчатки на своих персонажей, как это было в фильме 1929 года «Оперный дом» с Микки Маусом в главной роли. Но кроме более легкой анимации, есть еще одна причина, по которой Дисней остановился на перчатках. Мы не хотели, чтобы у Микки были мышиные руки, он должен был быть более человечным, рассказал Дисней своему биографу в 1957 году. 256. У коров нет верхних передних зубов. Вверху ротовой полости коровы находятся только коренные зубы. А там, где по идее должны быть верхние резцы, у коров, овец и коз, лишь толстый слой ткани, зубная подушка. Именно к ней прижимаются нижние зубы при срывании травы, срезании стеблей и листьев. 257. Мерседес изобрел машину, которой можно управлять с помощью джойстика. Джойстик для Mercedes F200 1966 года позволяет контролировать скорость и направление движения автомобиля, заменяя рулевое колесо и педали. В машине даже можно менять водительскую сторону, чтобы человек мог управлять ею с пассажирского сиденья. 258. Люди – не единственные живые существа, которые видят сны. Исследования показали, что крысам снится, как они добираются до еды или бегают по лабиринтам. Большинство млекопитающих проходят фазу быстрого сна, цикла, в котором происходят сновидения, поэтому ученые считают, что все они могут видеть сновидения. 259. Изобретатель микроволновой печи получил за свое открытие всего $2. Перси Спенсер работал исследователем в компании American Appliance Company, ныне Raytheon, когда заметил, что радар, использующий электромагнитные волны, расплавил шоколадный батончик в его кармане. Он загорелся идеей сделать металлический ящик и использовать микроволны для нагрева пищи, но патент подал не он, а его компания. Поэтому Спенсер получил лишь бонус в размере $2 и никаких гонораров. 260. Чудовище Франкенштейна – вегетарианец. Франкенштейн и его создание – вымышленные персонажи романа Мэри Шелли.
В романе чудовище говорит: «Моя пища отличается от человеческой. Я не уничтожу ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы. Желуди и ягоды – вот все, что мне нужно». 261. В условиях высокой температуры человек может перестать потеть. Хотя обычно выделение пота увеличивается при повышении температуры, но только до определенного предела. При чрезмерном нагреве организм приостановит процесс потоотделения, чтобы избежать опасного обезвоживания, что, к сожалению, может привести к тепловому удару. В связи с этим важно регулярно употреблять воду в жаркую погоду. 262. В 1881 году железнодорожный сигнальщик Джеймс Уайт, лишившийся ног при несчастном случае на службе, обучил бабуина по имени Джек работать на железной дороге. Бабуин успешно справлялся с обязанностями. После жалобы общественности руководство провело проверку и убедилось в его профессиональной компетентности. Джек получал за свою работу 20 центов в день и полбутылки определенного напитка в неделю. В течение 9 лет он не совершил ни одной ошибки в работе. В 1890 году Джек умер, его череп хранится в музее в Олбани, ЮАР. 263. В верхнем левом углу полотна «Крик» Эдварда Мунка 1893 года имеется маленькая надпись, которая гласит «Cancun very mallet AF Engelment», что переводится как «это могло быть нарисовано только сумасшедшим». Художник сделал эту запись собственной рукой. Предполагается, что Мунк написал это в ответ на оскорбление со стороны студента-медика Йохана Шарфенберга, который выразил сомнения в психическом здоровье художника, что сильно задело Мунка. 264. В старом английском языке было слово «пик», обозначающее красную глину, из которой делали различные предметы. Одним из них были емкости для мелких вещей и монет. Когда слово «пик» вышло из употребления, выражение «пигги бэнк» – «банк из глины» сохранилось. А к XVIII веку кто-то подумал про слово «пик» – «свинья» и создал копилку в виде глиняной свиньи. Так появилась известная свинья-копилка. 265. Математическая тревожность – реально существующий термин. Это чувство напряжения, тревоги или страха, возникающее при решении математических задач. Есть несколько гипотез возникновения этой психологической особенности, но точно известно, что она никак не зависит от уровня интеллекта. Экспериментальным путем выяснили, что примерно 11% учащихся испытывают особенно сильную математическую тревожность. 266. В начале XX века женщины использовали для самообороны булавки с платьев и шляпок и шпильки из причесок. Особой популярностью пользовалась специальная книга руководства «Как применять булавки и зонтики, чтобы отбиваться от нахальных мужчин». Отсюда происходит выражение «подпустить шпильку», «вставить шпильку», что означает сделать язвительное замечание, неожиданно и больно уколоть собеседника. 267. Один из основателей Duty Free, миллиардер Чак Финни, отдал более 99% своего капитала, около $8 миллиардов, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей поступить в колледж. 268. Когда где-то в литературе или кино упоминают Советский Союз, обычно вспоминают Ленина, Сталина, Хрущева. Но есть одно гораздо более популярное имя. Благодаря коктейлю Молотова Вячеслав Молотов является самым упоминаемым в культуре советским политическим деятелем. 269. Большинство торговых кораблей ходят под так называемыми удобными флагами. Это флаги стран, не имеющих военных конфликтов с большинством государств и пользующихся пониженными ставками на портовые сборы. Часто для этого используют флаг Панамы. 270.
Некоторые виды деревьев будто бы изо всех сил стараются не соприкасаться кронами с другими деревьями. Этот феномен называется застенчивость кроны и приводит к формированию лесного полога с каналами-пробелами. Ученые пока не знают точно, почему это происходит. 271. В XIX веке Европу охватила мода на дакский муслин, ткань, которую изготовляли в Индии из особого сорта хлопка, произрастающего только в одном месте на берегах реки Мекхна. Дакский муслин, однако, сильно просвечивал, поэтому для изготовления платьев использовали несколько слоев ткани. И все равно под дождем или прямыми солнечными лучами ткань становилась прозрачной, что вызвало среди европейцев немало насмешек и карикатур. 272. Астрофизик Нил де Грассе Тайсон подсчитал вес Мьёльнира, молота Тора. Если принять во внимание, что молот был сделан из вещества нейтронных звезд, его вес составлял примерно 4,5 квадриллиона фунтов. Однако Марвел выпустила обменную карту молот Тора в 1991 году, где говорится, что Мьёльнир сделан из уру и весит 42,3 фунта или 19,2 килограмма. Люди не могут поднять его не потому, что он тяжелый, а потому, что недостойны. 273. Международный астрономический союз договорился называть спутники Урана в честь персонажей из произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа. Среди этих названий есть Маргарита, Корделия, Джульетта, Дездемона и Офелия. 274. В 1984 году французские рабочие нашли и поймали крокодила в Парижском канале Сен-Мартен. Его отправили в зоопарк, где он вырос до 2,4 метра и 250 килограмм и прожил всю свою крокодилью жизнь. 275. У Роберта Де Ниро были трудности с получением итальянского гражданства. Представители Итало-Американского национального союза считали, что человек, который играл в кино мафиози, может испортить общественный имидж итальянцев. 276. В 2004 году волосы астронавта Нила Армстронга были проданы за $3000. Покупатель, Джон Резников, занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию волос знаменитостей. А парикмахеру Марксу Сайзмару, который стриг Армстронга, угрожали судом за то, что Сайзмар нарушил закон Огайо, защищающий права известных людей. Парикмахер отказался платить штраф, а Резников сказал, что не вернет волосы, но пожертвует $3000 на благотворительность. 277. Томас Эдисон – причина, по которой вы любите видео с котиками. Благодаря изобретению Эдисоном кинематографа в 1892 году он впервые смог записывать движущиеся изображения. Он снимал короткие клипы в своей студии под названием «Блэк Мария». В некоторых его короткометражках изображены известные люди, например, женщина-стрелок Энни Окли и шоумен Баффало Билл, но настоящими звездами стали боксерские коты. Вы можете найти в интернете видео, на котором Эдисон запечатлел очаровательных кошек на боксерском ринге примерно в 1894 году. 278. Во время съемок фильма «Троя» по роману Гомера «Илиада», где Брэд Питт сыграл отважного греческого героя Ахиллеса, актер повредил ахиллово сухожилие, из-за чего съемочный процесс пришлось отложить на 2 месяца. Ирония в том, что по легенде уязвимое место непобедимого Ахиллеса – ахиллесова пята. 279. Взрослые кошки не переносят лактозу. Если кормить кошку молоком, она может заболеть. Как и у некоторых людей, у взрослых кошек недостаточно фермента лактазы для переваривания лактозы из молока. Это вызывает у животных рвоту, диарею или метеоризм. Кошки переносят молоко лишь при рождении и в первые годы их жизни.
280. Во Франции есть биогазовая установка, которая перерабатывает отходы шоколадной фабрики Марс, где производят M&M's. Пчеловоды, чьи пасеки находятся неподалеку, заметили, что их пчелы делают мед неестественных оттенков зеленого и синего. Представитель Британской ассоциации пчеловодов объяснил, что это происходит из-за того, что пчелы питаются сладкими отходами M&M's, что и служит причиной появления цветного меда. 281. Самая часто исполняемая песня в мире «Happy Birthday to You» еще относительно недавно находилась под защитой авторских прав. Эту песню в 1893 году написали учителя из Луисвилла Пэтти и Милдред Хилл. В том же году права на нее выкупил некий Клейтон Самми. В 1998 году компания Warner Capitol Music купила связанную с Самми компанию Birch Tree, одновременно заявив права на песню. И только в 2015 году Happy Birthday to You юридически стала достоянием всех людей на Земле. 282. Единственная страна в мире с нулевой рождаемостью – Ватикан. Наверное, потому, что в Ватикане нет роддомов, и дети граждан анклава появляются на свет в клиниках Рима. А еще в Ватикане абсолютная грамотность, то есть 100% населения – грамотные люди. 283. В 1967 году Пол Маккартни забыл свой паспорт, когда собирался лететь во Францию на съемки клипа. Он сказал сотрудникам аэропорта: «Вы ведь и так знаете, кто я такой, зачем вам мой паспорт?» И его пропустили на самолет. 284. Цирк в современном виде появился в XVIII веке, а его основоположником считают Филиппа Астлея. Именно он опытным путем вычислил, что для лошадей удобнее всего в полном галопе бежать по кругу диаметром 13 метров. С тех пор именно такой диаметр арены используют в большинстве цирков по всему миру. 285. Национальный оркестр Монако больше, чем вся его армия. В карликовом государстве Монако долг родине отдают 82 солдата. Военный, он же и национальный, и, наверное, единственный оркестр Монако насчитывает 85 человек. 286. Хулио Иглесиас, испанский певец и автор песен, профессионально играл в футбол за Реал Мадрид, но его карьера завершилась после автокатастрофы. Он восстанавливался 2 года. В больнице Хулио по совету медсестры начал играть на гитаре, и это открыло его музыкальный талант. Впоследствии это позволило ему стать самым коммерчески успешным певцом Испании. 287. В Германии распространены так называемые арт-библиотеки, артотеки. В специальных помещениях хранятся картины и скульптуры местных художников, откуда их можно арендовать за минимальную плату и разместить у себя дома или в офисе. Страховка стоит несколько евро. Срок аренды обычно составляет 3 месяца, после чего предмет искусства следует вернуть. 288. Флаг Аляски в 1926 году создал 13-летний мальчик. Это был ребенок русско-алиутско-шведского происхождения по имени Джон Белл Бенни Бенсон из Чигник, сирота. Впервые этот флаг подняли 9 июля 1927 года. Во время церемонии Бенни наградили часами с эмблемой флага и образовательной стипендией в $1000. 289. Пуговицы – полезная деталь фурнитуры и способ сделать одежду нарядной. Их использовали еще до нашей эры, но функциональным элементом они стали только в XIII веке. В средние века пуговицы были модным аксессуаром, и знать порой не пренебрегала абсурдным их количеством. Например, на одном из костюмов короля Франциска I нашито более чем 13 000 пуговиц. 290.
Полярная крачка мигрирует по уникальному маршруту, благодаря которому она каждый год наслаждается 2 летними сезонами. Эта птица получает больше солнечного света, чем любое другое живое существо на протяжении всей своей жизни. 291. Рыба старая жена – это вид коралловой рыбы, принадлежащий к семейству эноплозовые. Она получила свое забавное название из-за привычки скрежетать зубами и издавать ворчащие звуки, особенно после того, как ее поймают. Кроме того, эта рыба ядовита, как и большинство других видов коралловой фауны Австралии. Она имеет ядовитые шипы и колючки. 292. Болливуд – это не про все индийское кино, а только про то, которое производят в городе Мумбаи. Фильмы Болливуда выходят на таких языках, как хинди, панджаби, урду и английский. Болливуд – вторая по величине киноиндустрия в мире после Голливуда, поэтому актеры являются одними из самых богатых людей Индии, и их гонорары измеряются миллионами. 293. В XIX веке в викторианской Англии большой популярностью пользовалась хромота. Молодые женщины, насмотревшись на невесту принца Уэльского и икону моды Александру Датскую, которая страдала хромотой из-за ревматизма, стремились следовать ее примеру. В результате обувные мастера стали создавать обувь с разной высотой каблуков, чтобы модницам было удобнее прихрамывать. 294. У Кенни Маккормика есть реальный прототип. У одного из создателей мультсериала «Южный парк» Трея Паркера в детстве был друг по имени Кенни. Он был из небогатой семьи, постоянно носил оранжевую кофту с затянутым капюшоном, из-за чего невозможно было понять, что он говорит. Кенни часто прогуливал уроки, и школьные друзья шутили, что он ушел в иной мир, но через несколько дней он возвращался к занятиям. 295. В 2000 году перед боксерским поединком между Майком Тайсоном и Джулиусом Фрэнсисом все так верили в победу Тайсона, что английская газета The Mirror купила за $40 тысяч рекламу на подошвах обуви Фрэнсиса. Реклама была видна только в момент нокдауна. Тайсон провел 5 нокдаунов за 2 раунда и одержал победу. 296. Если посолить ананас, он станет слаще. Оказывается, в ананасе содержится много фруктовых кислот, а именно яблочной и лимонной. Соль, вступая в реакцию с кислотой, нейтрализует ее. Таким образом, ананас действительно покажется нашим вкусовым рецептором слаще, потому что после нейтрализации кислоты он станет менее кислым. Это сработает и с другими кислыми фруктами, главное – не пересолить. 297. Африканизированная пчела или пчела-убийца – вид пчел, выведенный в Бразилии скрещиванием европейской медоносной и африканской пчел. Планировалось создать плодовитый подвид, устойчивый к бразильским высоким температурам. Однако в ходе экспериментов появился очень агрессивный подвид крупных пчел. Им удалось сбежать из лаборатории в дикую природу, где они стали скрещиваться с трутнями и давать плодовитое потомство. Пчелы-убийцы размножаются быстрее обычных пчел, нападают на все живое в радиусе 5 метров и преследуют жертву по полкилометра и более. От их укусов с 1969 года погибло более 200 людей и тысячи были покусаны. Бразильские спасательные службы не смогли с ними справиться даже при помощи огнеметов. 298. В 2015 году одна американка несколько недель боролась с проблемами интернета в своем доме, но провайдер Comcast не реагировал на ее обращение. Она, наконец, смогла решить эту проблему только после того, как написала письмо матери генерального директора Comcast. 299. Блюда, которые мы сегодня называем корейскими, такие как корейская морковь, салаты, соленья и закуски, на самом деле не имеют отношения к аутентичной корейской кухне.
Они пришли к нам из кухни советских корейцев, которых переселили в Казахстан и Узбекистан в 1937 году. Находясь в новой среде, эти корейцы старались готовить и есть так, как они привыкли, используя имеющиеся продукты и специи. Единственное, что объединяет эти блюда с аутентичной корейской кухней, это способ их приготовления, они все квашеные, соленые и острые. 300. Одно исследование выявило, что большинство людей воспринимают таблетки темных цветов как более эффективные по своему лечебному воздействию. Но на самом деле цвет таблеток никак не сказывается на их свойствах, это лишь маркетинг. 301. Долгое время считалось, что извержение Везувия, принесшее гибель Помпеям, произошло 24 августа 79 года нашей эры. Но в 2018 году в ходе раскопок ученые обнаружили дом с садом, на стене которого была надпись «16 дней до ноября», то есть 17 октября. Археологи считают, что автор этой надписи обозначил именно дату начала извержения Везувия. 302. Многие простые горожане Вероны поверили в то, что Данте Алигьери побывал в аду и вернулся оттуда. Женщины на улицах указывали на поэта и шептались: «Посмотри, как его кожа потемнела от огня, а борода и волосы обожжены. Он только что вернулся из преисподней. И он расскажет, как там наш Пио». 303. Шведский инженер Ханс Форсберг придумал умную кормушку для птиц. Кормушка работает на системе с компьютером Raspberry Pi 4, камерой и детекторами и выдает еду только в обмен на крышки от бутылок или другой подобный мелкий мусор. Таким образом, получилось привлечь диких птиц к уборке мусора. 304. В 1948 году доктор Вернер фон Браун написал книгу Des Mars Project, проект Марс, в которой рассуждает о том, как могла бы происходить колонизация Марса землянами. Примечательно, что, по мнению фон Брауна, на Марсе мы найдем высокоразвитую цивилизацию, а марсианское правительство возглавляет некто с титулом Илон. 305. Когда известный советский мультипликатор Иван Петрович Иванов-Вано выпустил свой первый полнометражный мультфильм «Конек-горбунок» в 1947 году, это вызвало огромный резонанс. Фильм был номинирован на Сталинскую премию, а Уолт Дисней, на тот момент уже всемирно известный, рассылал копии «Конька-горбунка» по своим студиям в качестве учебного пособия. Однако Иванов-Вано не был поклонником диснеевского стиля мультипликации и старался избегать его влияния на свои работы, предпочитая использовать классические и народные мотивы. 306. Хотя обычай ношения обручальных колец с женщинами известен со времен Древнего Египта, распространено мнение, что мужчины не носили обручальные кольца до Второй мировой войны. Солдаты завели традицию носить кольцо, чтобы оно напоминало им о любимой женщине и детях, ждущих их дома. Традиция закрепилась и сохранилась до наших дней. 307. Нью-йоркский таксист Ахмед Ибрагим за время работы собрал имена и номера телефонов более чем 2000 своих пассажиров. Он организовал для этих людей более 100 свиданий, 30 из которых привели к длительным романам. За это Ахмеда прозвали таксистом Купидоном. 308. С 1912 по 1948 годы на Олимпийских играх возможно было стать чемпионом не только в спорте, но и в сфере искусства. В таких категориях, как поэзия, изобразительное искусство, архитектура, скульптура и музыка. Одним из главных условий для участия в Олимпиаде было создание произведения, посвященного спорту. Художники изображали спортсменов, а поэты сочиняли стихи о них. Лауреаты, включая творческих участников, получали те же медали, что и настоящие спортсмены. 309. По словам родственников известного Пабло Эскобара, он постоянно жульничал, играя с родными в монополию.
Перед началом каждой игры его помощники прятали поблизости дополнительные игровые деньги, чтобы затем Эскобар мог незаметно их достать. 310. Сотрудников спецслужб, которые работают в той же стране, где живут, не называют агентами. Агентов ФСБ и агентов ЦРУ, находящихся, так сказать, дома, называют оперативными сотрудниками или оперативным составом. Российские спецслужбы относят к агентам и российских, и иностранных граждан, работающих на условиях секретного сотрудничества, а в США агенты – это только иностранцы, завербованные ЦРУ. 311. Наверняка многие слышали о Центральном парке в Нью-Йорке, но знали ли вы, насколько он огромный? Его площадь 34,1 квадратного километра. Это вдвое больше площади княжества Монако и в 10 раз больше Ватикана. На территории парка находится довольно крупное искусственное озеро Джекуэлин Кеннеди Онессис Сисивор, ныне названное в честь первой леди США. Жители Нью-Йорка пили воду из этого водохранилища на протяжении практически 2 веков. Вокруг него идет беговая дорожка, по которой в свое время бегали и Жаклин Кеннеди, и Билл Клинтон, и Мадонна, и многие другие. 312. Оказывается, здоровые тюльпаны бывают только скучных расцветок. Пестрые тюльпаны поражены вирусом, который приводит к интересной мутации. Вирус ломает гены, ответственные за окраску зараженного цветка, это и приводит к появлению полос, разводов и узоров на лепестках тюльпана. Пораженная вирусом луковица становится чахлой и слабой, так что может и не зацвести. 313. Место, которое сейчас занимает Санкт-Петербург, когда-то было в буквальном смысле дном Литаринового моря. По геологическим меркам это было совсем недавно, всего от 8000 до 4000 лет назад. Апулковские высоты, 3 холма на южной окраине города, были берегом этого моря, а вовсе не высотами. Свое название море получило в честь улиток вида Литарина литтора, которые в вареном виде считаются французским деликатесом, а раньше были распространенными обитателями этой местности. 314. В 2000 году группе ABBA предложили воссоединиться после долгого перерыва в концертной деятельности. Контракт подразумевал серию из 100 концертов, за каждый из которых каждому из 4 участников группы выплатили бы по $2,5 миллиона, то есть в общей сложности речь идет о $1 миллиард. Группа отказалась. 315. В настоящее время существует несколько населенных пунктов, где по закону запрещено умирать. Одним из них стало селение Ланхарон в Испании, проблема заключалась в нехватке мест на кладбище. В 1999 году мэр издал закон, запрещающий местным жителям умирать, пока администрация Ланхарона не найдет средства для расширения кладбища. Поговаривают, новые места не появились до сих пор. 316. Из Людвига ван Бетховена пытались сделать Моцарта. Когда у маленького Людвига обнаружились способности к музыке, Моцарт был весьма популярен в Европе, и многие родители мечтали вырастить музыкальных вундеркиндов. Хотя педагогические методы Иоганна ван Бетховена, отца семейства, заслуживают критики, все же, судя по всему, они принесли результат. 317. Болгарский перец содержит намного больше витамина С, чем апельсин, причем чем перец более зрелый, а значит более красный, тем витамина больше. В миске нарезанного красного перца витамина С втрое больше, чем в таком же количестве апельсина. 318. Вдыхание пыли на Луне крайне опасно для жизни, поскольку это не та же пыль, что встречается на Земле. Частицы лунной пыли очень острые, они не подвержены разрушению и представляют собой мельчайшие осколки метеоритов. Если их вдохнуть, они могут разрушить до 90% тканей легких и головного мозга в течение одних суток.
319. Арабские цифры были разработаны в Индии в V-VI веках нашей эры и распространены в мире арабскими учеными, которые совершили визиты в Индию и перевели математические труды на арабский язык. Со временем эти цифры стали известны именно как арабские. В Европе их популяризировал Фибоначчи, он узнал о них, когда изучал математику в Алжире. 320. Как и у людей, в цвете шерсти у кошек важен генетический фактор. Черный окрас обусловлен доминантным геном, однако если у черной кошки присутствует доминирующий ген полосатого окраса, под длительным воздействием солнечного света кошка может стать коричнево-рыжей и полосатой. Это происходит из-за разрушения пигмента эумеланина в шерсти. 321. Во II веке нашей эры в Римской империи жил врач Гален. Он учился медицине в Александрии, был личным врачом Марка Аврелия, разрабатывал новые методы лечения, включавшие в себя лечение лекарствами, диету и гимнастику. За свою жизнь Гален написал более 500 трудов по медицине, в которых он описывал свои научные исследования и опыт в лечении болезней. Поэтому ему пришлось написать еще 2 книги о моих собственных книгах и о порядке моих собственных книг. 322. Для проката мультфильма «Головоломка» в Японии в одной из сцен брокколи заменили на зеленый стручковый перец. Оказалось, что японские дети ничего не имеют против брокколи, и чтобы они прониклись сценой, в которой Райли отказывается есть этот овощ, его заменили зеленым перцем. Именно этот стручковый перец дети в Японии не любят. 323. В 2001 году компания Pizza Hut доставила пиццу на МКС. Эта доставка заняла несколько дней и обошлась компании в $1 миллион. Чтобы пицца не потеряла свои вкусовые качества, в нее добавили побольше соли и специй. Пиццу съел российский космонавт Юрий Усачев. 324. Знаменитый американский рэпер Тупак Шакур мог сыграть джедая в «Звездных войнах». Джордж Лукас рассматривал кандидатуру Тупака, известного еще и как голливудского актера, на роль одного из джедаев в фильме «Звездные войны». Эпизод 1. Скрытая угроза. Сам Тупак положительно отнесся к предложению Лукаса. Съемки картины должны были начаться в 1997 году, и рэпер не дожил до них совсем чуть-чуть. Его не стало 13 сентября 1996. 325. Язык программирования Python получил свое название вовсе не в честь змеи. Его автор Гвидо ван Россум рассказал, что назвал его в честь британского комедийного телешоу «Летающий цирк» Монти Пайтона. Конечно, в подавляющем большинстве случаев Python все-таки ассоциируется с питоном. Иконки файлов в Microsoft Windows и KDE, а также эмблема на официальном сайте изображали змею. Правда, с момента выхода версии 2.5 эмблему на сайте заменили. 326. Моряк Папайя обязан своим существованием ошибке, совершенной в 1870 году. Тогда немецкий ученый Эрих фон Вольф измерял содержание железа в овощах и, переписывая данные из блокнота, промахнулся с запятой и записал 35 мг железа на 100 граммов шпината вместо 3,5 мг. Когда его исследования напечатали, шпинат приобрел легендарный статус. И поэтому, когда придумывали Папайя в 1929 году, кто-то посоветовал сделать именно шпинат его любимой едой. Данные перепроверили и исправили в 1937, но миф живет до сих пор. 327. Психолог Уильям Марстон, известный как изобретатель полиграфа, детектора лжи, также был автором комиксов, самый популярный из которых про Чудо-женщину. Изначально Чудо-женщину звали Суприма. Опыт Марстона с полиграфом убедил его, что женщины более честны и надежны и могут работать более эффективно.
Чудо-женщина является психологической пропагандой для нового типа женщин, который должен, я считаю, править миром, писал Марстон. 328. Университет Алабамы провел исследование и получил неожиданный результат. Татуировки могут быть полезны. Нанесение татуировок может усиливать реакции иммунитета и повышать способность нашего организма сопротивляться инфекциям, например, при простуде. 329. Над азбукой Морзе, кроме самого Сэмюэла Морзе, работали и другие ученые и изобретатели. Например, американец Элайя Хоу вместе с Морзе разрабатывал телеграф и систему передачи сообщений. Также в работе участвовали Чарльз Уитстон, Вильгельм Вебер, Альфред Вейл, Джозеф Генри и многие другие. 330. В XVIII веке французский агроном Антуан Пармантье для борьбы с голодом развивал картофельное производство, но многие французы не решались культивировать картофель, боясь болезней и думая, что это несъедобно. Тогда Пармантье придумал трюк. На день он нанимал вооруженную охрану, а на ночь стражи уходили, позволяя людям воровать картофель. Воришки не знали, что это буквально государственная программа, и все остались довольны. 331. Слово «парка», обозначающее длинную теплую куртку с капюшоном, происходит от ненецкого слова. Изначально у народов Северной Сибири верхняя одежда из оленьих шкур называлась порхой или поргой. 332. Джон Пол Скотт – единственный человек, которому удалось сбежать из знаменитой тюрьмы Алькатрас. Он сделал надувные нарукавники из резиновых перчаток и доплыл до мыса Форт-Пойнт, где следующим утром его обнаружили местные подростки. Скотт был очень ослаблен и переохлажден, поэтому его отправили в больницу, а затем вернули в тюрьму. 333. Согласно данным исследований, чрезмерное употребление сахара может угнетать иммунную систему, так как оно может вызвать воспаление и повреждение клеток. Так что, если хотите реже болеть, логично сократить потребление сладостей до умеренного количества. 334. Один из распространенных сюжетов средневековых гравюр – рыцари, сражающиеся с улитками. Это фольклорный мотив с символическим смыслом. Улитки ассоциируются с меланхолией и медлительностью, а борьба с ними символизировала победу над леностью и бездействием. Кроме того, рыцари могли сражаться и с другими небольшими животными на гравюрах, такими как лягушки или жабы, которые также имеют смысловое значение. 335. Джон Рональд Руэлл Толкин впервые встретил Эдит Мэри Брат, свою будущую жену, когда они были подростками. Они любили проводить время в чайной, бросая с балкона кусочки сахара на шляпы прохожих, пока сахарница не пустела. 336. Все табло на Нью-Йоркском центральном вокзале, показывающие время отправления, спешат ровно на 1 минуту, чтобы пассажиры не опаздывали. В 50-е годы вокзал обслуживал почти 40% всего населения США, но затем, когда самолеты и автомобили составили сильную конкуренцию поездам, вокзал хотели пустить под снос. Одним из самых активных борцов за сохранение архитектурного шедевра стала Жаклин Кеннеди. В итоге здание было внесено в реестр национальных исторических достопримечательностей. 337. Однажды комар помог расследовать преступление. Финская полиция нашла его мертвым в багажнике автомобиля, брошенного угонщиком. Анализ состава крови, которую комар выпил незадолго до смерти, выдал ДНК человека, который уже фигурировал в полицейской базе, и преступника задержали. 338. У игуаны 3 глаза. Третий глаз называется теменным и выглядит как точка на лбу. Этот глаз не может видеть, но чувствителен к изменениям освещения.
Игуаны и другие рептилии, а еще некоторые рыбы, используют третий глаз для ориентации в окружающей среде, и именно он оберегает их от внешних опасностей во время сна. 339. Древние римляне любили проводить время в общественных туалетах. Нужно заметить, что древнеримские общественные туалеты не имели никаких перегородок или кабинок и представляли собой ряды сидений с отверстиями. Римляне не считали посещение туалета чем-то интимным и даже наоборот, они активно использовали это время для выстраивания социальных связей. Они разговаривали с друзьями, заводили новые знакомства, сплетничали, а иногда даже обсуждали дела государственной важности. 340. В одном из интервью ведущий телевизионной программы «Поле чудес» Леонид Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска этой передачи. 341. Снежный барс носит хвост во рту. Таким образом, он защищает нос от холода. Несмотря на то, что у ирбисов очень густая и теплая шуба, не будет лишним укутать нос во время сна и отдыха. А самки ирбисов используют хвост еще и для обогрева новорожденного потомства, укрывая им котят. 342. В 1886 году британский публицист и общественный деятель Уильям Томас Стед написал короткий рассказ о гибели людей на тонущем корабле из-за отсутствия спасательных шлюпок. 26 лет спустя он погиб при крушении «Титаника». 343. В своих письмах Антон Павлович Чехов использовал имя Жозефина Павловна, имея в виду часть тела, о которой обычно говорят в грубых выражениях. «Здесь очень холодно, и моя Жозефина Павловна постоянно мерзнет». 344. Золотых запасов Земли хватит, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем металла в 33 сантиметра. Однако большая часть золота находится в геосфере, внутреннем жидком ядре Земли. 345. Я не разделяю ваших убеждений, но готов отдать свою жизнь за ваше право их высказывать. Автором этого знаменитого афоризма большинство образованных людей считают Вольтера. Но Вольтер этих слов не говорил, их придумала Эвелин Холл, его биограф, которая таким образом весьма вольно подытожила некоторые значимые мысли философа в своей книге 1906 года. Афоризм публике понравился и закрепился как якобы оригинальное высказывание самого Вольтера. 346. Россия была первой страной, официально признавшей киберспорт настоящим видом спорта. Это произошло еще в 2001 году. История киберспорта началась с игры Doom 2, которая имела режим сетевой игры через локальную сеть. Благодаря популярности игры Quake в 1997 году в США появилась первая лига киберспортсменов – Cyber Elite Professional League. 347. Премию Американской академии киноискусства «Оскар» задумал босс студии Метро-Голдуин-Мейер Луис Майер. Первая церемония вручения премии состоялась 16 мая 1929 года в зале Blossom Room отеля «Рузвельт» в Голливуде. Мероприятие было скромным, на него было приглашено всего 270 гостей. Билеты на первый «Оскар» стоили $5, а длилась церемония 15 минут. 348. Фисташки могут самонагреваться и самовозгораться при укладке, хранении или транспортировке в больших количествах. Поэтому фисташковые орехи не следует размещать рядом с горючими или волокнистыми материалами. Причинами возгорания являются высокое содержание масла, трение при транспортировке и тот факт, что после сбора урожая в фисташках продолжаются обменные процессы, при этом процесс расщепления жира приводит к нагреванию. 349. Юджин Сернан – последний человек, ступавший на Луну. Он сделал это в составе экипажа космического корабля «Аполлон-17» в 1972 году.
И именно он изображен на легендарной серии лунных фотографий. До сегодняшнего дня после Юджина по поверхности Луны гуляли только роботы, но совсем скоро это может измениться. Космический туризм становится реальностью. Ждем новостей от Илона Маска и его Starship. 350. Художник Илья Репин не считал свои картины завершенными и часто приходил в Третьяковскую галерею, где они были выставлены, чтобы нанести на них последние штрихи. В конце концов, хозяину галереи Павлу Третьякову это надоело, и он приказал не пускать Илью Ефимовича в галерею, если в руках у него мольберт и кисти. 351. Согласно легенде, умирающий Людовик XIV сказал своей тайной жене Франсуазе: «При предстоящей нашей разлуке меня утешает лишь мысль о том, что она не будет продолжительной и мы скоро свидимся». Супруга ответила: «Очень любезное утешение. Эгоистом жил, эгоистом и умирает». 352. 3 сентября 1967 года Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее. В автобусах Стокгольма пришлось вырезать двери с правой стороны и передвигать водителя на левую. Особенно досталось трамвайным линиям, их решили снять почти везде, кроме Гетеборга, Норрчопинга и пары линий Стокгольмской области. Переключали светофоры, меняли дорожные указатели, корректировали фары. Логотип перехода встречался даже на женском белье. А еще у правостороннего движения появился свой гимн «Держи вправо, Свенсон». 353. В 2020 году ученые японского исследовательского института Шоуа нашли в Антарктиде коробку с надписью «Экстренный запас еды», которая пролежала там более 50 лет. В коробке оказались банка Кока-Колы и несколько пачек жвачки Лотти. Ученые привезли находку в Японию и передали компаниям-производителям. Представитель Coca-Cola сказала, что такой старой банки нет даже в коллекции самой компании. 354. Ленивцы могут задерживать дыхание под водой до 40 минут. Это больше, чем могут любые другие животные. Такая задержка дыхания возможна из-за очень медленного метаболизма ленивцев, на самом деле им не нужно столько кислорода. 355. Существует причина, по которой клоун Красти из «Симпсонов» изображен похожим на Гомера. По первоначальной задумке создателей, клоун должен был быть тайной личностью Гомера, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, по словам Мэтта Гроунинга, они сохранили сатирическую идею о том, что Барт совершенно не уважает отца, но при этом боготворит телевизионного клоуна, который выглядит в точности как Гомер. 356. На ранней стадии производства «Матрицы» Нео чуть не стал женщиной. Создатели фильма предложили эту роль Сандре Буллок, но та отказалась. Впоследствии в 2009 году актриса рассказала, что ей предлагали роль Тринити. Возможно, тогда между Буллок и продюсерами возникло недопонимание, в результате чего Пол Нео остался неизмененным. 357. Детские сады в большинстве языков мира называют садами, потому что подразумевается, что в таких местах за детьми осуществляется бережный уход, при котором они растут и расцветают, подобно садовым цветам. Эту концепцию придумал немецкий педагог Фридрих Фрёбель, в 1837 году открывший первое в мире учреждение для ухода за малышами под названием «Киндергартен» – детский сад. 358. Во вступительной музыке к видеоигре Lotus Turbo Challenge 2, 1991 год, тихо звучит сообщение: «Вы не будете копировать эту игру». Такую меру приняли разработчики для, так сказать, подсознательной защиты от пиратов. К сожалению, план не сработал. 359. Что общего у клиентов и рабов? Клиент – человек из среды плебеев, который для того, чтобы получить землю или возможность заниматься ремеслом, вынужден был искать себе патрона.
Да-да, именно такое значение имело слово «клиент» изначально, во времена Древнего Рима, откуда оно и произошло. Клиенты не были рабами, но и свободными людьми считаться не могли, так как были зависимы от своих патронов. Такая зависимость называлась клиентела. 360. Когда президента США Франклина Рузвельта парализовало ниже пояса после перенесенного полиомиелита, его жена Элеонора Рузвельт стала, по ее собственному выражению, его руками и ногами. От имени президента она посещала больницы, гетто, тюрьмы и даже поля сражений. Как-то Рузвельт справился у своей секретарши. «Где Элеонора?» «В тюрьме», — ответила та. «Это меня ничуть не удивляет». «А за что?» — усмехнувшись, спросил Рузвельт. 361. Большинство так называемых средневековых орудий пыток – подделки, созданные мистификаторами, шоуменами и мошенниками в конце XVIII – начале XIX веков. До этого времени не было найдено никаких упоминаний даже о самых, так сказать, популярных и страшных пыточных приспособлениях. 362. Между Турцией и Грецией сформировались особые отношения, названные дипломатией землетрясений. Понятие возникло после серии землетрясений в обеих странах летом 1999 года. С тех пор между Грецией и Турцией действует соглашение об обязательной взаимопомощи в случае землетрясений, независимо от того, каковы отношения стран на момент катастрофы. 363. Канадцы известны своей невероятной вежливостью, они извиняются буквально по любому поводу. Понятно, что слишком частое использование слова, означающего сожаление и признание вины, совершенно обесценивает его значение. Дошло до того, что в провинции Онтарио в 2009 году был принят отдельный закон об извинениях, который гласит: «Извинение не считается признанием вины и выражением раскаяния». Соответственно, принесенные потерпевшему искренние извинения официально ничего не значат, и суд не примет их к сведению. 364. Фрагмент лунного грунта, хранящийся в голландском музее Rijksmuseum, оказался куском окаменевшей древесины. Экспонат был передан премьер-министру Голландии и послом США. Посол, в свою очередь, получил камень от астронавтов миссии Аполлон-11 вскоре после их возвращения с Луны в 1969 году. После смерти премьер-министра камень отошел музею. Неприятное открытие подпитывает теорию о том, что американские астронавты никогда не бывали на Луне. 365. Первое сообщение, отправленное по интернету, было в 1969 году. Программист из UCLA пытался отправить слово «логин» в Стэнфордский университет, но машина смогла переслать только первые две буквы. 366. В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами. 367. Зеленые бананы, имеющие острые грани, а не округленное поперечное сечение, не стоит покупать, потому что они не дозреют позже. Их просто слишком рано сорвали. 368. Китайский термин «цзинфэнь», обозначающий человека, который не любит общение и нарушение его личного пространства, дословно переводится как «фин в душе». 369. Альберт Эйнштейн мог стать президентом. В 1952 году ему предложили пост президента Израиля, но ученый отказался. Он объяснил свой отказ тем, что просто не имеет необходимого для этой должности опыта, особенно опыта работы с людьми. В какой-то мере Эйнштейна можно считать основоположником современной израильской науки. Он стал соучредителем университета в Иерусалиме, а позже читал в нем лекции,
и способствовал созданию университета на горе Скопус и Техниона, технологического института, в Хайфе. 370. В азербайджанском городе Нафталан есть курорты, где кожные заболевания и болезни суставов предлагают лечить погружением пациентов в ванны с нефтью. Нафталан – жидкость из тех самых ванн, названная в честь города, это жидкое негорючее вещество, которое является особым видом нефти, имеет характерный запах, повышенную вязкость и темно-коричневый цвет. В состав нафталана не входит керосин или бензин, поэтому он не используется как топливо. 371. Несмотря на то, что укулеле называют гавайской гитарой, на самом деле она представляет собой гавайскую версию португальской гитары кавакинью. 372. Одна из угроз экономики – пятница 13. Суеверие, которое заставляет миллионы людей по всему миру держаться подальше от общественных мест, вести себя аккуратнее, меньше путешествовать, дает резкое снижение прибыли для торгово-развлекательных компаний. Кто-то верит, что в этот день слетелись на шабаш 12 ведьм, и 13-м к ним присоединился сатана. В православной культуре есть мнение, что именно в этот день Адама и Еву выгнали из рая, а потом в злополучную пятницу Каин убил Авеля. В альтернативной истории и эзотерических теориях в 1307 году, в пятницу 13-го, французский король приказал арестовать всех представителей ордена тамплиеров, тем самым разрушив братство. Истинные истоки возникновения поверья неизвестны, зато статистика подтверждает, аварий и несчастных случаев в этот день происходит гораздо меньше обычного, авиабилеты распродают с хорошей скидкой. 373. Первый переводчик романа «Дракула» на исландский язык в 1901 году фактически изменил сюжет, чтобы история стала такой, какой она ему нравилась. И никто не знал об этом почти 100 лет. История Вальдемара Асмундсена получилась скорее фанфиком, чем переводом, зато она была ярче, откровеннее и страшнее. На месте исландцев мы бы проверили и остальные переводы мировой классики. 374. Однажды Владимир Маяковский подарил своей возлюбленной, Лиле Юрьевне Брик, кольцо с ее инициалами ЛЮБ. Так как буквы были расположены по окружности кольца, они складывались в слово «люблю». 375. Шимпанзе гораздо лучше людей плетут интриги. Причина в том, что шимпанзе живут в конкурентной социальной среде, где необходимо постоянно пытаться обхитрить собратьев, а люди, наоборот, от рождения склонны к сотрудничеству. 376. В 1995 году Шнобелевскую премию получили ученые из университета Кейо. Специалисты показывали птицам слайды с картинами Пикассо и Мане. Если на экране появлялось полотно Пикассо, голубям давали семечки, если картина Мане, не давали ничего. Птиц учили нажимать кнопку, если они видели слайды с полотнами испанца. Затем голубям показывали картины Пикассо, которые птицы раньше не видели. Они должны были отличить полотна испанского художника от полотен француза. Затем птицам нужно было отличить картины Пикассо от картин Жоржа Брака и Анри Маттиса, а холсты Мане от холстов Поля Сезанна и Пьера Ренуара. Голуби с заданием справились. 377. В миннесотской лаборатории Орфилда есть безэховая камера, фоновый шум которой имеет отрицательное значение – минус 9,4 акустических децибел. Она считается самым тихим местом на Земле. По словам конструктора комнаты Стивена Орфилда, никто не может выдержать в абсолютной тишине более 45 минут. Рано или поздно в камере, где вы отчетливо слышите биение собственного сердца и шум, производимый легкими, вам становится неуютно. Появляются галлюцинации, охватывает жуткая тревога. Кроме того, вы не можете нормально двигаться, так как обычно мозг считывает информацию о положении тела в пространстве.
ориентируясь по звукам и эху. Любой, кто оказывается в комнате, вынужден сидеть на полу, что усиливает ощущение неправильности происходящего и беспомощности человека, неожиданно лишившегося слуха. 378. В 2013 году бельгийский клуб FC Racing Boxberg подписал контракт с 20-месячным Брюсом Брайтсом. Тренер бельгийской команды заявил, что контроль мяча у Брайтса просто невероятен для его возраста. Брайтс на тот момент являлся самым молодым членом Бельгийской футбольной ассоциации и самым юным профессиональным футболистом в мире. 379. Съемки фильма «Гравитация» стоили на $27 миллионов больше, чем индийская орбитальная миссия на Марс. Говоря о запуске индийской ракеты-носителя PSLV со спутниковыми аппаратами из Франции, Германии, Канады и Сингапура, который состоялся в 2019 году на острове Шрихарикота, премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил космическое агентство за сохранение контроля над расходами. «Я слышал о фильме «Гравитация». Мне сказали, что бюджет запуска индийской ракеты в космос меньше стоимости создания этого голливудского фильма», — сказал он. 380. Нобелевскую премию не выдают посмертно, однако в 2011 году ее получил американский иммунолог Ральф Стейнман, который на момент присуждения был уже 3 дня как мертв, но Нобелевский комитет не знал об этом. Стейнман получил премию за открытие дендритных клеток и их роли в адаптивном иммунитете. Дендритные клетки играют важнейшую роль в функционировании иммунной системы, поскольку они необходимы для активации T-клеточного ответа. 381. Гавайскую пиццу изобрели не гавайцы. Первым такой эксперимент провел канадец греческого происхождения Сэм Панопулос в ресторане города Чатем. Название он выбрал просто по марке консервированных ананасов, которые выложил на пиццу. 382. В гастрольной команде Мадонны есть специальная группа, задача которой – не допустить кражу ДНК певицы. После того, как Мадонна выходит из гримерки, эти работники тщательно вычищают все волосы, частички кожи и капельки ее слюны, и только после этого разрешают доступ в комнату других людей. 383. Действия арабских стран повлияли на дресс-код в Белом доме. Побочным эффектом энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом арабских стран поставлять нефть в западные страны, стал прогресс эмансипации американских женщин. Именно в этом году в Белом доме отменили запрет ношения брюк для сотрудниц, так как из-за экономии температуру в здании понизили на несколько градусов. 384. Если в помещении, в котором живут пауки, заиграть на скрипке, насекомые тут же выползают из убежищ. Звук заставляет нити паутины колебаться, а для пауков это сигнал о добыче, за которой они сразу вылезают. 385. Найденному в Мексике новому виду подсемейства толстоголовых змей дали название Синапис энигма, где первое слово образовано от испанского «сина», что значит «обед». Дело в том, что первый его экземпляр обнаружили внутри кораллового аспида в полупереваренном виде, что не помешало зоологам распознать уникальные черты, не присущие ни одному другому известному виду. 386. В 1979 году Роберт Барбур из Лос-Анджелеса подал заявку на персонализированный автомобильный номер, указав желаемые слова в порядке убывания приоритета «сейлинг», «боутинг» и «no plate». Последний вариант как отказ от получения, если первые два уже заняты. Однако ответственный департамент, буквально следуя запросу, прислал ему табличку «no plate», «нет номера», и Барбур решил ее использовать в силу уникальности. Вскоре он начал получать по почте тысячи требований об оплате, так как полицейские, выписывая штрафы за неправильную парковку,
Для автомобилей с отсутствующими номерами писали в протоколе именно «No Plate». Барбур не стал сдаваться и писал многочисленные ответные жалобы, вынудив полицию изменить правила заполнения протоколов. Вскоре требования стали приходить другому автомобилисту, владевшему номером «Missing» отсутствует. 387. Apple не дает разрешения на использование своих гаджетов отрицательными киноперсонажами. Поэтому, когда мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это значит, что данный персонаж положительный либо нейтральный. В детективах или триллерах такая информация может стать спойлером. 388. Зрачки у статуи медного всадника сделаны в форме сердца. Голову статуи Фальконе поручил вылепить своей ученице Марианне Кало, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее. Через такую форму мастер создает иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек – Давид авторства Микеланджело. 389. Первое слово в названии Моны Лизы сами итальянцы пишут «Мона» с двумя «н». Это вежливое обращение к женщине, сокращение от Мадонны. А слово «Мона» с одной «н» по-итальянски – это либо устаревшее название обезьяны, либо диалектное ругательство, означающее «идиот». 390. В Новой Зеландии для привлечения внимания к редким и вымирающим видам ежегодно проводят выборы птицы года. В 2021 году этот титул получила новозеландская длиннохвостая летучая мышь, хотя и являющаяся млекопитающим. Организация Forest and Bird объяснила решение включить ее в список для голосования тем, что летучие мыши сталкиваются с теми же проблемами, что и птицы. 391. Гренландская акула – уникальный чемпион-долгожитель. Ученые определили, что она может достигать возраста 500 лет. Особям, которых им удалось исследовать, судя по хрусталику глаза, было около 3 столетий. Гренландская акула обитает в ледяной воде, питается редко и ведет очень размеренный образ жизни. 392. На теннисном турнире в Уимблдоне за 2 недели соревнований используется около 53 тысяч теннисных мячей. Одного мяча хватает на 7-9 партий, после этого игроки берут новый. Теннисные мячи Уимблдона хранятся строго при температуре 20 градусов Цельсия. До 1980-х годов спортсмены использовали белые теннисные мячи, но с появлением телевидения и спортивных трансляций телезрителям стало трудно наблюдать за передвижением белого мяча по площадке, и с тех пор игра ведется только желтыми мячами. 393. В истории футбола есть единственный в мире игрок с инвалидностью, становившийся в составе сборной своей страны чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Эктор Кастро по прозвищу «Однорукий бог» потерял в 13 лет большую часть правой руки при неосторожном обращении с пилой, но травма не разрушила мечту мальчика стать великим спортсменом и выбраться из бедности. Эктор хотел быть вратарем, но травма определила его будущее в спорте, подарив уругвайской команде «Насьональ» одного из лучших нападающих. За 12 лет своей карьеры в качестве форварда он провел 231 матч и забил в ворота соперников 149 мячей. Еще 24 гола Эктор записал на свой счет в 25 международных встречах. 394. Джеймс Кэмерон продал сценарий «Терминатора» за $1. Никому неизвестный сценарист и еще не режиссер увидел во сне сцену, как робот с красным глазом ползет за женщиной и пытается ее убить. Когда Джеймс примчался с этой идеей к своему агенту, поддержки он не получил. Агент был уволен, сценарий написан, и Джеймс начал обивать пороги киностудий в поисках продюсера. Главное условие одно – режиссировать картину должен был сам Кэмерон.
Рискнула незнакомка, ставшая в будущем его женой, Гейл Энн Хёрд, и вложила в картину $6 400 000. «Терминатор» имел ошеломительный успех в мировом прокате и собрал в 1984 году $78,4 миллиона, а Джеймс Кэмерон обрел известность и заслужил авторитет, открывший ему двери в киноиндустрию. 395. В Древнем Египте люди поклонялись не только богам, но и луку. Этот овощ символизировал вечную жизнь. Изображения сцен поклонения луку были найдены на стенах пирамид и в различных гробницах. При этом поклонение луку совершенно не мешало египтянам употреблять его в пищу. 396. В 2008 году Национальный зал славы игрушек США включил в свою коллекцию палку как самую древнюю игрушку. Палка развивает фантазию и воображение, в зависимости от размера может служить аксессуаром в играх и мальчиков, и девочек, прекрасным элементом декора и основой для детского творчества. Мы играем палочками с собаками, рисуем ими на песке, подбираем по форме, цвету и размеру в зависимости от идеи, превращая их в персонажей, используя для фокусов и колдовства. Трудно определить, где начинается история палки в качестве игрушки. 397. Все слышали про круговорот воды в природе, но какой временной интервал он занимает? Капля воды проводит в среднем 9 дней в атмосфере, прежде чем упасть обратно на Землю. Но если капля попадет в океан, она может снова испариться только через 3000 лет. 398. Электрик индийской деревни Ганешпур регулярно по вечерам отключал электричество во всей деревне. Когда жители начали жаловаться, выяснилось, что мужчина делал это, чтобы его свидания с возлюбленной остались тайными. Жители деревни вычислили влюбленного своими силами, а позже заставили пару пожениться. 399. Острова Дезапоинтман, острова разочарования, группа островов во французской Полинезии. Их открыл британец Джон Байрон в 1765 году. Он назвал их так, потому что местные жители относились к нему враждебно. 400. В 1783 году британец Джон Митчелл, естествоиспытатель и геолог, и по совместительству священник деревни Торнхилл, опубликовал статью об объектах, которые он называл темными звездами, подразумевая черные дыры в космосе. На его исследования никто не обращал внимания. До 1970-х годов. Еще он открыл волноподобную природу землетрясений, осуществил целый ряд оригинальных исследований в области магнетизма и гравитации, предложил способ производства искусственных магнитов. Его называли отцом сейсмологии. 401. Чтобы избежать кислородного голодания и сильнейшей головной боли после сна, космонавты на МКС вынуждены спать возле вентиляционных отверстий и использовать беруши. Беруши помогают избавиться от шума космической станции, а вентиляция – убрать пузырь углекислого газа, который образуется в невесомости вокруг головы человека в неподвижном состоянии. Спать можно в любом положении, хоть вниз головой. Но традиционно космонавты используют специальные мешки или капсулы наподобие душевых кабин, в которых принимают вертикальное или горизонтальное положение. 402. Венерину мухоловку можно нейтрализовать человеческой анестезией. Ученые из университета Юлиуса Максимилиана в ходе десятилетних исследований выяснили, что блокировать электрические импульсы, которые передает это растение с огромной скоростью, можно с помощью наркоза. Если ввести в растение анестезию, то импульс перестает передаваться в те зоны растения, которые командуют ловушке закрыться. То есть сигнал поступает, но не проходит к нужным рецепторам, тем самым блокируя цветочную нервную систему. 403.
Летучие мыши висят вверх ногами, потому что не могут, как птицы, взлететь, подняв свое тело с земли. Можно было бы разбежаться для полета, но крошечные лапки не позволяют это сделать. Единственная возможность начать полет – это отпустить ветку, за которую они держались, и начать планировать. 404. Аэропорт Гисборн, расположенный в Новой Зеландии, пересекается с действующей железной дорогой. Региональный аэропорт, осуществляющий только внутренние перелеты, вынужден планировать расписание вылетов с учетом расписания движения грузовых поездов, которые регулярно проезжают через главную взлетно-посадочную полосу. 405. Любая длительная зерновая монодиета – путь к цинге для людей, морских свинок и человекообразных обезьян. Только эти три вида представителей животного мира не обладают свойством воспроизводить витамин С у себя в печени. Первый противоцинготный препарат выделил в 1922 году из сока белокочанной капусты исследователь Николай Алексеевич Бессонов. После многократных экспериментов по очищению этого лекарства в 1930-х годах был добыт антискорбутный, противоцинговый экстракт из сока лимона, впоследствии получивший название аскорбиновая кислота. 406. Черный пенни – первая в мире марка, которая сделала почтовое сообщение в Англии доступным по стоимости и в разы увеличила количество отправляемых писем. Ее цена составляла 1 пенни, а синий, так сказать, младший брат стоил уже 2 пенни. Своим появлением это изобретение обязано Роулинду Хиллу, который, слушая рассказы своей матери о проблемах на почте, где она работала, придумал внедрить единый тариф для отправки корреспонденции с помощью маленьких стандартных кусочков бумаги, на которые ставилась печать. Штемпельные конверты и марки появились в 1840 году и с тех пор практически совершенно не изменились. 407. Всем известная поговорка «как корабль назовешь, так он и поплывет» является лучшим описанием города ничто в штате Аризона, США. Основан он был в 1977 году и просуществовал до 2005 года. В городке проживали всего 4 человека и функционировали заправка и небольшой круглосуточный магазин. На вывеске при въезде в город красуется надпись «Преданные граждане ничто полны надежды и веры в необходимость труда». Долгие годы эти люди верили в ничто, надеялись на ничто и работали в ничто. 408. В X веке нашей эры в Персии придумали мужские туфли на каблуках. Изначально идея была крайне практична, обувь с каблуком для верховой езды помогала ногам всадника крепко держаться в стременах. В Европе моду на каблук ввел в XVI веке король Людовик, чтобы казаться хоть немного выше. С 1630-х годов каблуки постепенно начинают перемещаться в женский гардероб, вместе с привычкой использовать табак и стричь волосы. В период французской революции от каблуков отказываются и женщины. Но в начале XIX века аксессуар вновь обретает популярность за счет откровенных фото, на которых француженки позировали на шпильках. 409. Самая огромная пустыня – территория, где выпадает меньше всего осадков и практически нет жидкой воды – это Антарктида. Принято считать, что к пустыням относятся только песчаные жаркие территории, но это не так. 90% замороженной пресной воды нашей планеты – это и есть пустыня, где практически нет осадков, отсутствуют растения и подходящие условия для жизни. Второе место по площади принадлежит пустыне Арктики и лишь третье занимает Сахара. При этом обезвоживание, солнечный ожог и потрескавшиеся губы человек может получить и в Антарктиде. 410. 100 лет назад в советских магазинах можно было увидеть необычные бутылки в виде треугольной призмы. В таком виде продавалась чистая уксусная кислота, которая является очень опасным для здоровья человека химическим элементом.
Производители кислоты, заботясь о безопасности потребителей, наливали ее в тару, значительно отличающуюся от остальных стеклянных бутылок. Даже в темноте человек мог определить необычную форму стеклянной тары и случайно не выпить ее содержимое, или не добавить кислоту туда, куда не нужно. 411. Не во всех странах сейчас 2025 год. В Таиланде, к примеру, 2568, потому что Таиланд живет по буддийскому календарю, в котором годы считаются от обретения Будды Нирваны. В Эфиопии на данный момент 2018 год. В их календаре есть 13-й месяц, который состоит всего из 5 дней, или 6, если год високосный. А в Иране используется календарь под названием «Солнечная хиджра», в разработке которого участвовал Омар Хайям. По этому календарю в Иране сейчас 1403 год. 412. Почему у винных бутылок вогнутое донышко? 4 причины. Во-первых, транспортировка. Бутылки такой формы было удобнее перевозить по плохим дорогам, так как донышко одной может придерживать горлышко другой. Во-вторых, осадок. При такой форме дна он скатывается вниз и визуально не так заметен. В-третьих, стеклодувом при ручном труде было гораздо сложнее сделать дно идеально ровным. И, в-четвертых, вогнутое дно имеет меньшее соприкосновение с поверхностью, что делает бутылку более прочной, а еще оно создает ребро жесткости снизу стеклянной тары. 413. Ученые нашли неопровержимое доказательство, что мы очень много едим и еще больше болтаем. Самый часто используемый сустав в человеческом теле – челюсть. 414. Британские биологи изучали группу дельфинов-афалинов, обитающую у берегов Шотландии. Они зафиксировали, что животные произносят определенные звуки при приближении родственников, причем у каждого в семье есть имя, по которому к нему обращаются другие. При включении записей речи родственников дельфины охотно подплывали к команде ученых и отвечали на слова родных, в то время как голоса млекопитающих из других стай воспринимали с опаской и в диалог не вступали. Помимо имен дельфины используют в общении более 14 тысяч звуковых сигналов. 415. Грызун голый землекоп не боится боли, не болеет раком и не стареет. Ученые пытаются разгадать секрет его генома, чтобы использовать для борьбы с раком и продления молодости человека. Его облучали, подвергали воздействию кислоты и создавали всевозможные негативные условия для обитания. Но за всю историю исследований были зафиксированы только 2 случая появления злокачественных опухолей. Продолжительность жизни землекопа может достигать 30 лет, хотя обычно грызуны живут не дольше 4-5 лет. Они даже способны продолжительное время обходиться без кислорода. 416. Мало кто знает, что на съемках фильма «Крестный отец. Голова коня», которую по сюжету подбросили в постель, была настоящей. Ее купили на мясокомбинате. А кота, сидящего на руках у главного героя, подобрали на улице. 417. Об уникальных лечебных свойствах меда известно всем, но вот тот факт, что мед – единственный пищевой продукт, который никогда не портится, делает его поистине особенным. Сахар, отсутствие влаги и идеальный уровень кислотности – формула, защищающая мед от вредных бактерий, которые и заставляют пропадать остальные продукты. Исследователи объясняют, что пыльца, смешанная с секретом желудка пчелы, как раз и консервирует мед естественным образом. 418. Если вы правша, то в большинстве случаев вы будете пережевывать пищу правой стороной челюсти. Если левша – левой. Правда, все может измениться в зависимости от того, с какой стороны у вас в последний раз болел зуб. 419.
На то, чтобы сделать полный круг и пройти по всему телу человека, эритроциту требуется 20 секунд. В среднем красные кровяные тельца живут примерно 130 дней. Если не учитывать донорство, роды и операции, считается, что вся кровь в организме женщины обновляется за 3 года, а в мужском организме – за 4. 420. Еще лет 10-15 назад сложно было найти монитор компьютера, возле которого не дежурил бы колючий солдат, якобы поглощая вредное излучение. Существуют растения, которые действительно лучше растут, подпитываясь электромагнитными волнами, и кактус – одно из них. Вот только о полной ликвидации излучения речи не идет. Есть несколько версий появления этого слуха и ни одной научной теории, подтверждающей его. Растения гибли в темноте, измученные недостатком солнечного света и полива, совершенно напрасно. 421. Австралийский бизнесмен и политик Клайв Палмер уже более 10 лет занимается воссозданием «Титаника». Идея проекта – построить точную копию корабля и совершить путешествие по тому же маршруту. Судостроением занимаются в Китае. Если внешний корабль является практически точной копией, то конструкция слегка изменена. «Титаник-2» шире на 6 метров, оснащен дополнительными лестницами и достаточным количеством спасательных шлюпок, в каждой из которых поместится 250 человек. Увеличен руль для большей маневренности, также угольные котлы и паровые машины заменили современными дизельными двигателями. Финал строительства запланирован на 2027 год. 422. Фарох Булсара родился в Индии, а потом вместе с родителями перебрался в Занзибар. Его семья относится к народу парсов. Их осталось около 50 тысяч, и народ этот живет закрыто, соблюдая все древние традиции религии зороастризм, и постепенно вымирает. В 8 лет мальчику пришлось одному вернуться в Индию, чтобы получить хорошее образование в одной из британских школ. Индия, будучи английской колонией, дала ему билет в жизнь, знания и высокие баллы во всех науках и искусствах. В 17 лет он вернулся в Занзибар, а затем улетел к родственникам в Англию, где учился на графического дизайнера, параллельно осваивал музыкальные инструменты и прекрасно пел в хоре. А потом он встретил своих будущих друзей по группе Queen, и Фарох Булсара превратился в мировую легенду по имени Фредди Меркьюри. 423. Предвестник позитивных перемен в жизни, олицетворяющий обещание радости и счастья, двойная радуга, потрясающее природное явление. Что интересно, цвета во второй радуге всегда идут в обратном порядке и выделяются на небе не так ярко, как у основной. Двойная радуга возникает, когда свет дважды отражается в капле и преломляется под разными углами. Но более редким явлением считаются две отдельные одновременно появившиеся радуги, находящиеся в разных плоскостях. К появлению двойных радуг приводят два ливня с каплями дождя разной формы и размера, что само по себе уже необычное, хоть и не столь красочное явление. 424. Прежде чем садиться на диету и переживать из-за своих округлостей, прочитайте исследования американских ученых, в эксперименте которых приняли участие 16 тысяч женщин. Оказывается, обладательницы грушевидной фигуры и телосложения песочные часы показали лучшие результаты в когнитивных тестах, и даже их дети проявили больше интеллектуальных способностей. А все потому, что попа – запас омеги-3, такой необходимый для работы мозговых клеток. 425. 25 лет совместной жизни не остановили Денис Росси от развода. Женщина не сообщила мужу, что сорвала в лотерее джекпот 1 миллион 300 тысяч долларов, а быстренько оформила все документы на развод. Вот только супруг узнал о выигрыше и обратился в суд, который присудил вернуть ему полную сумму за то, что его бывшая не задекларировала доход должным образом и обманула мужа. 426.
В Тайване изобрели свою версию хот-дога – это колбаса в колбасе. Жареные свиные колбаски, больше похожие на сосиски, завернутые в клейкую рисовую колбасу. Подают их с разными соусами и приправами, с чесноком и поджаренными на гриле. Блюдо продается в основном на ночных рынках Тайваня. 427. Все по-честному или как страны поделили свои атрибуты. 1993 год для Чехословакии начался с бархатного развода. Одна социалистическая страна совершенно мирно и бескровно превратилась в две капиталистические – Чехию и Словакию. При этом им удалось поделить не только территорию, но и гимн. Первый куплет на чешском языке остался за Чехией, а второй, немного дополненный, перешел к Словакии. 428. Самые опасные убийцы на планете – это комары. Переносчики опасных вирусов и заболеваний ежегодно истребляют 730 тысяч человек, преимущественно детей, в африканских и тропических странах. За всю историю человечества комары уничтожили 45 миллиардов человек, а значит унесли больше жизней, чем все войны, известной истории. Радует, что в России опасных видов обитает всего несколько – тигровые аедисы и анофилисы. В дождливое время года количество комаров превышает численность практически всех животных на планете. 429. О многозначности нецензурных слов русского языка можно слагать легенды, а вот самое многозначное цензурное слово в русском языке – глагол «идти», у которого 26 свободных и 14 фразеологически связанных значений. Оно указывает движение, действие, направление и показ, например, спектакля или мюзикла, обозначает ход в игре и процесс саморазвития, описывает подходящий наряд и действие механизмов. 430. Женщины обладают лучшим вкусом, в отличие от мужчин. И речь сейчас совсем не о моде или дизайне интерьера. Датские ученые доказали, что вкусовых рецепторов у девочек намного больше, чем у мальчиков. Они не поленились провести исследования среди почти 9000 школьников, чтобы сделать такие выводы. Причем чувствительность к различным вкусам отличалась также по регионам, в которых проводились наблюдения. Вкусовые предпочтения не только меняются с возрастом, но и зависят от территории проживания и гендерных отличий. Мир вокруг для каждого человека индивидуален даже на вкус, и теперь это доказано. 431. Самый длительный тюремный срок в истории человечества, за который Габриэль Марча Грандес попал в Книгу рекордов Гиннесса, составил 384 912 лет. Казалось бы, такой абсурдно ошеломительный приговор может получить лишь серийный убийца, кровожадный нарушитель закона. Но на испанской скамье подсудимых оказался ленивый почтальон, который вместо доставки писем много лет занимался их утилизацией. Он уничтожил в общей сложности 42 768 писем, за каждое из которых получил по 9 лет тюремного заключения. Именно столько по испанским законам полагается отбывать за решеткой тому, кто попытается испортить документ. По факту Габриэль получил всего лишь чуть больше 14 лет заключения, но попытка прокурора вменить ему высшую меру наказания внесла его имя в историю человечества навсегда. Похоже, работа почтальоном в Испании – это огромная ответственность. 432. Куры видят лучше, чем люди. Человеческий глаз различает 3 цвета – зеленый, синий и красный. Куры различают 5, они способны видеть фиолетовый и ультрафиолетовый. Поэтому они видят восход солнца примерно на час раньше человека и очень рано просыпаются. 433. Япония, которая не отличается большими территориями, совершенно не афиширует свои запасы золота и не хвастает рудниками. В 2005 году удивила весь мир. Отлив самый большой золотой слиток на планете весом 250 килограммов и стоимостью почти 9 миллионов 500 тысяч долларов.
Прикоснуться к нему могут все желающие в музее, расположенном на древних приисках в 30 километрах от Токио. Там же можно посмотреть, как добывалась руда, и попробовать себя в добыче золота. 434. Самое крошечное копытное животное в мире – оленек или вьетнамская крыса. До 2019 года считался вымершим, пока не устроил концерт перед лесными фотоловушками. Эти малыши обитают в лесах Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Уже 50 миллионов лет показывают высочайшую жизнестойкость и приспособляемость. Способны резво убегать от хищников, отбиваться от врага острыми клыками и есть все подряд, не только траву, но и мясо убитого в схватке хищника. Брутальные самцы устраивают дуэли за самок в брачный период, пуская в ход все те же острые клыки, защищают свою территорию, которая простирается на 10-15 гектаров от сородичей. В общем, боевой олень – образец жизнестойкости, энергии и позитива. 435. Ягода или фрукт, трава или овощ, или все же съедобный кактус, ананас – настоящая загадка природы. Плотная кожура и сочная сладкая мякоть, кладезь полезных витаминов и микроэлементов, лечит зрение и органы дыхания, предотвращает рак и проблемы с мочевыделительной системой, является прекрасным иммуномодулятором. Ботаники пришли к выводу, что ананас – это скопление множества маленьких ягодок, сросшихся в единый плод, который собирается исключительно вручную, при этом его можно только срывать, а не срезать, чтобы не повредить перед дальнейшей транспортировкой. 436. Родина шахмат, Индия, хранительница древней мудрости, спокойствия и силы духа. Изначально в VI веке игра носила название чатуранга – 4 войска, пехота, конница, слоны и колесницы. Такое же название имеет одна из силовых поз в йоге – чатуранга дандасана, которая укрепляет все группы мышц и закаляет волю. Потом шахматы перекочевали на территорию современных Ирака и Ирана, затем на Ближний Восток и только потом в Европу и Россию. Первый настоящий учебник по этой игре об изобретательности и искусстве игры в шахматы был написан в 1561 году испанским священником Руи Лопесом де Сегура. Польский психолог Ласло Полгар с помощью усиленного обучения 3 дочерей шахматному искусству доказал всему миру, что гения можно воспитать. 3 его малышки с 4-летнего возраста показывали потрясающие результаты в этой стратегической игре и обставляли опытных гроссмейстеров. Самое время отложить свои гаджеты и всей семьей показать, кто на что способен в этой древнейшей игре. 437. Скатерть на столах в древней Западной Европе не была украшением интерьера и элементом сервировки, а носила сугубо практический характер. До того, как стало принято использовать столовые приборы, различные блюда, в том числе и жирное мясо, ели руками, а потом вытирали их о бороды или волосы на голове. Переняв у завоеванных народов другие обычаи, европейцы начали застилать столы грубыми плотными кусками ткани, которыми и очищали свои пальцы после пиршества. Изюминкой застолья скатерти стали лишь спустя несколько столетий, когда их стали изготавливать из более тонкого и дорогого материала, искусно украшать, а для личной гигиены использовать салфетки и полотенца. На Руси скатерти появились гораздо раньше, чем в Европе, и всегда являлись украшением праздника, служили приданым. В повседневных приемах пищи не использовались, так как горячие горшки с едой попадали на деревянный непокрытый стол прямо из печи. 438. Внешность обманчива, белые и пушистые, такие легкие и нежные облака на самом деле весят от 500 до 800 тонн. А дождевые тучи, которые вот-вот выпадут на землю сантиметрами осадков, до 1200 тонн. Длина и ширина облаков редко бывают меньше километра, а объем достигает нескольких миллиардов кубометров. Такой вес удержать в воздухе позволяет разница температур, конденсированные частички воды чуть теплее окружающего воздуха.
Также теплые потоки воздуха, которые поднимаются с земли, помогают облакам держаться высоко над поверхностью. 439. Жирафы поразительно приспособлены к защите от окружающих опасностей. Высокий рост позволяет издалека заметить хищника, способность почти постоянно бодрствовать, засыпая лишь на пару минут, дает возможность этим гигантам все время быть начеку. 30 минут сна, вегетарианская диета и кроткий нрав – лишь цветочки в сравнении с тем, что жирафы могут обходиться без воды дольше верблюдов. Это спасает их от нападения на водопоях и позволяет долгое время передвигаться по саванне, восполняя запасы жидкости в организме с помощью влаги из поедаемых листьев. Однако абсолютным рекордсменом среди непьющих млекопитающих является коала, которая способна не пить воду до 15 лет. 440. В 2011 году государство Западной Африки Бенин выпустило монету 100 франков в форме листа запрещенного растения. 44-миллиметровая посеребренная медно-никелевая монета похожа на зеленый лист запрещенного растения с одной стороны и имеет герб Бенина и номинал с другой. Если монету потереть, она источает соответствующий запах. 441. Самое длинное название местности состоит из 85 английских букв. Это холм в Новой Зеландии. Местные жители просто называют его Таумата. В Книгу рекордов Гиннесса занесен еще более длинный вариант, состоящий из 92 букв в транскрипции. На языке маори это слово означает «вершина холма», где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной. 442. Страхование жизни и частей тела от каких-либо странных происшествий не популярно в нашей стране. Зато в США и Англии продано более 50 тысяч полисов, которые компенсируют семье потери, если вас украдут инопланетяне. А отель Royal Falcon в Лоустофте, Англия, застраховал своих сотрудников и клиентов от смерти и инвалидности, вызванных призраками, полтергейстами и другими ненормальными явлениями. Великая сила маркетинга. 443. На одном из необитаемых Багамских островов живут водоплавающие свиньи. Они были самыми обычными домашними поросятами, но из-за жуткого запаха, который беспокоил туристов, хозяевам пришлось расстаться со своими питомцами и пустить их на вольные хлеба. Хрюшек стали подкармливать все те же туристы, а животные, в свою очередь, научились плавать и даже забираться в лодки, чтобы полакомиться угощением. 444. Хиллер – самое необычное озеро в Австралии и одно из самых удивительных в мире. Вода кисельно-розового цвета ежегодно привлекает тысячи туристов и сохраняет свой удивительный оттенок, даже если ее налить в стакан или другую небольшую емкость. Ученые предполагают, что такой цвет дают особенные водоросли, находящиеся в водоеме. 445. Пивовар Ксавье Ван Нести из Брюгге часто шутил, что хорошо бы доставлять этот напиток по трубам сразу в дома. И в один прекрасный момент этот каламбур превратился в настоящий проект. Теперь его напиток по 3-километровому пивопроводу доставляется из пивоварни за город в промышленную зону для розлива и упаковки. Часть суммы, потраченной на строительство этой системы, была собрана за счет краудфандинга, и те его участники, кто внес более $8000, теперь пожизненно обеспечены бесплатным напитком. 446. В 1985 году на Эйфелевой башне установили подсветку, которая является авторским творением, а не национальным достоянием страны, в отличие от самой башни. Поэтому снимки, сделанные в ночное время суток, запрещено продавать. Делиться в социальных сетях ночными фото главной достопримечательности Парижа не запрещено,
А вот производить сувенирную продукцию можно только с разрешения управляющей компании. 447. Полосы на шкуре тигра уникальны, как человеческие отпечатки пальцев. При этом кожа такая же полосатая, как и мех животного. Так что, если эту дикую кошку обрить на лысо, она все равно останется тигром. Самой редкой окраской в мире считается клубничная, белый тигр с рыжими полосками. Таких особей содержится в зоопарках всего около 30, а генетический механизм образования такого окраса пока остается для ученых загадкой. 448. Первое упоминание о туалетной бумаге встречается в VI веке в Китае, а к XIV веку началось ее массовое производство. В 1857 году американец Джозеф Гаетти начал выпуск туалетной бумаги в форме квадратиков с напечатанным на них его именем. К несчастью, его бизнес провалился, потому что люди стеснялись покупать бумагу для интимных нужд и предпочитали использовать бесплатные каталоги, которые приходили по почте. Только в конце XIX века братья Скотт дали вторую жизнь этому изобретению, наладив массовое производство бумаги в рулонах. И теперь около 30 тысяч деревьев люди всего мира ежедневно смывают в унитаз. 449. В человеческих пальцах отсутствуют мышцы. Их подвижность обеспечивается 17 мышцами ладони и 18 предплечья. Именно они тянут сухожилия, управляя нашими пальцами по принципу куклы-марионетки. И даже большой палец не стал исключением. Так что забота о пальцах – это в первую очередь внимание к суставам и укрепление мышц рук и плечевого пояса в целом. 450. Система GPS, установленная в каждом современном смартфоне, когда-то была строго засекреченной разработкой США. Миллиарды долларов были вложены в создание возможности подводным лодкам определять свое местоположение с помощью спутников. Первоначально их ограниченное количество на орбите не позволяло точно вычислить координаты, так как для этого было необходимо, чтобы объект попадал в зону видимости двух спутников. В настоящее время эта система настолько обширна, что нас видит не менее 4 спутников даже в далекой глубинке. 451. Железо и кислород – основные составляющие массы Земли, примерно 32% веса планеты приходится на каждый элемент. За счет испарения водорода в космос наш дом худеет ежегодно на 50-60 миллионов килограмм, но, к счастью, истощение планете не грозит. Чтобы дойти до критической массы, Земле потребуется больше триллиона лет. 452. Тайпрайтер, печатная машинка, самое длинное слово, которое вы можете написать, используя только один ряд клавиатуры. 1868 год подарил нам печатную машинку. Американцы Кристофер Шоулс и его компаньон Карлос Гидден создали изобретение, которое было размером с письменный стол и печатало исключительно заглавными буквами. У изобретателей не было денег, чтобы начать массовое производство, поэтому права на массовый выпуск изделий были проданы Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. 453. Королевское мыло Катара, самое дорогое мыло в мире, было изготовлено для первой леди Катара, шейхи Моза бинт Насер аль-Миснет, компанией Бедр Хасун энд Сонс. В его состав входят золото, алмазная пыль, оливковое масло и натуральный мед. Мыло было создано в единственном экземпляре и, несмотря на желание многих шейхов приобрести этот продукт, компания отказалась его повторить. 454. Нефология – это наука об облаках, которая занимается физикой облаков в области метеорологии. Облака – это не просто сгустки капелек воды и иногда льдинок, а пыль, покрытая этими частицами воды в разных состояниях. Облака могут нам рассказать не только о погоде, но и о состоянии экологии,
и покрывают около 67% земного шара. 455. Самое сильное насекомое в мире – жук-навозник. Он может удержать груз тяжелее его тела в 1141 раз. Рога позволяют ему побороться за самую привлекательную самку. А вот безрогие особи мужского пола выбирают самок, пока их рогатые собратья ведут ожесточенные бои. Жуки-навозники приносят большую пользу окружающей среде, ускоряя процесс разложения органических веществ в навозе и повышая плодородность почв. 456. Корабли-призраки, дрейфующие в морях и океанах судна с погибшим или исчезнувшим экипажем. И если несколько веков назад истории о таких судах казались лишь легендами, то сейчас они наводят ужас и заставляют задуматься о том, как мало известно человечеству о бескрайней синей бездне, которая занимает большую часть нашей планеты. В 2021 году в районе Карибских островов был обнаружен последний такой призрак с 2 десятками тел. Причина смерти не установлена, однако следов борьбы полиция на судне не нашла. 457. Сегодня в мире насчитываются тысячи видов тюльпанов, в некоторых странах определенные сорта даже употребляют в пищу, но в середине 17 века в Голландии они считались такой редкостью, что ценились на вес золота и использовались в качестве валюты. 458. Самым длинным романом является семитомное издание Марселя Пруста под говорящим названием «В поисках утраченного времени». В нем хранится 1 267 069 слов, ориентировочное число знаков более 9,6 миллиона, что вдвое больше, чем в «Войне и мире» Льва Толстого. Последние 3 тома были изданы посмертно. 459. Гелий – уникальное вещество, которым можно не только надувать шарики и, вдыхая, говорить смешным голосом. Его свойства экстраординарны – это одноатомный газ, молекулы которого не только не соединяются ни с какими другими веществами, но и даже друг с другом. В жидком состоянии его поверхность становится абсолютно гладкой, без единого пузырька и двигается против силы притяжения, выползая по стенкам сосуда наружу. Добиться твердого состояния от гелия крайне сложно, для этого нужно давление в 35 атмосфер и предельно низкая температура. 460. Человеческое тело полностью обновляется каждые 10 лет. Мы ежедневно наблюдаем, как растут волосы, ногти, отшелушиваем скрабами кожу, убирая ороговевшие участки. Но даже не задумываемся о том, что кости, слизистые оболочки, язык и каждая клеточка в любом органе ежедневно проходят трансформацию. Печень полностью обновляется за 2,5 месяца, поверхность кишечника и желудка каждые 3 дня. От 5 до 20 дней требуется для замены бронхиол и альвеол в легких. Сетчатка и хрусталик глаза не способны к регенерации, зато роговица может восстановиться в течение суток при небольшой травме. Это говорит о том, что при должном упорстве, правильном питании и образе жизни мы способны модернизировать свой организм наперекор генетике. 461. Монумент Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро был знаменит не менее Эйфелевой башни в Париже или, например, Статуи Свободы в Нью-Йорке. Поэтому в 2007 году власти приняли решение внести этот памятник в список новых чудес света. 462. Новорожденные слонята не умеют управлять своим хоботом. В нем находится больше 50 тысяч мышц, поэтому слоненку требуется время, чтобы овладеть ими. Примерно 6 месяцев мать обучает слоненка пользоваться хоботом, и только к 1-му году жизни у малыша получается брать им пищу и пить. До этого момента слоненок питается материнским молоком и долго пьет воду ртом. 463. 40 миллиардов часов в год тратят жители Африки на сбор пресной воды.
Это один из самых засушливых регионов планеты, жители которого постоянно страдают от недостатка влаги, несмотря на то, что на территории континента расположены могущественные реки и второе по величине озеро в мире – Виктория. В последние 6 лет началось внедрение новой технологии по сбору воды из воздуха с помощью специальной башни, сконструированной из стеблей бамбука и биоразлагаемого пластика, которая конденсирует влагу из воздуха и собирает ее в емкости. Возможно, не за горами создание технологии, добывающей из воздуха пищу. 464. Чтобы плоды инжира созрели и попали к нам на стол, им требуется особенное опыление. Самка фиговых ос проникает в соцветие инжира через крошечное отверстие снизу, чтобы там размножаться. Она откладывает яйца и обычно погибает внутри инжира. Новые осы созревают, оплодотворяются прямо внутри цветка, но на волю вылетают только женские особи, чтобы найти новое соцветие инжира и повторить весь цикл размножения. Самки забираются как в мужские, так и в женские плоды инжира, потому что не могут их различить, но в последних, которые мы употребляем в пищу, яйца погибают. Едим ли мы мертвых детенышей ос вместе с инжиром? Вполне возможно, и это совершенно не уменьшает питательную ценность фрукта в свежем и сушеном виде. 465. Гипергидратация или водная интоксикация – отравление слишком большим количеством воды. Все яд, все лекарство и даже полезная вода при нарушении питьевого режима вызовет тошноту, головные боли, повышение давления и много других неприятных симптомов, вплоть до летального исхода, если выпить за короткий промежуток времени 3-4 литра. Наши почки могут вывести из организма около 20 литров жидкости в сутки, но доза примерно 0,8 литр в час станет смертельной, нарушив баланс электролитов и уровень натрия в крови. 466. Удивительное цветковое растение под названием вольфия шаровидная дает настолько маленькие плоды, диаметр от 0,4 до 0,8 мм, что на одном человеческом пальце может уместиться более 1000 этих фруктов. Самый маленький фрукт в мире весит всего 70 микрограммов, она растет у берегов озер, рек, прудов и канав, очень быстро захватывая водоемы на своей родине, в тропической и субтропической Азии. Ее завезли в Северную и Южную Америки, где ее стебли и листья выживают даже без корней. Фрукт считается очень полезным и питательным, так как насыщен протеинами. 467. Корабли-ледоколы не всегда разламывают лед острым носом. Принцип работы этих судов зависит от толщины льда. Только тонкий лед разрезается носовой частью, раздвигая и создавая позади себя свободное пространство. Большие толщи льда можно преодолеть, так сказать, заползая на льдины и раздавливая их своим весом. Существует множество способов, позволяющих создать проходы в ледниковых регионах, это крен или балластные цистерны. Ледоколы – это единственный способ поддерживать судоходство в замерзающих акваториях. 468. Австралийская якана, водоемная курочка, самец которой по достоинству признан самым заботливым отцом в мире пернатых. Летать не умеет, зато нежно носит детей под своими крыльями. Путешественником его не назовешь, создает семью обычно в том же водоеме, где и родился. Плавает, ныряет и ходит по воде, точнее по плавающим там листьям за счет поразительно элегантных конечностей. Самка выбирает себе пару из нескольких кандидатов, оставляя кладку с яйцами последнему счастливчику, который и заботится о потомстве. 469. Легенда о появлении басового ключа гласит, что его придумал Вольфганг Амадей Моцарт, получив завертевшийся в воздухе клюшкой для гольфа по голове. Он как раз находился в поиске, так сказать, нормального звучания ноты фа, когда случилось это озарение. Насколько правдива эта история, никто не знает, но уж очень она напоминает яблоко Ньютона, не так ли?
470. Эракенголуминосы – черви-светлячки, населяющие самую древнюю пещеру Новой Зеландии. Эти потрясающие создания, ровесники своего места обитания, живут всего один день, излучают зелено-голубое сияние, которое способно осветить всю пещеру. Со стороны кажется, что потолок пещеры усыпан множеством звезд. Это один из немногих биолюминесцентных видов животных суши, в основном такой способностью обладают обитатели морских глубин. 471. Мангусты – хорошие родители, они очень заботливо и нежно воспитывают детенышей. Причем отец гораздо более заботливый, чем мать. Один натуралист описывал, что когда у живших в неволе ручных мангустов забрали потомство, мать отнеслась к этому спокойно, а отец не находил себе места и в течение нескольких дней искал пропавших детей. 472. В столице Новой Зеландии есть свой мини-Голливуд, который в шутку называют Велливуд. Комплекс киностудий создан стараниями Питера Джексона, режиссера «Властелина колец». Именно в Веллингтоне он сделал свои первые шаги в жизни и в мире кино. 473. Во французском языке существует понятие «депейсмент», которым выражают ощущения, испытываемые кем-то, кто находится не на родине. Это чувство возникает от того, что человек – иммигрант или иностранец и ощущает себя оторванным от корней. 474. Адольф Гитлер очень любил животных и был против их убийства. Он упомянул о том, что он вегетарианец, в личном дневнике и даже подумывал ввести вегетарианство в качестве официальной идеологии. 475. В 2011 году в США знаменитые романы Марка Твена вышли в свет в новой редакции, издатели заменили слова, активно употреблявшиеся во времена автора, но считающиеся оскорбительными сейчас, на более политкорректные. 476. Ученые установили, что фермент, содержащийся в слюне летучих мышей, способен помогать людям, страдающим сердечными заболеваниями. Попадая в кровь человека, этот фермент предотвращает приступы, а при продолжительном употреблении может полностью вылечить сердце. 477. Искусство Ренессанса произвело настоящую революцию, но начали ее не хрестоматийные Леонардо, Микеланджело и Рафаэль. Одним из важнейших художественных нововведений эпохи стала масляная живопись. Со времен Вазари принято было считать, что изобрел ее нидерландский мастер Ян ван Эйк. На самом деле в Афганистане разведенные в растительном масле пигменты использовались в VI веке. Археологи обнаружили это уже в наши дни, когда стали исследовать пещеры, открывшиеся за спинами взорванных талибами бамианских Будд. А до Северной Европы масляная живопись дошла к XII веку. Она упоминается в трактате пресвитера Теофила о различных искусствах. Однако именно Ван Эйк довел эту технику до виртуозного совершенства. 478. Крысы настолько хорошо умеют выживать, что они водятся в радиоактивных районах и даже на научно-исследовательских станциях в Антарктиде, куда они проникают несмотря на все предосторожности. Крысы, отличные пловцы, могут проплыть более 40 километров и будут хорошо себя чувствовать. А еще эти мелкие грызуны могут находиться под водой до 72 часов. 479. Бургундская улитка, обитающая во Франции, большую часть своей жизни проводит в спячке, но когда начинается теплый дождь, она издает мелодичное пение. Под раковиной имеется специальная полость, которая и позволяет улитке издавать звуки. 480. Сердце синего кита – самое большое в мире, его вес составляет около тонны. Это намного больше, чем сердце слона, самого крупного сухопутного существа. При этом пульс не бывает чаще, чем 20 ударов в минуту, обычно 5-10 ударов,
а диаметр спинной аорты достигает 40 см. 481. Первые поселенцы прибыли в Австралию по морю из Юго-Восточной Азии где-то в интервале от 40 до 70 тысяч лет назад. Так что аборигены Австралии стали первыми мореплавателями в истории человечества. 482. Интересным фактом из астрономии является наличие возраста у Вселенной. Эйнштейн предполагал, что Вселенная вечна и о ее возрасте рассуждать не имеет смысла. Однако в 1929 году при наблюдении за различными галактиками было выяснено, что они отдаляются друг от друга и, соответственно, от Млечного Пути. Из этого следует, что Вселенная расширяется. Это явление можно сравнить с надуванием воздушного шарика. Если Вселенная расширяется, значит, должны быть исходная точка этого расширения и окончание процесса. Следовательно, ее возраст конечен и его можно рассчитать. 483. Мать Николая Гоголя была первой красавицей Полтавщины. Талантливый писатель происходит из уважаемого дворянского рода Гоголь-Янковских. Мария Ивановна отличалась повышенной впечатлительностью, религиозностью и суеверностью. Суеверен был и Василий Афанасьевич Гоголь. Суеверием дышит его рассказ о том, как он женился на Марье Ивановне, будто бы во сне явилась ему Божья Матерь и показала на некое дитя. Позже в Марии Ивановне он и узнал это самое дитя. 484. На пальцах коалы имеется такой же дактилоскопический рисунок, как и на пальцах человека. На протяжении многих веков ученые-зоологи не могли понять, зачем этим сумчатым медведям отпечатки пальцев. Самый адекватный ответ был получен в 1996 году учеными из Университета Аделаиды, Австралия, которые пришли к заключению, что это свойство увеличивает цепкость конечностей, которая необходима при лазании по деревьям. 485. Ближайшая к нам галактика Андромеда находится на расстоянии 2,5 миллионов световых лет. То есть сейчас мы видим Андромеду такой, какой она была во времена далеких предков человека, австралопитеков. 486. На орбите Земли за последние десятилетия скопилось огромное количество мусора. В большей степени он состоит из обломков спутников, которые когда-либо запускали люди. Мусор имеет разные размеры, большие и микроскопические, но движется по орбите с огромной скоростью. Поэтому даже скрепка может нанести непоправимый урон МКС, действующему спутнику телекоммуникационной системы или системы безопасности. Также мусор может привести к гибели космонавта, пробив насквозь его скафандр. 487. Жюль Верн сыграл большую роль в популяризации бананов. В своем романе 1873 года «Вокруг света за 80 дней» французский писатель включил восторженное описание бананов, которые впервые вызвали интерес к этим фруктам среди европейцев и американцев. 488. В лондонском метро есть специальная ветка Docklands Light Rail, поезда на которой полностью управляются электроникой. Доклендское метро управляется автоматической системой, да и на платформах нет работников, кроме особо загруженных и подземных станций. Но в каждой электричке есть особый агент помощи пассажирам, который может принять ручное управление поездом в случае непредвиденной ситуации. 489. Имя древнеримского императора Нерона дошло до наших дней и стало символом страха, ужаса и беспредела. Нарушившие обет целомудрия девушки почти всегда подвергались жестокому наказанию. Самый милосердный вариант был таким: жрицу Рубрию замуровали в небольшой пещере и оставили ее там. 490. Акулы не могут спать, потому что пропускать воду сквозь жабры, забирая из нее кислород, они могут только в процессе плавания.
так как в состоянии покоя их жабры не могут сами засасывать воду. Таким образом, акулы никогда не спят, иначе они попросту задохнутся. 491. Чтобы научить волнистого попугайчика говорить, его можно отдать в специальную школу, созданную для птиц в Австралии. Оценивая успеваемость выпускников одной из таких школ в Сиднее в 1974 году, педагоги сочли возможным 50 ученикам поставить хорошие и отличные отметки, 20 – удовлетворительные, а 3 птиц оставили на второй год, так как они нарушали учебный процесс, обучая одноклассников словам, которые выучили еще до поступления в школу. 492. Движение, когда довольная и умиротворенная кошка мнет передними лапками ваш бок или просто мягкий плед, выпуская и втягивая когти, имеет вполне научное название «молочный шаг». Термин этот возник из-за того, что животное таким образом имитирует свое младенческое поведение. Именно этим движением котята при кормежке стимулируют выделение молока из матери. Во взрослом же возрасте молочный шаг свидетельствует о том, что ваш питомец в данный момент чувствует себя исключительно довольным и защищенным. 493. Планета Уран видна с Земли невооруженным глазом при хороших атмосферных условиях в безлунную ночь. Эта планета – огромный газовый гигант, по размеру 3-й после Юпитера и Сатурна. Он в 14,5 раз больше Земли, состоит преимущественно из водорода, гелия и метана. Твердой поверхности не имеет, и границы его весьма условны, аналогично всем газовым планетам. 494. С момента публикации «Тихого Дона» и до наших дней сохранились скептики, которые сомневаются в принадлежности этого романа перу Михаила Шолохова. Первая комиссия по проверке авторства произведения была создана по распоряжению Сталина. Писатель представил на суд специалистов свои рукописи, которые их полностью удовлетворили. За прошедшие годы в России и за рубежом было проведено множество экспертиз, в том числе компьютерных, по сличению бесспорно шолоховских текстов и «Тихого Дона». Все они подтвердили авторство Михаила Шолохова, но споры ведутся до сих пор. 495. Внешность мейн-кунов показалась создателям фильма о Гарри Поттере настолько привлекательной, что режиссеры задействовали в съемках сразу 3 представителей породы мейн-кун, 2 котов и кошку. А еще именно представитель породы мейн-кун, кот Вельвет из Орегона, дожил до 27 лет и долгое время был рекордсменом книги Гиннесса. 496. В Антарктиде нет полярных медведей. Однако в последнее время ученые начинают задумываться о том, чтобы заселить полярных медведей в Антарктиду, так как Арктика постепенно тает. 497. В 1999 году с одним гражданином Израиля случился чрезвычайно длительный приступ икоты. Он не проходил много дней, несмотря на то, что мужчина перепробовал различные средства. Но в какой-то момент этот человек, не переставая икать, вступил в близость с женой. И вдруг, о чудо, икота пропала. Мужчина сообщил об этом своему врачу, который после опубликовал соответствующую статью под заголовком «Близость как возможное средство избавления от трудноизлечимой икоты». 498. Каждые сутки на Землю падает порядка 200 тысяч метеоритов. Большая часть метеоритов во время полета раскалывается на части и сгорает в атмосфере, из-за чего рассчитать их точное место падения и первоначальный размер практически невозможно. 499. Лермонтов не знал о своем родстве ни с Байроном, ни с Томасом Лермонтом. Тем поразительнее его предчувствие насчет своей шотландской крови, записанное им в стихотворении «Желание» на запад помчался бы я, где цветут моих предков поля». 500. Белка – не только умный, но и хитрый зверь.
В поисках еды она приспособилась к жизни рядом с человеком. Белки находят что-то питательное для себя в кормушках для птиц, умеют просить вкусненькое у прохожих, вырывают посаженные людьми растения в поисках семян. Иногда, чтобы пойти на дело, они специально собираются в группы от 2 до 5 зверьков и распределяют роли. Задание одних – отвлекать внимание, в то время как другие, посыльные, забирают присмотренную добычу. 501. Яблоки более эффективны для пробуждения организма утром, чем кофе. 502. Единственные двое животных, которые могут видеть позади себя, не поворачивая головы, это кролик и попугай. 503. Только 55% американцев знают, что Солнце – звезда. 504. Арахис используется при производстве динамита. 505. Самый простой способ отличить зверя-вегетарианца от хищника. У хищников глаза расположены на передней части морды, чтобы видеть жертву. У вегетарианцев – по обе стороны головы, чтобы видеть врага. 506. Шимпанзе – единственные животные, которые могут узнавать себя в зеркале. Кроме людей, конечно же. 507. Электрический стул был придуман дантистом. 508. Город Рим есть на каждом континенте. 509. К 2080 году население Земли будет около 15 миллиардов человек. 510. В казино не бывает прозрачных окон, только декоративные. 511. Майкл Джордан зарабатывает больше денег от рекламы кроссовок Nike, чем все работники этой компании в Малайзии. 512. Скрипка состоит из около 70 различных деревянных деталей. 513. На вершину Эйфелевой башни ведут 1792 ступеньки. 514. В большинстве рекламных объявлений часов время, показанное на часах, 10:10, потому что тогда стрелки создают улыбку. 515. У мужских рубашек пуговицы находятся справа, у женских – слева. 516. Центральная библиотека штата Индиана погружается в землю со скоростью почти 3 см в год из-за того, что при строительстве не был учтен вес находящихся в ней книг. 517. Если историю Земли сжать до 1 года, считая, что рождение Земли произошло 1 января, то первая жизнь появилась не раньше конца марта. Первые динозавры появились бы в середине декабря. Первые люди появились бы только за несколько часов до окончания года. 518. Первый владелец компании Marlboro умер от рака легких. 519. Первым продуктом со штрих-кодом была жевательная резинка Уриглис. 520. Авиакомпания American Airlines сэкономила $40 тысяч в 1987 году, уменьшив количество оливок на одну в салатах для первого класса. 521. Чтобы заснуть, нормальному человеку требуется в среднем 7 минут. А вам сколько необходимо времени для засыпания? 522. Человек по имени Чарльз Осборн икал в течение 68 лет. А всего-то нужно было ему прочитать книгу из пункта, озвученного ранее в этом видео. 523. Венера – единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. 524. Интересный математический факт: если 111 миллионов 111 тысяч 111 умножить на 111 миллионов 111 тысяч 111, то получится 1 триллион 234 миллиарда 567 миллионов.
898 765. 525. 35% людей, размещающих объявления на сайтах знакомств, уже женаты или замужем. 526. Первый в истории одеколон появился как средство профилактики чумы. 527. Слоны – единственные млекопитающие, не умеющие прыгать, и единственные животные с 4 коленями. 528. Зажигалка для изделий из табака была придумана раньше, чем обычные спички. 529. Бедренная кость человека крепче бетона, особенно в продольном направлении. Проверять это категорически вам не советуем. 530. Английский адмирал Нельсон страдал морской болезнью. 531. Панда – не медведь, а енот. 532. Ногти на руках растут в 4 раза быстрее, чем ногти на ногах. 533. Еще одно подтверждение того, что мед – единственная еда, которая не портится. При раскопках египетских пирамид были найдены несколько сосудов с остатками меда, который оказался пригодным в пищу. 534. Некоторые гусеницы могут есть себя в отсутствие другой пищи. 535. На Багамах есть подводное почтовое отделение. 536. Зима 1932 года в США была настолько холодной, что полностью замерз Ниагарский водопад. 537. Каждый год примерно 250 тысяч женатых американцев подвергаются избиениям со стороны своих жен. 538. Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьев, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти. 539. Около 70% живых существ Земли – бактерии. 540. У улитки около 25 тысяч зубов. 541. На 50-летних дубах не растут желуди. 542. Таракан может 9 дней жить без головы. 543. В начале второго тысячелетия, 1000 год, население Земли составляло 400 миллионов человек. К концу 1999 год уже 6 миллиардов. 544. Принцы Вильям и Чарльз никогда не летают в одном самолете, чтобы королевство не лишилось сразу 2 наследников. 545. С 1916 года в США запрещено отправлять здания по почте. Закон появился после случая, когда мужчина отправил 40-тонный дом через штат Юта, чтобы избежать высоких фрахтовых ставок. 546. Дождь и даже шторм из лягушек прошел в мексиканском городке в 1997 году. 547. Вы не чувствуете запахи, пока спите. 548. Астронавтам не разрешается есть бобы перед выходом в космос, так как газы в скафандре могут повредить его. 549. Крокодилы умнее, чем мы думали. Они специально проглатывают камни, чтобы погружаться на большую глубину. 550. Бутан – настолько таинственная страна, что никто даже не знает, сколько точно людей в ней проживает, потому что последняя перепись населения проходила в 1975 году. 551. Взрослые полярные медведи обычно едят только кожу и жир добычи, а мясо они оставляют детенышам и падальщикам. Вот такие они заботливые хищники. 552.
Некоторые эскимосы используют холодильник, чтобы сохранить еду от замерзания. Настолько там у них холодно. 553. В Мировом океане существует примерно в 200 раз больше золота, чем его добыли за всю нашу историю. 554. Уильям Шекспир произносил свое имя несколькими разными способами. 555. Укротители львов часто используют стулья, поскольку львы умеют фокусироваться только на одной цели, на которую и нападают. А когда на этих грозных хищников одновременно надвигаются 4 ножки стула, они совершенно теряются и отступают. 556. До изобретения ластика люди стирали карандаш и чернила кусочками хлеба. 557. Ваш мозг более активен, когда вы спите, чем когда смотрите телевизор. 558. Жук Геркулес может поднять вес в 100 раз больше массы своего тела, что позволяет назвать его одним из самых сильных животных на Земле. 559. В Японии существует поверье, что если зонтик достаточно долго лежит без дела, то он превращается в одноглазого и одноногого прыгающего демона по имени Каса Абаки. 560. Первый в мире ресторан самообслуживания в Нью-Йорке разрешалось посещать только мужчинам. Клиенты ели стоя. 561. Противозачаточные таблетки подходят гориллам. 562. Колибри не могут ходить. 563. Девиз на номерных знаках в штате Нью-Гэмпшире гласит «Живи свободно или умри». А изготавливаются эти знаки заключенными в тюрьме этого штата. 564. В Библии нет упоминания о яблоке, которое съели Адам и Ева. Есть лишь упоминание о плоде некоторого дерева. 565. Во Франции запрещалось продавать куклы без человеческих лиц. 566. Сумма чисел на противоположных сторонах игральной кости равна 7. 567. Канада – это индейское слово, которое переводится как «большая деревня». 568. Непал – единственная страна в мире, чей флаг не квадратной или прямоугольной формы. 569. Человеку, который держит в руках чашку с горячим напитком, окружающие тоже кажутся теплее, более дружелюбными и щедрыми. 570. Одного шведа признали нетрудоспособным в связи с развившейся у него зависимостью от музыки хэви-метал и выплачивают ему пособие по инвалидности. 571. Однажды президент США Джимми Картер забыл коды, необходимые для начала ядерной атаки, в кармане пиджака, отправленного в химчистку. 572. В Южной Корее любой желающий может заказать клонирование своей собаки. Стоит такая услуга $100 000. 573. В конце XIX века серийный убийца в США перестроил целую трехэтажную гостиницу для своих убийств. В ней были лестницы, ведущие в никуда, и лабиринт из 100 комнат без окон. В этой гостинице лишились жизни по меньшей мере 200 человек. 574. Если бы человек обладал способностью воспринимать частоты ниже 20 Гц, то слышал бы, как движутся под кожей мускулы. 575. В Японии в настоящее время живет больше 50 000 человек старше 100 лет. 576. Самый старый из существующих на сегодняшний день виноградников был посажен в 17 веке. С него до сих пор собирают по 35-55 килограмм винограда. 577.
Французский писатель Виктор Гюго является святым во вьетнамской религии Каодай. 578. Первый агент Леонардо Ди Каприо пытался убедить актера взять псевдоним Ленни Уильямс, поскольку считал, что его настоящая фамилия звучит слишком этнически. 579. Запахи, поступающие через правую и левую ноздрю, интерпретируются мозгом по-разному. 580. Существует аппарат, который дает мужчинам возможность испытать на себе, что чувствует женщина во время родов. 581. В Древнем Риме для лечения эпилепсии врачи применяли кровь гладиаторов. 582. Когда Эштон Кутчер готовился к роли Стива Джобса, он пытался придерживаться диеты последнего, и в результате оказался в больнице из-за проблем с поджелудочной железой. Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы. 583. Сальвадор Дали нарисовал логотип для Чупа-Чупс. 584. Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные. 585. Если наперсток наполнить материей из нейтронной звезды, он будет весить почти 100 миллионов тонн. 586. В лимоне содержится больше сахара, чем в клубнике. 587. Если бы люди использовали формулы Ньютона вместо теории относительности Эйнштейна, вычисления GPS отличались бы на несколько километров. 588. Самое холодное место в известной Вселенной находится на Земле в финской лаборатории. Ученым удалось заморозить атомы с помощью лазерного охлаждения. Это привело к температурам в пределах миллиардной степени абсолютного нуля. 589. То же химическое соединение, что придает малине ее вкус, разлито по всей Вселенной. Ученые предполагают, что если бы Вселенную можно было бы попробовать, она была бы похожа на малину. 590. Чаплин занял 3-е место на конкурсе двойников Чаплина. 591. В человеческом мозге больше синапсов, чем звезд в Млечном Пути. 592. Если бы можно было убрать все пустое пространство в атомах, то Эверест поместился бы в рюмку. 593. Если кричать на стакан воды в течение 80 лет, то можно его вскипятить. 594. Если бы Кока-Колу не подкрашивали, она была бы зеленая. 595. Когда вы летите в самолете, ваши волосы растут в 2 раза быстрее. 596. ДНК человека на 30% совпадает с ДНК салата. 597. Чихнуть с открытыми глазами невозможно. 598. Пчелы умеют считать до 4. 599. Фильм «Титаник» стоил больше, чем сам «Титаник». 600. Согласно эксперименту Хафеля-Китинга, время бежит быстрее при полете в западном направлении относительно центра Земли, чем в восточном направлении. 601. Все клетки вашего тела делились с тех пор, как на Земле зародилась жизнь. И все это деление закончится с вашей смертью за исключением клеток, которые вы передадите вашим потомкам, одна на ребенка, и некоторых обстоятельств, например, донорство органов. 602. Дети растут быстрее весной. 603. Артур Конан Дойл способствовал популяризации горных лыж. После того, как писатель перебрался в Швейцарию в город Даврос в 1893 году, горный воздух был предписан его жене.
Артур обучался основам лыжного спорта у братьев Брангеров. Занимались они по ночам, чтобы избежать замечаний от местных жителей. Именно Дойл был первым британцем, который описал острые ощущения от катания на лыжах. Писатель верно предсказывал, что в будущем сотни англичан поедут в Швейцарию на лыжный сезон. 604. Сеноты – это своего рода взаимосвязанные природные колодцы, расположенные по всему полуострову Юкатан в Мексике. Майя считали их священными, и это одно из самых загадочных природных образований. Помимо артефактов эпохи майя, погребенных в их глубинах, сами сеноты образуют обширную сеть пещер, которая до сих пор остается неизученной должным образом. В настоящее время на полуострове Юкатан насчитывается около 6000 задокументированных сенотов. Спелеологи считают, что по всему региону находится гораздо больше таких колодцев, а также совершенно новые экосистемы и формы жизни, с которыми мы, вероятно, прежде никогда не сталкивались. 605. Основной достопримечательностью Венеции, конечно же, остаются гондольеры. Их общее количество всегда неизменно и совершенно не зависит от того, ушли ли гондольеры на пенсию или в их гильдию прибывают новички. Гильдия гондольеров была создана в 1094 году, среди ее членов никогда не было женщин. Это являлось всегда исключительной прерогативой мужчин, да и к иностранцам там относились с предубеждением. 606. Труднопроизносимое слово мемилопинетепеи принадлежит яганскому языку, на котором говорят на огненной земле. Оно даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее емкое слово. Им члены племени яганов обозначают обмен взглядами между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, чтобы другой стал инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым. 607. Церера – это самый большой объект в поясе астероидов, который имеет 940 километров в диаметре и является ближайшей к Солнцу карликовой планетой. Церера была открыта в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пиацци в Палермской астрономической обсерватории и получила свое название в честь древнеримской богини плодородия. 608. В абсолютной темноте кошка, вопреки широко распространенному мнению, видеть не может. Да, у этих домашних питомцев отличное зрение, они же по природе ночные хищники. Поэтому в условиях слабого освещения они видят гораздо лучше человека, благодаря сильно увеличенному количеству фоторецепторов палочек в глазах и особому светоотражающему слою тапетуму. В итоге в сумерках зрение кошки в 7 раз острее нашего. Интересно, что при обычном и ярком свете напротив зрение человека даст фору кошачьему. Особенно если это касается неподвижных объектов, которые кошки воспринимают не так хорошо, как движущиеся. А еще, в отличие от человека, кошки имеют немного больший угол обзора, 200 градусов вместо 180 градусов, но гораздо слабее воспринимают разницу цветов и с трудом перефокусируются с близких объектов на дальние и обратно. 609. Парижский кинотеатр Le Grand Rex, способный одновременно вместить до 2650 человек, считается самым большим в Европе. В 1981 году он был внесен в список памятников истории и культуры Французской Республики и с этого года находится под особой защитой государства. В годы оккупации Парижа кинотеатр Le Grand Rex не был закрыт, но его название было изменено на немецкое Солдатенкино, а основными его зрителями были военнослужащие вермахта. В послевоенные годы кинотеатр не раз модернизировался, и все перемены только подчеркивали исключительность этого места. В кинотеатре проходят экскурсии, на которых посетителям показывают, как создаются впечатляющие киноэффекты. 610. Чтобы хорошо перетирать пищу, зубам улитки требуется кальций.
Его дефицит приводит к тому, что улитка начинает точить свою раковину, которая разрушается, оставляя тело без защиты. Это приводит к обезвоживанию и гибели. Поэтому домашних улиток ахатин всегда подкармливают чем-нибудь с высоким содержанием кальция, например, измельченной яичной скорлупой. 611. Остров Сурций, один из самых молодых островов Земли, был образован в 1963 году в результате подводного извержения вулкана. Площадь острова составляет 1 квадратный километр. Остров назван в честь Сурта, огненного гиганта из исландской мифологии. 612. В Лондоне беременным женщинам разрешается ходить в туалет там, где им приспичит. Они могут сделать это даже напротив Букингемского дворца, и их никто не оштрафует. Они даже могут одолжить у полицейского шлем для этих целей. 613. Продолжительность жизни альпийской саламандры – 10 лет, а ее беременность длится 3 года, то есть треть ее жизни. Перед рождением детенышей самка устремляется в водоем, затем происходит откладка яиц в воду. Вполне сформировавшиеся личинки тут же разрывают яйцевые оболочки и расплываются. Но бывает и иначе, яйца откладываются недозрелыми, и развитие продолжается несколько дней в воде. Личинки в этом случае вылупляются, только если вода чистая и богата кислородом. 614. Barrelfishь – это рыба, которая может вращать глазами во всех направлениях, а так как голова рыбы прозрачна, она может еще и попробовать разглядеть свой мозг, если таковой имеется. Черные точки над ее ртом – это не глаза. Глаза – это зеленые полусферы в голове. 615. За убийство панды в Китае применяется смертная казнь. Большая панда является уязвимым видом. До 2016 года считалась исчезающим видом, характеризующимся постоянно уменьшающимся размером популяции и низким уровнем рождаемости как в дикой природе, так и при содержании в неволе. Ученые предполагают, что в дикой природе осталось около 2060 особей. В настоящее время Китай предлагает панд другим странам в 10-летнюю аренду. Стандартные условия аренды включают арендную плату в $1 миллион США в год и предоставление гарантий, что все родившиеся в период аренды медвежата являются собственностью КНР. 616. На протяжении всего времени написания «Ревизора» Гоголь часто писал Пушкину о своей работе, рассказывал, в какой стадии она находится, а также неоднократно сообщал, что хочет ее бросить. Однако Пушкин запрещал ему это сделать, поэтому «Ревизор» все же был дописан. Кстати говоря, Пушкин, присутствующий на первом прочтении пьесы, остался от нее в полном восторге. 617. Под ледяным покровом Антарктиды находится обширная территория площадью около 13,7 миллиона квадратных километров, где отсутствует видимость и наблюдаются стабильно низкие температуры. Из-за неблагоприятных условий нет возможности исследовать ее в полной мере. Тем не менее, во время исследований британской антарктической службы было обнаружено, что жизнь под Антарктидой весьма загадочна. Ранее было известно, что там обитают известные нам виды, например, рыбы, черви и некоторые виды ракообразных. Все они являются мобильными хищниками или падальщиками. На этот раз ученые обнаружили несколько видов организмов, которым для выживания требуется постоянный поток пищи сверху и солнечный свет. Исследователи понятия не имеют, как и почему они там живут, имеет ли это эволюционный смысл. Более того, многие виды, обнаруженные в ходе исследований, не были знакомы науке. 618. На Руси, где было известно более 150 жемчугоносных рек, издавна существовал промысел жемчуга. Главным образом это были реки северо-западной части России, хотя в древних рукописях упоминается его добыча и в других регионах.
Отсюда и обилие вышивки жемчугом на нарядах, причем не только женских, но и мужских. 619. Ежегодно в декабре в город Гонолулу отправляется на марафон более 28 тысяч бегунов. Он является одним из самых массовых марафонов в мире. Впервые забег состоялся в воскресенье 16 декабря 1973 года. В тот день на старт вышло всего 167 бегунов в возрасте от 8 до 58 лет. 151 из них смогли закончить дистанцию. 620. Топливо в первых керосиновых лампах не имело никакого отношения к нефти, керосин тогда получали из угля. Лишь во второй половине XIX века, после исследований Селимана, керосин начали получать из нефти. Именно переход на нефтяной керосин подстегнул взрывной спрос на нефть. 621. Москву часто называют белокаменной. Это связано с тем, что в период правления Дмитрия Донского Кремль целиком был построен из белого камня. Со временем старые здания разрушались, а на их месте возводились новые, но уже из красного кирпича. Чтобы не портить общий вид, отремонтированные фасады окрашивали в белый цвет. В 1947 году, когда Москве исполнилось 800 лет, Сталин подписал указ о том, чтобы Кремль полностью был перекрашен в красный цвет. Таким он остается и в наше время. 622. В наше время стоимость Манхэттена оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. В 1626 году Манхэттен был приобретен у местных индейцев всего за 60 голландских гульденов, что на то время составляло около 25 долларов. 623. В Брюсселе скульптура «Писающая дворняга» установлена в центре города в 1998 году. Выполнена она в натуральную величину из бронзы. К слову, эта статуя не является фонтаном, в отличие от других писающих скульптур. По задумке автора, фигура дворняги, а дворняги – это смешанные породы, символизирует смешанность культур столицы Бельгии, что и наблюдается в Брюсселе. 624. Антарктида 53 миллиона лет назад была настолько теплой, что вдоль ее берегов росли пальмы. Температура на континенте тогда поднималась выше 20 градусов Цельсия. 625. Биолюминесценция долгое время пленит ученых и мыслителей. Задокументированные упоминания светящихся животных восходят к Древнему Риму и Древней Греции. Аристотель подробно изучил это явление и был первым, кто правильно предположил, что эти животные используют вовсе не тепло для производства света. С тех пор обнаружено множество живых существ как на суше, так и под водой, которые обладают этой способностью, и каждая из них уникальна. Ученые полагают, что возможность светиться может быть средством общения в месте, лишенном света. Согласно исследованиям, около 76% всех океанских обитателей обладают способностью к биолюминесценции, хотя пока неизвестно, как большинство из них ее используют. 626. Испанцы славятся своей общительностью, а также любовью вкусно поесть в большой шумной компании. В испанском даже существует отдельное слово «собермеса», которое обозначает период времени после еды, которое люди остаются за столом и просто беседуют с теми, с кем только что разделили этот обед или ужин. 627. Не все яркие огни, которые видны на ночном небе, это звезды. Ближайшими звездами к нашей планете являются Проксима Центавра, звезда Бернарда, Сириус и другие. Однако кроме них также видны планеты и кометы. 628. Жираф – животное, которое не умеет зевать, в отличие от многих теплокровных и хладнокровных, которые периодически разевают пасть, чтобы захватить больше кислорода. Человек зевает порядка 250 тысяч раз за свою жизнь, а жираф – ни разу.
629. В настоящее время в мире насчитывается более 600 миллионов домашних кошек, то есть это животное есть практически у каждого 12-го человека. Россия, Турция, Канада, Америка, Саудовская Аравия и почти вся Западная Европа – те места на планете, где, согласно статистике, этим питомцам отдают предпочтение перед всеми другими. 630. Викинги считали, что бесконечный запас хмельного напитка ожидает их на небесах. Они полагали, что когда они доберутся до Волгалы, место, которое, согласно древнескандинавской мифологии, является раем для падших и самых достойных воинов, они найдут козу с бесконечным запасом хмельного напитка в вымени. 631. Очереди – один из самых больших недостатков Нью-Йорка. Всего за $25 в час и еще по $10 за каждые дополнительные 30 минут вы можете арендовать человека, который будет стоять в очереди за вас. Похоже, покупка билетов на Бродвей теперь станет просто сказкой. 632. Ящерица-молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не впитывается сразу, а попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом. 633. Медуза Turritopsis nutricula – единственное по-настоящему бессмертное живое существо на Земле. Когда ее жизненный цикл подходит к концу, она опускается на дно и снова превращается в полип, а потом обратно в медузу. Если бы не естественные природные враги, эти медузы заполонили бы все океаны. 634. Ивао Хакамада провел в тюрьме 48 лет, из них 34 года в камере-одиночке, предназначенной для смертников. В 2021 году Хакамада был признан невиновным и вышел на свободу. Чудовищная судебная ошибка привела к тому, что несчастный японец большую часть своей жизни провел за решеткой. Сейчас Ивао 78 лет, он наконец-то свободен, но его душевное здоровье сильно пошатнулось. Еще бы! 34 года жить в абсолютной изоляции, без связи с внешним миром, без информации о собственной судьбе, каждый день ожидая, что сегодня за тобой придут и отведут на казнь. Трижды адвокаты Хакамады подавали апелляции, но власти их трижды отклоняли, оставляя смертный приговор в силе. Хидека, старшая сестра Ивао, не теряла надежды доказать невиновность брата. Именно она добилась того, чтобы провели необходимые ДНК-тесты, четко показавшие, что кровь предполагаемого преступника, обнаруженная на месте преступления, не принадлежит бывшему боксеру. Однако понадобилось еще почти 2 года, чтобы справедливость восторжествовала. 635. В бразильском городе Лагуна дельфины помогают рыбакам, они пригоняют к городским берегам рыбу, а затем подают сигнал, чтобы рыболовы выбрасывали свои сети. Рыбок, которым удалось не попасться в сети, съедают сами дельфины. 636. Спортсмен из экваториальной Гвинеи Эрик Мусамбани научился плавать всего за 8 месяцев до Олимпиады 2000 года в Сиднее, тренируясь в гостиничном бассейне. На этих играх он показал худший результат 100-метровки вольным стилем среди победителей олимпийских заплывов. 637. Достаточно мощное извержение вулкана способно изменить климат на планете и послужить причиной настоящего конца света. Главный кандидат на уничтожение нашей цивилизации – Йеллоустоунский супервулкан, находящийся в США. Первый раз он извергался около 2,1 миллиона лет назад, а последний – около 640 тысяч лет назад. Всего он извергался трижды. 638. Ученые из Пенсильванского университета в США создали айсбот. Робот полностью состоит изо льда.
Его вес составляет 6,3 килограмма. По словам специалистов, он был изобретен для исследования Антарктики. Также его будут применять и для изучения других планет. 639. Валетта была первым европейским городом, строительство которого велось строго по нормативам Департамента городского строительства. Этот департамент специально тогда же и был создан и существует до настоящего времени. 640. Коты Мейн-куны обладают уникальным шерстяным покровом, который спасает их от холода и жары в равной степени. Причем шерсть Мейн-куна в меньшей степени сваливается комьями, чем у представителей других пород, и еще обладает водоотталкивающими характеристиками. 641. Веселка – самый быстрорастущий гриб в мире. За минуту он вырастает на 4-5 мм. Другие названия этого гриба – фалюс нескромный, сморчок вонючий и сморчок подагрический. 642. Осьминог имеет прямоугольный зрачок, и угол обзора его глаз составляет 340 градусов. У человека обзор 180 градусов. 643. Интеллектуальные занятия в Спарте не поощрялись. Людей, которые пытались в этом развиваться, объявляли трусами и изгоняли. За века своего существования Спарта не дала Элладе ни одного философа, оратора, историка или поэта. 644. Ученые выяснили, что у бегемотов и китов есть общий предок, который жил около 50 миллионов лет назад. Поэтому можно сказать, что киты и бегемоты являются друг для друга дальними родственниками. 645. Чистый воздух – залог здоровья. Жители деревни в среднем на 50% реже страдают от различных заболеваний дыхательных путей, чем горожане. Все дело в экологии. 646. 2/3 всех пользователей смартфонов никогда не скачивали платных приложений. При этом первыми в мире мобильными приложениями были календари, калькуляторы и даже игры, разрабатываемые в среде Java. А первый смартфон был выпущен IBM еще в 1993 году. 647. Генри Морган, прошедший путь от вольного пирата до вице-губернатора Ямайки, на пике своей пиратской карьеры захватил и разграбил Панаму, которая тогда была самым богатым и защищенным городом во всех испанских владениях в Новом Свете. 648. В Санкт-Петербурге в 3 раза больше мостов, чем в Венеции. По количеству каналов и мостов над ними гораздо уместнее не Петербург называть Северной Венецией, а Венецию – Южным Петербургом. 649. В наше время, впервые более чем за 130 лет, людей в возрасте до 34 лет, живущих с родителями, больше тех, кто живет отдельно и самостоятельно. 650. В Мексике осел считается транспортным средством. Чтобы управлять им, нужно иметь разрешение. В документе в обязательном порядке должна быть фотография не только владельца, но и самого, так сказать, транспортного средства. 651. Куры видят лучше, чем люди. Человеческий глаз различает 3 цвета – зеленый, синий и красный. Куры различают 5, они способны видеть фиолетовый и ультрафиолетовый. Поэтому они видят восход солнца примерно на час раньше человека и очень рано просыпаются. 652. В водах Нила обитает самый крупный в мире окунь, нильский, вес которого может достигать почти 200 килограммов, а длина – 2 метров. 653. Одна из самых опасных, согласно статистике, медуз – морская оса, небольшая медуза с длинными 3-метровыми щупальцами. Ее прикосновение обычно очень опасно, и только за последние полвека представители этого вида унесли жизни более 5000 человек. 654.
Большинство древнеримских источников утверждает, что император Клавдий был отравлен с помощью супа. Он умер 13 октября 54 года. Правда, есть версия, что отравление Клавдия – вымысел, и на самом деле он просто умер от старости. 655. В Великобритании намеренно проехать через лужу и окатить водой прохожего – уголовное преступление. Карается штрафом до 5000 фунтов. 656. Известный жест «Окей», большой и указательный пальцы, сложенные кружочком, в Бразилии считается оскорбительным. Так бразильцы показывают, что считают своего собеседника полным нулем и ничтожеством. Еще один жест, в России называемый фигой, бразильцы используют как защитный знак. 657. Шерсть овец-мериносов – это самый дорогой из всех ее видов. Так, к примеру, в 2004 году около 100 килограммов сырья высшего класса было продано на аукционе одним из модных домов за 420 тысяч долларов. 658. Стволы древовидных папоротников служат в тропиках строительным материалом, а на Гавайях их крахмалистую сердцевину используют в пищу. 659. Первый парусный дрон Saildrone построили еще в 2018-м. Это небольшая 7-метровая лодка, которая способна самостоятельно маневрировать в открытом море. Она получает энергию от солнечных батарей, что позволяет оснастить дрон различными датчиками для изучения окружающей среды. Темпы работы не особенно велики, зато такой корабль может совершать автономные рейсы продолжительностью до 12 месяцев и вести долгосрочные наблюдения без контроля людей, хотя он сохранен как опция. Новый дрон имеет длину 24 метра, использует энергию ветра и солнца и может сам планировать свою работу, ориентируясь по погоде. В первом рейсе он прошел 4167 километров за 28 дней и нанес на карту данные о 22 тысячах квадратных километров океанского дна. Сейчас идут разговоры о постройке солидного флота таких кораблей, чтобы за следующее десятилетие картографировать все океанское дно нашей планеты. 660. Проведение Олимпийских игр 1976 года в Монреале страшно ударило по экономике Канады. 5 миллиардов местных долларов пришлось выплачивать в фонд Олимпийского комитета долгих 30 лет. А еще на этой Олимпиаде ни один канадский спортсмен не завоевал ни одной медали. 661. В Австралии обитает 6 из 10 наиболее ядовитых змей в мире. Например, яд от одного укуса австралийской жестокой змеи способен убить человека. Но до змеиных укусов в Австралии дело доходит достаточно редко, а учитывая наличие антивенина, противоядия против змеиного яда, смертельные случаи происходят редко, 4-6 в год. 662. Первые кроссовки Nike появились так. Один из учредителей компании Билл Бауэрман наблюдал, как его жена делает вафли. После чего налил в вафельницу полиуретан, чтобы посмотреть, что получится. В итоге в 1974 году на рынок вышла обувь, которая так и называлась Nike Waffle Trainers. 663. Около 80% всех природных соединений, возникающих на Земле, появляется благодаря водорослям и другой водной растительности. Водорослями так или иначе питаются все обитатели вод, они либо едят их сами, либо охотятся на существ с рационом из водорослей. Многие горные породы возникли в далеком прошлом именно благодаря водорослям. Более того, по остаткам этих растений в толще камня удается определить их возраст. Люди едят многие виды водорослей, кормят ими скот и удобряют землю. 664. Грибы старше, чем динозавры. Самый старый ископаемый гриб, когда-либо найденный археологами, рос на Земле примерно 400 миллионов лет назад.
665. Одним из самых зубастых существ в нашей природе является улитка. В среднем у каждой улитки насчитывается 25 тысяч зубов. 666. В 1994 году заключенный Роберт Шепард совершил побег из тюрьмы в Западной Вирджинии. Веревку, которая понадобилась, чтобы преодолеть 5,5-метровую стену, он сплел из зубной нити. 667. Организаторы фестиваля Burning Man выставили на аукцион арт-коллекцию ради сбора денег на следующие фестивали. Фестиваль проходил с 1986 года, в 2020 году его отменили впервые. Из-за этого у организаторов заканчиваются средства. На торги выставили почти 200 предметов искусства. Главный лот – так называемый автомобиль-ракета. 668. Рисовые террасы Кордильера на Филиппинах внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они были созданы более 2000 лет назад и сохранились до наших дней благодаря прочности горных пород, из которых построены. 669. Самые дорогие шерстяные изделия – носки, произведенные из шерсти викуньи, парнокопытного животного, обитающего в Андах. Одна пара стоит от 1000 до 1200 долларов. 670. Дыхательная система человека забирает из воздуха кислород, а вот азот, инертный газ, никак с ней не взаимодействует. Если заменить его на какой-нибудь другой безопасный инертный газ в той же пропорции, мы будем продолжать дышать и даже не заметим разницы. 671. Самое быстрое морское течение в мире находится возле норвежских берегов. Скорость течения Солфьорд достигает 30 км в час. 672. Споры гриба кардицепса проникают в тела насекомых и берут их под свой контроль, заставляя отправиться туда, где условия для произрастания грибов будут оптимальны. Впоследствии тело зомбированного насекомого служит пищей. 673. Розничные продажи потребительских товаров с содержанием шерсти составляют 80 миллиардов американских долларов в год. 674. Саркофаг, в котором нашли тело фараона Тутанхамона, был изготовлен из 110 килограммов чистого золота. 675. У муравьев два желудка. Один из них муравей использует для того, чтобы питаться самому. Второй, чтобы кормить других муравьев. 676. В Древней Греции существовала денежная единица под названием абол, одновременно являвшаяся мерой веса, равной примерно 0,7 грамма. В Афинах и других полисах аболы представляли собой серебряные монеты. Однако в Спарте использовали аболы в форме громоздких и непрактичных железных прутьев. Они были настолько тяжелее монет, насколько железо было дешевле серебра. Это было сделано для того, чтобы спартанцы меньше стремились к богатству, а также меньше воровали и давали взятки. 677. Знаменитый Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода» на самом деле редко прибегал к силе. Он пользовался своей внушающей страх репутацией, и торговцы, завидев его флаг, обычно сдавались сами. Сохранилось множество свидетельств того, что Черная борода держал слово и действительно всегда щадил тех, кто ему сдавался без боя. Все записи указывают на то, что агрессивные действия в отношении пленных на его кораблях были под строжайшим запретом. 678. Вершина потухшего эквадорского вулкана Чимбораса – самая удаленная от центра Земли точка ее поверхности. 679. В самом центре Сахары археологи обнаружили древние наскальные рисунки, свидетельствующие о том,
что первобытные люди когда-то жили в этих краях. Одной из главных африканских природных достопримечательностей является водопад Виктория. Он единственный в мире, имеющий ширину более 1 километра при высоте падения воды более 100 метров. 680. Самый южный вулкан на Земле, Эребус, расположен в Антарктиде, и он постоянно извергается. 681. Всего в мире произрастает около 2 миллионов различных видов грибов. При этом около 95% из них до сих пор не изучено, а съедобных видов всего несколько тысяч. 682. Углубление между носом и верхней губой называется губной желобок. Он является маленьким напоминанием о времени, проведенном в утробе матери. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития его эмбриона на 2-3 месяце беременности. 683. После победы над персами Александр Македонский начал одеваться как персидский царь и завел 2 жен персиянок. Причина этих перемен проста: он считал, что покоренные им народы будут чувствовать себя более комфортно, если их новый правитель будет придерживаться их обычаев. 684. Бразильцы, страстные фанаты футбола, этим видом спорта интересуется почти 75% населения страны. Бразильская сборная принимала участие во всех мундиалях и 5 раз завоевывала титул лучшей футбольной сборной мира. 685. На самом деле пираты обычно не использовали знаменитого благодаря фильмам и книгам Веселого Роджера черный флаг с костями и черепом. Они не поднимали флага вовсе или поднимали просто черное полотнище. Черный флаг тогда поднимали зараженные суда, и к ним никто не рисковал приближаться. А для военной хитрости нередко использовали флаги разных стран. 686. В 1912 году соревнования по греко-римской борьбе в Стокгольме между Альфредом Асикейнином и Мартином Клейном продлилось больше 11 часов. Клейн в конечном счете победил, но он был слишком уставшим, чтобы продолжить выступление, и согласился на серебро. 687. В результате извержения вулкана Уайна-Путина в Южной Америке в 1600 году в России погибло около 3 миллионов человек, так как вулканический пепел, заслонивший солнечный свет, стал причиной холодного и неурожайного лета. 688. Когда-то Зимбабве была самой богатой и развитой африканской колонией. Но после обретения независимости эта страна быстро стала одной из беднейших. В историю навсегда вошла рекордная зимбабвийская инфляция, измерявшаяся сотнями миллионов процентов в год. 689. Всего один пассажирский самолет во время 9-часового перелета тратит 50-75 тонн кислорода. За такой же период времени приблизительно столько же кислорода получается в процессе фотосинтеза на 25 тысячах, 50 тысячах гектарах леса. 690. В 1985 году перуанские пограничники задержали партию меда из Эквадора, обнаружив в нем высокое содержание запрещенного вещества. Оказалось, эквадорские дельцы специально ставили ульи рядом с определенными полями, чтобы таким образом перевести запрещенное вещество через границу. 691. Изобретателю глутамата натрия, известного на весь мир усилителя вкуса, помогли водоросли. Он сделал свое открытие, исследовав вещество в составе водорослей комбу, которое делало пищу более вкусной. 692. Настоящих листьев у папоротников еще нет. Но в этом направлении они сделали первые шаги. То, что у папоротника напоминает лист, вовсе не лист, а по своей природе целая система ветвей, да еще расположенных в одной плоскости.
Это и называется так плосковетка или вая или другое название – предпобег. А еще у папоротников нет семян. 693. В океанических водах возле Австралии обитают кубомедузы, ежегодно уносящие жизни большего количества людей, чем акулы, крокодилы и другие хищники вместе взятые. Чтобы уберечь купальщиков от этой опасности, вдоль побережья Квинсленда натягивают специальные сети. 694. В большинстве африканских стран проживают представители десятков разных национальностей одновременно, и все они пользуются своими языками. На официальных языках, которыми часто считаются французский и английский, на деле мало кто говорит. 695. Самая прозрачная в мире вода, расположенная возле Антарктиды море Уэддала. Большую часть года море покрыто льдом, среднемесячные температуры зимой у побережья опускаются ниже минус 30 градусов Цельсия. 696. Соломенные шляпы Панамы для защиты от солнца были придуманы в Эквадоре. Их плели из волокна пальмы такилья из семейства циклантовых, испанское название такила, латинское карлудовика палмата, местное хиппи-хаппи. 697. Во время интенсивных физических нагрузок человек за минуту потребляет до 2500 мл кислорода, хотя в расслабленном состоянии его потребление в 8-10 раз ниже. 698. Инженер-программист из Японии Кен Кавамото в конце 2016 года представил миру гаджет, или лучше сказать предмет интерьера, который визуализирует погоду за окном в режиме реального времени. Когда на улице дождь, будет литься вода, когда солнечно, просто будет яркий свет. Когда за окном гроза, лампа будет мигать фиолетовым светом, а в мороз вода в лампе замерзнет. 699. С мая 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил жителям страны носить обтягивающие джинсы скинни и футболки с надписями и слоганами, а также делать стрижку малет и пирсинг. История преподает нам важный урок о том, что страна может стать уязвимой и в итоге рухнуть, как отсыревшая стена, вне зависимости от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни, говорится в тексте, опубликованном государственной газетой Родонг Синмун. Нарушителей введенного запрета будут штрафовать, а тех, кто нарушил запрет неоднократно, могут отправить в трудовые лагеря на перевоспитание. 700. Именно австралийцы придумали называть фотографирование самого себя словом «селфи», это произошло в 2013 году. 701. Лидером по производству шерсти считается Китай, он производит 400 тысяч тонн сырья в год. Второе место принадлежит Австралии, более 360 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров Новая Зеландия с показателем около 165 тысяч тонн. 702. В Эквадоре функционирует одна из опаснейших на планете железнодорожных веток, которая называется «Носом дьявола». Поезда движутся по узким путям, проложенным между отвесными скалами и обрывом. 703. Водоросли не имеют ни тканей, ни органов, ни защищающих их покровов. 704. Исчезновение рейса MH370 остается пока самой большой тайной 21 века. Самолет вылетел из столицы Малайзии и должен был приземлиться в Китае 8 марта 2014 года. На сегодняшний день существует немало версий, объясняющих исчезновение самолета, однако все они не подтверждаются фактами и не поддаются логике. 705. Курица издавна считается лучшим выбором для здорового семейного питания. Но птицы, выращенные сегодня, больше не заслуживают этой репутации.
В настоящее время в курице содержится на 266% больше жира, чем 40 лет назад. В 70-х годах из курицы, извлеченной из духовки, можно было собрать только ложку жира, а сегодня она будет в нем плавать. 706. Лобстер – редкое удовольствие в наших домах, потому что это очень дорого. А когда-то омары служили едой для заключенных или рабов и считались пищей для бедных. 707. Кислород отвечает за почти 2/3 веса большинства живых организмов, главным образом потому, что живые существа состоят из большого количества воды, а 88,9% веса воды составляет именно кислород. 708. Расположенный на Гавайях вулкан Килауэ продолжает непрерывно извергаться. С 1912 года за активностью вулкана наблюдают ученые из Гавайской вулканической обсерватории. 709. На кажущейся столь безжизненной территории Сахары произрастает около 500 различных видов растений. 710. В эпоху великих географических открытий грабежи судов других стран, особенно отдаленных, пиратством не считались. К примеру, знаменитый первооткрыватель Васко да Гама в ходе своих экспедиций без стеснения грабил арабские и индийские суда и поселения, порой проявляя при этом чудовищную жестокость. 711. Экологи утверждают, что воздух, которым дышат жители австралийского острова Тасмания, чистейший на Земле. 712. Ежегодно в американском городе Гилрой, штат Калифорния, проходит фестиваль чеснока. Праздник, посвященный чесноку, был впервые проведен в 1979 году в благотворительных целях, а позже стал одним из самых известных гастрономических фестивалей США. Проводится фестиваль традиционно в конце июля. Во время чесночного фестиваля участники и гости могут отведать огромное количество блюд с чесноком, которые готовятся в многочисленных палатках прямо на свежем воздухе. Самое необычное из них – чесночное мороженое. 713. Мед – сильный природный консервант. Именно в него погрузили тело умершего в походе Александра Македонского, чтобы доставить его обратно в Грецию и не дать ему разложиться по пути. А в древности медом часто обмазывали мясо и рыбу, чтобы они долго не портились. 714. История макаронных изделий восходит к древним этрусским цивилизациям между III и VIII веками до нашей эры. Этруски производили макароны путем измельчения нескольких злаков и зерен, а затем смешивали их с водой. 715. Дэн Купер – псевдоним американского преступника, который 24 ноября 1971 года захватил самолет авиакомпании Northwest Orient Airlines, следовавший из Портленда в Сиэтл. Получив выкуп в $200 000, угонщик выпустил пассажиров, заставил пилотов взлететь и выпрыгнул с парашютом примерно в 50 километрах на северо-восток от Портленда. Из-за журналистской ошибки угонщик стал известен как Д.Б. Купер, поскольку на первых этапах расследования портлендская полиция проверяла на причастность к преступлению жителя Орегона с таким именем. Несмотря на продолжительное расследование, ФБР не удалось ни установить личность угонщика, ни выяснить его дальнейшую судьбу. И в июле 2016 года расследование было официально остановлено. Случай с Дэном Купером остается единственным, нераскрытым, угоном самолета в истории коммерческой авиации. 716. Саннакчи или саннакчи хве, разновидность хве, блюдо корейской кухни. Представляет собой приправленного кунжутным маслом и посыпанного кунжутом, так сказать, живого осьминога. Осьминога режут на мелкие кусочки и немедленно подают, так что кусочки еще шевелятся. Иногда осьминог сервируется целиком.
Санакчи подают в ресторанах, специализирующихся на хве, а также в барах как закуску к соджу. Из-за того, что мускулы осьминога еще сокращаются при поедании, при употреблении санакчи нужно соблюдать осторожность. 717. Эксперимент Вселенная, 25 – это научное исследование, во время которого для популяции мышей были созданы максимально комфортные условия жизни. У грызунов было обилие корма и воды, им не угрожали хищники, а также было достаточно места для размножения. При изобилии мира и средств к существованию мышей интересовали только еда, сон и уход за собой. В итоге грызуны, сломленные психологически, не были заинтересованы в борьбе за территорию, ухаживании за самками и защите потомства. Подобное поведение мышей экспериментатор назвал первой смертью или смертью духа. По мнению Колхуна, автора эксперимента, такая смерть в конечном счете приводит к буквальной кончине грызунов. То есть все особи обречены на неминуемую гибель, в каких бы комфортных условиях они ни находились. 718. Первые весы появились более 6000 лет назад. Местом возникновения этого древнейшего изобретения человека были такие государства, как Древний Вавилон и Египет. Этот предмет был настолько почитаем и необходим, что его изображения сохранились на пирамидах в Гизе. За 2000 лет до нашей эры весы стали общепринятым средством измерения. Они выглядели как равноплечная коромысла с чашами, висящими по краям. Именно такие весы держит в своей руке богиня правосудия Фемида. В IV веке до нашей эры Аристотель открыл теорию весов, правила моментов сил. 719. Сухофрукты вредят зубам больше, чем конфеты, так как кислота, а не сахар, является основной причиной разрушения зубов. 720. Первый свадебный торт на самом деле был не сладким. Свадебные торты были особой частью греческой и римской цивилизаций. Жених скреплял свой брак, разбивая подарочный свадебный пирог, сделанный из ячменя, на голове невесты. Этот странный ритуал символизировал удачу, плодородие и то, что девушка теперь станет женой. 721. В ноябре 1930 года охотник Джо Лабель оказался неподалеку от поселения эскимосов, живших на берегу озера. Устав от долгого пути, он решил найти себе ночлег. Некогда процветающее поселение, мимо которого часто проходил охотник, оказалось совершенно пустым. Создавалось такое впечатление, будто все жители в спешке бросили свои жилища и ушли в неизвестном направлении. В одном доме на печке готовилась пища, а в другом на полу лежали недошитые вещи, из которых торчала иголка. Люди просто куда-то исчезли самым загадочным образом. 722. Ежегодно 4 июля в городе Уатман, штат Аризона, проводится конкурс пожарки яиц на тротуаре. Жители Уатмана соревнуются между собой, кто сможет приготовить самое съедобное яйцо. Участники могут использовать любые необходимые солнечные средства, включая лупы или зеркала, но огонь или электричество не допускаются. 723. Кетчуп когда-то использовался как лекарство. В 1834 году доктор Джон Кук Беннет добавил помидоры в кетчуп, который до этого был смесью рыбы с грибами. Добавление томатов означало, что в соусе теперь множество витаминов и антиоксидантов. 724. Остров мертвых кукол находится среди обширной сети каналов к югу от Мехико, рядом с Сочемилько. Это одна из самых жутких туристических достопримечательностей Мексики. Здесь, среди сухих веток и мертвых деревьев, висят сотни старых изуродованных кукол. История гласит, что полвека назад у маленького острова в глубине канала в Сочемилько не справилась с плаванием маленькая девочка. Единственным жителем острова в то время был отшельник по имени Дон Хулиан Сантана Баррера.
Он вместо семьи предпочел одиночную жизнь на удаленном острове. Вскоре после трагического случая с девочкой Баррера начал вылавливать из канала старых кукол. Будучи уверенным, что это знаки злого духа, Дон Хулиан Сантана начал развешивать их на деревьях, чтобы защитить себя от зла и успокоить призрак. Позже Дон Хулиан превратил весь остров мертвых кукол в подобие храма. 725. Самая широкая улица мира, Авенида Нуэве де Хулио, она же Авенида 9 де Хулио, расположенная в аргентинской столице Буэнос-Айрес. Она получила свое название в честь Дня независимости Аргентины, 9 июля 1816 года. Проспект шириной 110 метров имеет 14 полос для движения автомобиля, по 7 в два направления, рай для автомобилиста. Пешеходу уже не так повезло, чтобы перейти с одной стороны улицы на другую, потребуется пройти 3 светофора и потратить около 5 минут. Эта огромная улица тянется через весь город, соединяя 2 аэропорта. Когда проспект закрывают на карнавал, здесь полное раздолье и огромное количество людей наслаждается праздником. Строительство этой улицы длилось практически 100 лет, с 1880 года. Открытие состоялось в 1980 году. 726. Крендельки в 17 веке стали символом вечной любви. Согласно преданиям, в 1614 году швейцарская королевская пара использовала крендель на своей свадьбе, чтобы запечатать узы брака. Некоторые историки полагают, что именно отсюда произошло традиционное связывание узла. 727. Индейцы племени Уру или Урос – коренное население района озера Титикака. Озеро Титикака расположено на южноамериканском континенте в высокогорье Альп. Всего в озере насчитывается 41 остров, среди них есть и крупные, такие как Амантани, Такиле, Исла-дель-Соль и Сурики. Наименьшая глубина озера в заливе Пуно. Здесь до дна всего метр или 2. В этом же месте самая теплая вода. И именно в этих краях живут индейцы племени Уру прямо на воде, вернее на плавучих островах, которые построены из тростника таторы. Для индейцев урос – это незаменимое растение, без которого они просто не мыслят своего существования. Мало того, что они употребляют его в пищу, а из соцветий тростника заваривают чай, так они еще и используют его в качестве матрасов для кроватей, строят из него дома и искусственные, плавучие острова, на которых их дома и располагаются. 728. Мясо лосося, которого вырастили на рыбной ферме, отличается от мяса дикого лосося. Оно белого цвета, а не розового. Мясо дикого лосося розовое из-за того, что он питается креветками. Поэтому большинство рыбоводов, чтобы добиться розового цвета, добавляют в пищу лососям пигментирующие соединения. 729. Самая высокая статуя Иисуса расположена в Польше, вблизи города Свибодзин. Называется она статуя Христа Царя. Открытие состоялось в 2010 году, хотя инициировано строительство было еще в 2001. Статуя Христа Царя имеет высоту без пьедестала 33 метра, это очень символичная цифра, соответствующая возрасту Христа на момент распятия. Если считать с пьедесталом, то общая высота составляет 52 метра. Скульптура Христа раскинула руки в стороны, за счет этого она напоминает крест, символ христианства. Статуя Христа Царя сделана из монолитного железобетона, внутри она полая. Общая масса скульптуры составляет 440 тонн. На голове у Христа позолоченная корона высотой 3 метра и диаметром 3,5 метра. Также на короне расположены точки доступа Wi-Fi. Голова Иисуса весит 15 тонн и имеет высоту 4,5 метра. Выставлялась статуя по частям, сначала корпус, затем плечевой пояс, а в конце голова и корона. 730. Идея, что завтрак – самый важный прием пищи, совсем юная.
До конца XIX века завтраку не придавали особого значения. Изменения в сознании людей были сделаны небольшой группой религиозных фанатиков и лоббистов зерновых и беконных компаний в 1944 году, которые пытались продать больше своих продуктов. 731. Самая длинная горная система в мире называется Кордильеры. Она не только самая длинная, но и одна из самых высоких в мире, расположена в Северной и Южной Америке. Кордильеры находятся на территории 10 стран – Канады, США, Мексики, Гватемалы, Чили, Аргентины, Перу, Колумбии, Эквадора и Боливии. Общая длина горной системы составляет более 18 тысяч километров. Кордильеры лежат почти во всех географических поясах Америки, за исключением только субарктического и арктического. 732. Сентинельцы – один из андаманских коренных народов, проживающих на Андаманских островах Бенгальского залива. Населяют остров Северный Сентинел, находящийся к западу от южной оконечности Большого Андамана. Известны своим энергичным сопротивлением любым попыткам контакта со стороны людей извне. Считается, что около 60 тысяч лет сентинельцы прожили практически в полной изоляции. Неизвестно, умеют ли они добывать огонь, но огнем они пользуются. У них существует замысловатая процедура хранения тлеющих головешек и горящих углей в глиняных сосудах. При любой попытке приблизиться к острову они начинают стрелять из лука. Провизию и предметы быта, отправленные к ним на лодке, принимают частично. Из того, что известно, кокосы съели, свинью убили и закопали, красные ведра оставили, а зеленые выбросили. 733. В камбоджийской столице Пномпене работает необычное кафе со змеями, игуанами и даже скорпионами, и оно уже наступает на пятки популярным кошачьим кафе. Посетители могут заказать любимый напиток и выбрать себе в компанию одно из находящихся в террариумах созданий. Владелец заведения Чирати говорит, что его необычный бизнес призван изменить предвзятое отношение к рептилиям. 734. Дельфийский оракул – оракул при храме Аполлона в Дельфах, находящийся у подножия горы Парнас в Факиде. Согласно древнегреческой мифологии, построен Аполлоном на месте его победы над чудовищным змеем Пифоном. Номинально главным лицом являлась жрица Пифия, но фактически все предсказания исходили от жрецов храма. В древности оракул имел ошеломительную известность и часто оказывал влияние на ход истории. Много знаменитых исторических фигур обращались к нему за предсказаниями относительно того или иного вопроса. К ответам оракула относились со всей серьезностью, поскольку считали их решениями свыше. 735. Королевская дыня юбари является самым дорогим фруктом во всем мире. Стоимость одной дыни превышает $20 тысяч, и с каждым годом цена продолжает расти. 736. Над дверью в академию, в которой Платон обучал своих последователей, находилась следующая надпись: «Пусть не входит сюда тот, кто не знает геометрии». Более 5 тысячелетий назад древние египтяне использовали геометрические знания при постройке пирамид, а также в ходе разметки земельных участков на побережьях Нила. Посредством геометрических формул и не исключая того, что наша планета является сферой, древнегреческий ученый Эратосфен вычислил длину ее окружности. Интересен факт, что современные измерения показали, что грек выполнил все расчеты правильно, допустив лишь небольшую погрешность. 737. К северу от города Хомстед, что в штате Флорида, США, располагается уникальное сооружение, которое по праву можно назвать восьмым чудом света. Это коралловый замок, построенный загадочным человеком по имени Эдвард Литскалнин. Коралловый замок представляет собой целый комплекс многочисленных мегалитов, вес которых достигает 30 тонн.
И все бы ничего, если бы не тайна человека, который построил все это в одиночку. Его рост был немногим более 1,5 метров. Ученые всего мира до сих пор не понимают, каким образом ему удалось возвести комплекс общим весом более 1000 тонн. В связи с этим возникло множество самых фантастических версий и предположений. 738. На полках китайских супермаркетов появилась новинка – груши в форме Будды. Фермер Хао Ксинизанг придумал новый способ выращивания необычных груш. Для того, чтобы груша приняла лик Будды, ее на стадии роста помещают в пластиковую форму и оставляют зреть дальше. Фермер утверждает, что местные жители из его родной деревни Хэкси, расположенной в Северном Китае, мгновенно раскупают его чудо-груши. Большинство из них уверены, что эти фрукты приносят удачу. 739. Наполеон Бонапарт был талантливым математиком, который за годы своей жизни написал немало научных трудов. Любопытно, что его именем названа одна из геометрических задач. 740. Нил – единственная река Северной Африки, которая протекает через Сахару и доносит свои воды до Средиземного моря, являясь источником жизни в безводной пустыне. Сотрудники здравоохранения советуют воздержаться от купания в Ниле. Дело в том, что во многих государствах, по которым течет река, в Нил сбрасывают самые различные отходы. Любопытно, что в долине Нила находятся все египетские города, где проживает почти все население страны. 741. Летучие драконы – род ящериц из семейства агамовых, обитающий в Юго-Восточной Азии. В литературе также встречаются другие русские названия этого рода – драконы, летающие драконы. От других ящериц отличаются широкими кожными складками по бокам, благодаря которым они могут планировать на расстояние свыше 20 метров, поскольку сухих сезонов в этих краях не бывает. Места обитания летучих драконов можно, без преувеличения, назвать «зеленым морем». Сигнальный код, с помощью которого общаются летучие драконы, по сей день остается загадкой для ученых. 742. Мед – один из продуктов питания, который можно хранить дольше всего. По данным Центра меда и опыления, Калифорнийский университет, в среде с низким содержанием влаги и высоким содержанием кислоты бактерии погибают практически сразу. Вот почему археологи находят горшки с медом тысячелетней давности, но все еще хорошо сохранившимся продуктом. Однако мед – это не единственная пища, срок которой длится тысячелетиями. Соль, сахар и сырой рис также имеют тысячелетние сроки годности. 743. Кахокия или Каокия является одним из загадочных мест на планете, где некогда проживали древние индейцы. Специалисты делают заключение, что 1500 лет назад на этом месте был процветающий город с населением порядка 40 тысяч человек. Археологи обнаружили тут немало террас, высоких курганов, а также солнечный календарь. Ученые до сих пор не могут объяснить причину, по которой жители покинули этот город и куда они переселились потом. 744. Филумения – коллекционирование спичечных этикеток, коробков, буклетов, спичек-книжечек, самих спичек и других предметов, связанных со спичками. Коллекционеров спичечных этикеток называют филуменистами. 745. В Индии в XVI веке во время военных сражений лошадям приделывали искусственные хоботы и уши, как у слонов. Боевые слоны противника, сталкиваясь с такими лошадьми, принимали их за слонят и отказывались атаковать. 746. Готардский базисный тоннель – самый длинный тоннель в мире протяженностью 57 километров. Он обеспечил железнодорожное сообщение через Альпы и перевел грузовые перевозки с автомобильных на более экологичные железнодорожные. 747.
На северо-западном побережье Тихого океана существовала порода шерстистых собак. Местные жители держали их на небольших изолированных островах, чтобы те не скрещивались с охотничьими псами. Шерстистых собак кормили морепродуктами и тщательно ухаживали за их шерстью, из которой производили пряжу для пошива одеял. 748. Виадук Мийо, потрясающее чудо инженерной и конструкторской мысли, находится во Франции. Это самый высокий автомобильный мост в мире. Он построен по вантовой системе, то есть мост фактически висит в воздухе, но поддерживается особой конструкцией из жестких опор и гибких стальных тросов. 749. Буканиры или буконьеры – это охотники на диких коров и свиней. Очень часто их путают с браконьерами. Все из-за того, что англичане всех флибустьеров называли буканирами. Они захватили Ямайку еще до того, как появилось это слово, мало понимали его смысл, да и выговаривали с трудом. 750. Британец Эд Стаффорд, бывший капитан королевских войск, стал первым в мире человеком, который прошел пешком вдоль всей Амазонки. Протяженность этой самой полноводной в мире реки составляет почти 7000 километров. Сквозь ее прибрежные джунгли капитан Стаффорд шел 859 дней. 751. Инжиру требуется особый процесс опыления, и осы бластофаги играют в этом важную роль. Плод инжира действует как матка, куда беременные осы несут пыльцу. В плод они попадают через крошечное отверстие в нижней части фрукта, там они и размножаются. 752. На Марсе очень часто бушуют самые свирепые и мощные пыльные бураны, известные человечеству. Скорость ветра порой достигает более 200 км в час, продолжаются бури несколько недель и могут охватить всю планету. Чаще всего бури возникают тогда, когда Марс приближается к Солнцу. Из всех космических аппаратов, запущенных на Марс, лишь 1/3 смогла успешно выполнить свое задание, остальные бесследно исчезали. Ученые высказали предположение, что на планете, возможно, находится марсианский Бермудский треугольник, который и поглощает космические спутники. 753. У кукурузных початков, как правило, четное число рядов, обычно 16. 754. Среди всех представителей семейства кошачьих самый высокий рост принадлежит львам. У взрослого льва имеется 30 зубов. Однако пищу он ими не жует, а просто отрывает кусками и так проглатывает. Ночью зрение у этих хищников в 6 раз лучше, чем у человека. А если лев случайно встречается с гепардом, он всегда нападает на него. Бегство является единственным средством спасения для гепарда, ведь противостоять львам в силе он никак не может. 755. Дага – кинжал для левой руки при фехтовании шпагой, получивший широкое распространение в Европе в XV-XVII веках. Во Франции назывались менгош, также назывался стиль сражения с оружием в обеих руках. До 1400 года даги были в большей степени оружием простолюдинов. Но уже в XV веке их стали использовать рыцари, в частности, в битве при Азенкуре в 1415 году. Клинки толедских мастеров и широкое распространение дуэлей привело к появлению стиля эспада и дага, когда шпага в правой руке использовалась для атаки, а дага в левой руке для отражения ударов противника. В связи с этим важнейшей частью даги является гарда, на которую приходятся основные удары клинка противника. Кроме оружия ближнего боя, дага применялась как кинжал для удара милосердия, последнего гуманного и максимально безболезненного удара противнику. 756. Наванлуфсангейн Ганенпил, последняя официальная королева-консорт Монголии, супруга Богда Гегена VIII. В 1924 году она пробыла в этом статусе менее года.
Гененпил стала прообразом Падмы Амидалы из «Звездных войн». 757. Выдры живут одной парой всю жизнь. Когда их дети вырастают, взрослые выдры не выгоняют их из дома, а лишь ждут, пока те уйдут сами. Однако если детям взрослая и семейная жизнь не по вкусу, родители всегда принимают их обратно в свой дом. 758. Жемчужина Пуэрто-Принцесса – самая большая известная жемчужина естественного происхождения в мире. Была найдена местным рыбаком в Филиппинском море. Ее длина составляет 67 сантиметров, ширина 30 сантиметров и вес 34 килограмма. Он 10 лет хранил ее под кроватью в качестве талисмана, пока в его доме не произошел пожар. Подыскивая новое жилье, рыбак показал свое сокровище сотруднику туристического ведомства Филиппин. Теперь она находится в городском сити-холле города Пуэрто-Принцесса, в честь которого она и получила свое название. Примерная стоимость жемчужины – $100 миллионов. Второй известной жемчужиной в мире является жемчужина Лао Цзы, жемчужина Аллаха, весом 6,37 килограмма. 759. В Финляндии построили дома, в которых не надо платить за все виды энергии, они сами вырабатывают энергию и обеспечивают себя. 2 таких экспериментальных дома построили в 2011 году. Активный дом полностью обеспечивает себя энергией благодаря солнцу, ветру и теплу Земли, а также удачным техническим решениям. Стены дома надежно утеплены, а вентиляционная система повторно использует 80% тепла. Солнечные батареи дают электричество, а солнечные коллекторы нагревают воду. Электричество вырабатывает даже система торможения лифтов. Летом активный дом вырабатывает больше энергии, чем потребляет. Излишки электричества отдаются городским сетям. За счет них зимой покрывается дефицит электроэнергии. 760. Суплисиаканум было ежегодным религиозным ритуалом Древнего Рима. Собак ругали, а гуси, сидя на золотых подушечках, наблюдали за этим. Обряд символизировал наказание сторожевых собак, которые не залаяли, когда галлы в 390 году среди ночи напали на Рим. Гуси же, наоборот, подняли шум и разбудили жителей города. 761. В 1939 году Джордж Бернард Данциг, докторант в Калифорнийском университете Беркли, опоздал на лекцию по статистике и увидел на доске 2 задачи. Они были примерами нерешенных проблем статистики, а он счел их домашним заданием, записал и решил. Уравнения, с которыми справился Данциг, скорее не нерешаемые задачи, а недоказанные статистические теоремы, для которых он нашел доказательства. 6 недель спустя преподаватель Данцига сообщил, что подготовил одно из 2 его доказательств к публикации, а Данциг через несколько лет удостоился роли соавтора, когда другой математик независимо от него нашел то же самое решение для второй задачи. 762. Драконово дерево или драцена – реликтовое вечнозеленое тропическое растение. По свидетельствам некоторых ученых, оно способно жить до 6000 лет и более. Самому старшему из обнаруженных экземпляров около 3000 лет. Произрастает в тропиках и субтропиках Африки. С древних времен используется как источник драконовой крови, смол, используемых в народных ремеслах, художественных промыслах, в мебельной промышленности, как красители, полироли, лаки и их компоненты, в народной медицине и в качестве благовоний. 763. Муравей рождается с набором программ на тот или иной запах. Например, если что-то пахнет алииновой кислотой, значит это труп другого муравья, и надо вынести его из муравейника на ближайшее, так сказать, кладбище. Ради эксперимента ученые обмазали еще живых особей алииновой кислотой. Они вернулись в гнездо, тут же их поймали рабочие и вынесли на кладбище.
Они снова попробовали вернуться в гнездо. Рабочие вынесли их снова. Так сказать, зомби возвращались в гнездо и были похороненными заново примерно раз 20, пока запах не выветрился. 764. Акутак – блюдо эскимосов Аляски и Северной Канады. Также известно как эскимосское мороженое. Сами аборигены Аляски произносят название блюда как агудак, что с юпикского языка переводится как нечто жирное и перемешанное. Традиционно блюдо делается на основе жира северного оленя, лося, моржа или тюленя с добавлением различных ингредиентов, в зависимости от вида блюда, с ягодами, клюквой, морожкой, водяникой, черникой, малиной, травами и кореньями, собранными из нор мышей полевок и другими подходящими продуктами. В качестве подсластителя, как правило, используется сахар. Также иногда добавляется мясо лосося или оленя. 765. В Австралии впервые за 3000 лет родились тасманские дьяволы. Эти безжалостные хищники – настоящий символ материка. 7 новорожденных детенышей вселяют надежду, что у исчезающих видов животных может появиться новая популяция, говорят ученые. Крупнейшее в мире выжившее сумчатое хищное животное было уничтожено на материковой части Австралии динго, разновидностью дикой собаки. После этого их основная часть жила на острове Тасмания, однако животных сразила болезнь – лицевая опухоль, из-за которой этот вид оказался на грани вымирания. 766. Стид Боннет, английский пират, называемый иногда джентльмен пиратов, в основном из-за его дворянского происхождения. Он получил хорошее образование. До того, как занялся разбоем, служил майором в колониальной милиции на острове Барбадос. Причины, вынудившие его заняться пиратством, не вполне ясны. Довольно популярными в XVIII веке были сплетни о легком помешательстве в результате неудачной женитьбы на Мэри Ламби, что якобы побудило бывшего офицера податься в пираты. Другой версией был скандальный характер его жены, которого он не выдержал и решил заняться пиратством. Боннет был единственным пиратом, платившим матросам жалования. 767. По версии Forbes, в мире появился новый самый богатый человек. Им стал французский бизнесмен, глава и основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно, чье состояние оценивается в 233 миллиарда долларов. Эта сумма больше текущей стоимости активов Илона Маска, находящегося на втором месте. 768. В 1860-х и 70-х в Париже насчитывалось около 1200 общественных туалетов. Все они были настоящими произведениями искусства. К сожалению, до нашего времени сохранился только один из них. 769. Некоторые тропические бабочки – кровососы. Их грубый хоботок способен прокалывать кожу млекопитающих. Предполагают, что вначале бабочки прокалывали кожицу фруктов, чтобы напиться сока, а потом приноровились пить кровь. В тропиках встречаются бабочки, которые питаются слезными выделениями животных, в основном копытных, например, буйволов. Эти бабочки запускают свои длинные хоботки внутрь слезных протоков и высасывают слезные выделения. Это, пожалуй, единственный случай, когда бабочки являются переносчиками заболеваний, в данном случае глазных. 770. В музее Гугенхайма в Нью-Йорке был выставлен необычный экспонат – золотой унитаз Маурицио Каттилана. Он был размещен в туалете для посетителей, и все желающие могли пользоваться им по прямому назначению. 771. Волк – единственный из зверей, который может пойти в бой на более сильного противника. Если же он проигрывает схватку, то до последнего вздоха смотрит в глаза противника. 772. Акунасима – небольшой остров во внутреннем Японском море вблизи города Такихара, префектура Хиросима.
Сюда можно добраться на пароме от близлежащих поселков. Остров очень популярен среди туристов. Его неофициальное название – «Остров кроликов» из-за многочисленных диких кроликов, которые обитают на острове и совсем не боятся людей. 773. В Индии есть племя, которое научилось делать живые мосты из корней фикуса. Постоянно развивающиеся мосты Мегхалая состоят из запутанных толстых корней, которые обеспечивают устойчивость конструкции и делают ее достаточно крепкой, чтобы пропустить 50 или более человек за один раз. Их создают племена Хаси и Джайнтии, которые овладели искусством выращивания корневых мостов через возвышенные берега ручьев, протекающих через густые леса Мегхалаи. Идея их создания возникла около 2 столетий назад, когда ветераны клана Хаси, живущие в Мегалае, поместили корни каучукового дерева в полые тростники ореховой пальмы орека. 774. В среднем за сутки у человека выделяется от литра до 2,5 литров слюны. 775. Механический будильник построил американец Леви Хатчинс в 1787 году. Устройство звонило только в 4:00. Будильник, который можно настроить на любое нужное время, запатентовал в 1847 году француз Антуан Радье. 776. Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, опровергли в ходе экспериментов. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают от 2 до 5 тысяч шагов, пройденных за день в зависимости от темпа ходьбы. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия. 777. Алерт – самое северное поселение в мире. В 2005 году в Алерте постоянно проживало 5 человек, не считая военных, около 70 человек, служащих на канадской военной базе и сотрудников метеорологической станции. По состоянию на 2011 год в Алерте не осталось постоянно проживающего населения. Тем не менее, всегда присутствует сменяющийся военный и научно-исследовательский персонал. 778. У осьминога 3 сердца, одно главное, гонит голубую кровь по всему телу, а 2 других, жаберных, проталкивают кровь через жабры. У осьминогов есть необычная способность, благодаря отсутствию скелета они могут менять форму. Например, некоторые осьминоги во время охоты распластываются на дне, маскируясь под камбалу. Также известна способность осьминогов проникать через удивительно маленькие отверстия. 779. За свою жизнь кит способен утилизировать около 30 тонн углекислого газа. 780. Айапанека – язык, находящийся на грани исчезновения. На протяжении многих веков в Мексике говорили на языке айапанека. Этот язык пережил вторжение испанцев, войны, революции, голод и стихийные бедствия. Но сейчас, как и многие другие аборигенные языки, он находится под угрозой исчезновения. Мало того, что осталось всего 2 носителей этого языка, так они еще и отказываются разговаривать друг с другом. 781. Художник из Италии Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру под названием «Я есть I am» за 15 тысяч евро. Скульптор заявил, что его произведение существует, хотя его и не видно, оно создано из энергии, силы и мыслей. Работа сможет поместиться только в частном доме, а для ее установки потребуется освободить пространство 1,5 на 1,5 метра. В качестве доказательства о приобретении скульптуры покупателю вручили сертификат, который дает право собственности. 782. Россия установила рекорд по количеству безаварийных космических пусков подряд. Отмечается, что прошлый рекорд России из 58 успешных пусков подряд был установлен в начале 90-х годов прошлого века.
С февраля 1992 года по февраль 1993. Начало череде нынешних успешных пусков было положено в 2018 году, после аварии при разделении ступеней ракеты «Союз-Ф». Тогда полет к Международной космической станции пришлось прервать, а космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейк вернулись на Землю. При этом абсолютный рекорд был установлен во времена СССР. Так, с января 1983 по ноябрь 1984 года страна выполнила 185 безаварийных пусков подряд. 783. Игуак или нигаугек – традиционные очки у арктических народов инуитов и юпиков, ранее известных как эскимосов, для предотвращения снежной слепоты. Очки традиционно изготавливаются из дерева, кости, бивня моржа, рога северного оленя и иногда прибрежной растительности. Заготовка вырезается по лицу будущего владельца, впереди проделываются узкие горизонтальные прорези. 784. Морские костистые рыбы испытывают жажду и пополняют свои запасы воды из съедаемых ими рыб. 785. На первых американских космических кораблях было очень мало места. К примеру, туда не помещались туалетные кабины. Поэтому во время полетов Джемини и Аполлонов мочу астронавтов собирали в пакетики с трубочкой, а потом выливали прямо в космос. Попадая туда, испражнения образовывали мерцающие облачка, которые астронавт Уолли Шир назвал созвездием Уринона. 786. Взрослая особь гренландского кита может потреблять ежедневно до 1,8 тонны пищи. 787. У бывшей медсестры из Великобритании Джой Милн есть необычная сверхспособность, она умеет выявлять болезнь Паркинсона по запаху. Для пациентов с этим заболеванием характерен специфический мускусный запах, заметить который могут лишь люди с очень острым обонянием. 788. Принглс – не чипсы, а вафли. Чипсами называется блюдо из тонко нарезанного и обжаренного картофеля. В последнее время распространилась тенденция называть чипсами и другие продукты, фрукты и овощи, нарезанные тонкими ломтиками и либо обжаренные, либо подсушенные. Однако продукт марки Pringles и некоторых других брендов делается из картофельных хлопьев, специально подготовленных и просушенных перед обжаркой, к тому же с добавлением пшеницы. Технически это не чипсы, а картофельные вафли. На американской версии упаковки, например, нигде не указано, что это чипсы. 789. «Парк юрского периода» – классический приключенческий фильм 1993 года для всей семьи. Но он не такой невинный, как кажется. Звуки, которые в ленте издают динозавры – это запись брачующихся черепах. Звукорежиссер Гэри Райтстром однажды пошутил, что если бы люди знали, откуда взялись звуки парка юрского периода, фильм бы запретили для детей. 790. Самыми точными в мире часами являются атомные. Их теоретическая погрешность не превышает 1 секунды за 6 миллионов лет. 791. Ананас Данмор считается самым странным и глупым с точки зрения архитектуры зданием в Шотландии. Родовой дом графов Данмор включает в себя большой загородный особняк Данмор-хаус и территорию, на которой расположены 2 больших сада, обнесенных стеной. В саду выращивали экзотические овощи и фрукты, а на первом этаже под куполом располагалась теплица. Этот купол, оформленный в виде ананаса, и стал самой большой архитектурной глупостью, много раз высмеянной журналистами различных изданий. 792. В ходе множества экспериментов выявлено, что синхронизация музыки с повторяющимися упражнениями улучшает физическую работоспособность, помогая людям тренироваться дольше и эффективнее.
В одном исследовании участники, ехавшие на велотренажере под музыку, потребляли на 7% меньше кислорода по сравнению с теми, кто занимался в тишине. Возможно, объяснение в том, что музыка задает ритм, под который тело распределяет энергию усилия на временные промежутки. 793. Слово, означающее яблоко, является одним из самых древних названий плодов во многих языках. Его часто использовали, чтобы давать названия другим плодам. Например, апельсин на нидерландском языке «эпелсиен» – китайское яблоко. Картофель на французском «pomme de terre» – земляное яблоко. Ананас на английском «pineapple» – еловое яблоко, помидор на итальянском «pomodoro» – золотое яблоко. 794. Кровь китов насыщена кислородом больше, чем у каких-либо других млекопитающих. За секунду киты вдыхают 2000 литров воздуха, причем делают они это не ртом, а дыхалом, расположенным в задней части головы. 795. В прошлом книги ставили на полку наоборот, корешком к стене и передним обрезом наружу. 796. В ответ на щекотку смеется не только человек, но и человекообразные обезьяны. Смех у них отличается от человеческого, но тем не менее он узнаваем. В конце 20 века появились данные, что и крысы при щекотке издают определенный ультразвуковой сигнал с частотой 50 кГц, который можно приравнять к смеху. 797. Японцы изобрели роботов, которые предупреждают человека о том, что от него плохо пахнет. Один в виде бульдога, который обнюхивает стопы и выдает одну из 4 возможных реакций в зависимости от интенсивности запаха. Если все хорошо, уткнется носом в ноги, а если совсем плохо, изобразит потерю сознания. Второй робот сделан в виде женской головы. Дыхните, и она честно скажет вам все как есть. 798. До того, как появились будильники, в Англии и Ирландии существовала профессия будильщиков, которые стучали по утрам в окна длинными палками, либо стреляли из трубочек сушеным горохом. 799. На самом старом винограднике Георгия Натинадзе на юге Грузии растут настоящие дикие виноградные лозы с 1600 года, многие из которых взбираются на деревья и пережили вторжение армий других стран. Этот виноградник покрывает приблизительно 4 квадратных километра, виноград с него собирают 2 месяца. 800. Биофизики из Австралии изучали структуру крылышек цикад вида Psaltode chloropenis под микроскопом и обнаружили интересную особенность. Оказывается, они могут уничтожать бактерии без каких-либо химических веществ. Крылышки этих достаточно крупных цикад снабжены особыми, так сказать, антибактериальными, наноколоннами, которые попросту разрывают мембраны клеток болезнетворных микроорганизмов, если те попадают на поверхность. В статье, появившейся в издании Biophysical Journal, исследователи утверждают, что это чуть ли не единственная природная поверхность, способная на подобное действие. 801. Самый старый человек на Земле сейчас – это жительница Англии Этель Кейтером, она попала в Книгу рекордов Гиннесса. 21 августа 2025 года ей исполнилось 116 лет. 802. Самым большим словарем в мире является Deutsches Wertbach, начатый Якобом и Вильгельмом Гриммами в 1854 году. Он был закончен в 1971 году. Словарь, объем которого составил 34 519 страниц, был издан в 33 томах. Самый большой словарь английского языка, 20-томный The Oxford English Dictionary. Издание 2005 года содержит около 301 100 статей, 350 миллионов печатных знаков. 803.
Все близкие люди Ивана Сергеевича Тургенева знали, что он жуткий чистюля и перфекционист. Он старался менять белье хотя бы 2 раза в день и регулярно протирал свое тело губкой, смоченной в одеколоне. Также он любил и тщательно следил за тем, чтобы все его вещи всегда были выстираны, выглажены и находились на своих местах. 804. Первые письменные тексты на китайском языке, надписи на гадательных костях, относятся ко времени правления династии Шан, XIV-XI века до нашей эры. С этого времени употребление китайских иероглифов распространилось и на соседние страны, включая Японию. Японский и китайский языки имеют около 3000 общих иероглифов. Как правило, смысл таких иероглифов одинаков для обоих языков или отличается незначительно. 805. В историческом центре Мехико высота новостроек ограничивается максимум 8 этажами. Фирма BNK Архитектура разработала план постройки землескреба непосредственно под центральной площадью города. Подземное здание будет уходить в глубину на 65 этажей, а его конструкция будет напоминать перевернутую пирамиду. Центр здания будет полым, чтобы обеспечить вентиляцию этажей и парков под поверхностью. Самая высокая часть будет покрыта слоем стекла, там, где раньше была площадь. Таким образом, землескреб сможет взаимодействовать с остальной частью города, находящейся на поверхности. 806. Иногда осьминоги бьют рыб. Исследователи не смогли определить причину, по которой это происходит, но обратили внимание, что чаще всего неожиданным ударом подвергаются те рыбы, которые охотятся вместе с осьминогами. Возможно, таким образом осьминог – существо с развитой нервной системой, способное к сложному взаимодействию с окружающим миром, просто вымещает злость за неудачную охоту. Рыбы после ударов на некоторое время теряют ориентацию в пространстве, но постепенно восстанавливаются. 807. Несмотря на многочисленные исследования и эксперименты, люди так и не нашли точного способа определять, говорит человек правду или лжет. Мета-исследование, изучавшее 206 исследований с участием 24 тысяч человек, выявило, что добровольцы смогли, обращая внимание на такие признаки, как отвод взгляда, изменение высоты тона, неуместный смех или суетливые движения, выявить ложь только в 54% случаев, чуть-чуть лучше, чем простое угадывание. Опытные полицейские распознавали вранье немного точнее, 64% лучше, чем угадывание, но не намного. 808. Психология заставляет нас удивляться весу стекла. Поскольку оно прозрачно и не похоже ни на что на Земле, мы воспринимаем его как нечто несуществующее. И нам кажется, что стекло должно быть легким. Но чем бы мы себе его ни представляли, жидкостью, твердым телом или чем-то между, оно состоит из огромного множества атомов, которые мы не видим. 809. Литературоведы подсчитали, что в книгах Шекспира слово «любовь» упоминается 2259 раз, в то время как «ненависть» написано всего 229 раз. 810. Синхронизированные движения, например, марширование, повышают у высших приматов, в том числе и у людей, уверенность в себе, как выяснило исследование. Во время эксперимента одну группу мужчин попросили пройти маршем, а вторую – обычной походкой. После этого обеим группам показали фотографии опасных преступников и попросили определить на глаз их рост, вес и физическую силу. Те, кто только что маршировал, оценили опасность злодеев гораздо ниже, чем те, кто просто прогуливался. 811. Знаменитые слова Юрия Гагарина «Земля голубая». Это чудо. Красота, какая надолго вошли в историю. Естественно, что к впечатлениям астронавтов Ловелла, Андерса и Бормана, которые первые увидели обратную сторону Луны,
было приковано не меньше внимания. Как только экипаж совершил маневр, с Земли последовал единственный вопрос: как выглядит Луна с той стороны? Ловел как никто сумел найти подходящие слова для поддержания всеобщего энтузиазма. «Ну, Хьюстон, она серая. Бесцветная. Напоминает гипс». Андерс, в свою очередь, попытался внести хоть немного романтики, или пляж. Похоже на пляж с серым песком. 812. За миллионы лет эволюции человеческий организм приспособился к одному рассвету и одному закату в сутки. Международная космическая станция за сутки совершает более 15 витков по околоземной орбите, а это значит, что за 24 часа астронавты и космонавты наблюдают 15 рассветов и столько же закатов. Чтобы справиться с этой проблемой, решено было установить строгий режим, основанный на времени по Гринвичу. Для всех без исключения подъем в 6:00, в 6:45 завтрак, в 13:05 обед и в 19:30 ужин. А в 21:30 все дружно отправляются спать. 813. В среднем люди проводят за чтением 6,5 часов в неделю. 814. Согласно исследованию Ельского университета, 3/4 учеников, которые плохо умеют читать в 3 классе, не смогут развить этот навык и в средней школе. 815. В 2011 году китайское правительство запретило фильмы или шоу, в которых показываются путешествия во времени. Такие фильмы, согласно коммунистическому режиму Китая, считаются недопустимым явлением и искажают исторические факты. 816. Стекло прозрачное из-за его внутренней атомарной структуры. В стекле все электроны полностью связывают его аморфную структуру, свободных электронов нет. Для их возбуждения нужна значительная энергия. Они не могут поглощать фотоны видимого света, как металлы. Поэтому эти фотоны свободно пронзают структуру стекла. Атомы последнего даже не замечают их, не взаимодействуют с ними. Если мы используем ультрафиолетовый свет, фотоны которого обладают большей энергией по сравнению с видимой частью спектра, то их стекло поглощает. Именно поэтому под ультрафиолетовым освещением оно выглядит непрозрачным и темным. 817. Взрослые, регулярно читающие литературу, в 2,5 раза больше склонны заниматься волонтерской или благотворительной работой, и в 1,5 раза больше склонны принимать участие в спортивных мероприятиях. 818. Узниками Бастилии были не только люди. Однажды в тюрьму была заключена знаменитая французская энциклопедия, составленная Дидро и Даламбером. Книгу обвиняли в том, что она наносит вред религии и общественной морали. 819. Социофобия – один из самых распространенных типов тревожного расстройства. Его симптомы в какой-то момент времени возникают почти у 13% населения земного шара. Человека, страдающего социофобией, постоянно беспокоит, как его воспринимают окружающие. Такие люди испытывают иррациональный страх перед тем, что кто-то относится к ним плохо или негативно их оценивает, а также, что они предстают перед другими не в лучшем виде. 820. Самым древним печатным произведением является свиток Дхарани или сутра. Текст отпечатали с деревянных клише. Свиток нашли 14 октября 1966 года в фундаменте пагоды Пульгукса в Южной Корее. Было установлено, что сутра была отпечатана не позднее 704 года нашей эры. 821. Большинство итальянцев очень суеверны. Например, не принято зажигать свечи в доме, в том числе, чтобы романтически украсить спальню, так как свечку ставят только покойнику, то есть когда в доме кто-то умирает. 822.
27 августа 1896 года между Англией и Занзибаром вспыхнула самая короткая в истории человечества война. Она началась после революционного переворота в султанате и продлилась по разным данным от 38 до 45 минут. В ходе конфликта погибло 570 занзибарцев, а в британской армии был ранен лишь один солдат. 823. Система глобального позиционирования GPS, в том числе благодаря которой наши смартфоны могут определять свое положение с точностью до 10 метров, работает благодаря радиосигналам от 27 спутников, вращающихся вокруг Земли на высоте 20 тысяч километров. И там время течет на 40 микросекунд в день быстрее, чем на Земле, поэтому спутники должны это компенсировать. 824. Был такой римский император Калигула, и больше всего он прославился своим безумием. Историки описывали его как крайне жестокого и неуравновешенного человека. Например, однажды безумный император решил назначить своего любимого коня по кличке Инцитат сенатором. Теперь слово «инцитат» означает пример своевластия правителя, сумасшедшие приказы, которые, тем не менее, приводятся в исполнение, или назначение на должность человека, совсем не подходящего для нее по всем параметрам. 825. Российский филолог Владимир Журавлев выяснил, что послания, заключенные в звучании слов современного русского языка, могут быть оценены с помощью 25 эмоциональных антонимичных сопоставлений: хороший, плохой, радостный, печальный, безопасный, страшный, простой, сложный и других. Проведя исследования с большим количеством людей, Журавлев смог установить, какую подсознательную оценку по такой шкале имеет каждый звук. Сейчас в интернете легко найти подсказку, какое впечатление оставляет ваше имя. Например, Николай – красивый и безопасный, Коля – хороший, а Колян – хороший, добрый и красивый. Анализ стихов и иллюстраций к ним показал, что поэты интуитивно соблюдают фоносемантические правила и что имеются также звукоцветовые соотношения, которые тоже соблюдаются в языке. 826. Метеорологические данные НАСА с Юпитера и Сатурна показали, что они содержат большие объемы углерода в его кристаллической форме. Разряды молний во время бурь превращают метан в углерод. Во время падения тот твердеет, превращаясь в глыбы графита, а спустя тысячи километров полета глыбы становятся алмазами. 827. В конце XIX века женщины, боровшиеся за свои гражданские права, устраивали целые демонстрации на велосипедах. Американская активистка Сьюзен Энтони даже сказала, что велосипед сделал для эмансипации женщин больше, чем все остальное вместе взятое. 828. Небоскребы изменяют структуру воздушных потоков района, в котором находятся. Эффект будет зависеть от высоты, на которой расположен поток, у основания здания, вокруг него или над ним. Небоскребы, расположенные рядом друг с другом, создают аэродинамическую трубу, в которой ветер сильно дует на уровне земли. Между тем, поскольку здание представляет собой стену, другая часть воздушного потока, загрязненная химическими веществами, поднимается в атмосферу. Эти загрязняющие вещества перемещаются в другие районы, либо оказываются в зонах вокруг здания. В последнем случае накопление в воздухе загрязняющих веществ, вызванное присутствием небоскреба, может оказаться очень вредным для жителей города. 829. Самой дорогой книгой в настоящее время считают книгу Мормона, опубликованную в марте 1830 года Джозефом Смитом-младшим. Книга приобретена в 2018 году за $35 миллионов. Священный текст описывает последние дни движения святых. Джозеф Смит, которого историки считают автором книги, заявил, что издание является переводом священного текста,
написанного рукой мормона, а использовал он для этого листы нефия. Оригинальная книга писалась на золотых листах, а слова для нее составлялись египетскими знаками. Нашел Джозеф Смит слова мормона в одной из гор, находящихся в Соединенных Штатах Америки. А дорогу ему указал ангел Мороний. Далеко не все историки согласны с версией Джозефа Смита. Многие считают, что он сам же и написал книгу, использовав для этого известные в современном мире произведения. 830. Самая дорогая кошка – саванна, стоимостью от 4000 до 22 тысяч долларов. Этот огромный потомок африканского сервала может весить 15 килограммов, выглядит такая кошка необычно и мощно, но при этом никакой суровости в ней нет. Саванна очень активная порода, им требуется много пространства для игр. Она обожает водные процедуры, что не очень характерно для кошек, но привычно для сервалов. 831. Традиция загадывать желания, задувая свечи на торте, восходит, как считается, к древним грекам, которые верили, что дым переносит желания на небо, к богам. 832. На самом деле первыми живыми существами, которые отправились в космос, были плодовые мушки-дрозофилы. Их полет стартовал 20 февраля 1947 года с американского ракетного полигона White Sands в штате Нью-Мексико на борту ракеты Фау-2. Откуда изобретение фашистов там оказалось, догадаться нетрудно. 833. Слово «дроид» придумал Джордж Лукас в 1977 году, а в 2009 его компания зарегистрировала это слово как товарный знак. Компания Verizon вынуждена платить комиссию Lucasfilms Ltd. за использование слова «дроид» в названии линейки своих телефонов Motorola Droid, а Disney платит Лукасу за употребление этого слова в «Звездных войнах». 834. Писатель Михаил Лермонтов питал страсть к еде, он ел, как только предоставлялась возможность. Правда, гурманом он себя не считал, скорее он был всеядным. Однажды друзья решили над ним пошутить и вместо вкусной начинки вложили в его пироги-опилки. Каково же было их удивление, когда писатель спокойно съел все до последней крошки, даже не заметив подмену. 835. До 1960-х годов в Европе беременность определяли, отправляя анализ урины женщины в специализированную британскую лабораторию. Затем образцы урины вводили в жабу. Ученые проверяли жабу через пару часов, если она откладывала икру, то женщина была беременна. 836. Одной из самых дорогих книг в мире является Лестерский кодекс Леонардо да Винчи. Этот научный трактат, посвященный воде, земле и небесным телам, напечатан зеркальным шрифтом, поэтому, чтобы его прочесть, нужно обязательно вооружиться зеркалом. Владельцем Лестерского кодекса в настоящее время является Билл Гейтс, который приобрел книгу за $30,8 миллиона. 837. Когда помидоры завезли в Европу, люди считали их ядовитыми и использовали только для украшения блюд. Однако со временем бедняки все же начали есть помидоры из-за их низкой стоимости. В итоге незаслуженно отвергнутый овощ стал популярен только через 300 лет после своего появления. 838. Мухаммед Али был способен нанести удар за 0,04 секунды, что примерно соответствует скорости моргания. Его называли самый быстрый тяжеловес из когда-либо живших. 839. Путунхуа – наиболее распространенный диалект китайского языка. На нем говорят 960 миллионов из более чем 1,2 миллиарда жителей нашей планеты, говорящих на китайском языке. 840. На острове Тринидад есть озеро Пич-Лейк, состоящее из чистого жидкого асфальта.
Это крупнейший в мире резервуар подобного рода. По прогнозам, при текущем уровне добычи озеро будет являться возобновляемым источником асфальта на протяжении 400 лет. Другие подобные озера есть в Венесуэле и Калифорнии. 841. В 1970-х годах в столице Швеции Стокгольме на муниципальной службе состояла Сив Густавсон, которая умела лаять большим количеством способов, соответствующих разным породам собак. Ее работа заключалась в лаянии на городских улицах, чтобы вызвать ответный лай собак. Таким образом, она собирала информацию о домах, владельцы которых не платили налог на собак. 842. У белого медведя под мехом черная кожа. Сами щетинки шубы прозрачные и полые, поэтому в различных условиях окраска медведя может изменяться от белой до желтоватой. В жарких странах в неволе белый медведь может вообще позеленеть, если в щетинках начнут расти водоросли. 843. Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникающие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу. 844. В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге водорослей Chlamydomonas nivalis, содержащих красный пигмент астаксантин. Данные водоросли служат также пищей для некоторых организмов, среди которых ледяные черви. Они могут жить только в ледниках при низких температурах, а при нагревании хотя бы до 5 градусов Цельсия распадаются и погибают. 845. В XVII веке по просьбе архиепископа Квебека католическая церковь классифицировала бобров как рыб, чтобы их можно было есть в пятницу, когда у католиков действует запрет на употребление в пищу мяса. По той же причине к числу рыб в разное время были причислены другие полуводные грызуны – капибара и ондатра. 846. Озеро Могильное в Мурманской области уникально наличием 4 слоев различной степени солености. В самом верхнем слое с пресной водой обитают дафнии и рачки. В самом нижнем слое, где соленость достигает 3,3%, обитают лишь пурпурные бактерии. В средних слоях живут типичные морские обитатели, например, морские звезды. Они находятся в своеобразной ловушке, так как не способны жить ни в верхнем, ни в нижнем слое. 847. В Нью-Йоркском музее современного искусства в 1961 году была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только через 47 дней кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами. 848. На самом первом логотипе Apple был изображен сэр Исаак Ньютон и яблоня, с которой вот-вот ему на голову упадет яблоко. Этой эмблемы не было на корпусе компьютера Apple One, только в инструкции к нему. Общая композиция логотипа была сильно перегружена деталями, поэтому менее чем через год его сменил привычный нам надкушенный фрукт. 849. Рыба-свеча, обитающая в водах Тихого океана, получила свое название потому, что обладает исключительно высоким содержанием жира. Индейцы Северной Америки, помимо употребления этой рыбы в пищу, высушивали ее, продевали сквозь нее фитиль и жгли как обычную свечу. 850. Самое сухое место на Земле – не Сахара или другая известная пустыня, а область в Антарктиде под названием Сухие долины.
Эти долины почти полностью свободны ото льда и снега, так как влага испаряется под действием мощнейших ветров, достигающих скорости 320 км в час. В некоторых районах этой области дождей не было уже 2 миллиона лет. 851. Языки жестов, которыми пользуются глухонемые, как и обычные языки, различаются территориально. Более того, они могут различаться в тех странах, где говорят на одинаковом обычном языке. Например, совершенно не похожи друг на друга жестовые языки в США и Великобритании или, например, в Германии и Австрии. 852. Среди всего разнообразия вееров существовали особые театральные вееры, которые, кроме своего прямого предназначения, выполняли функцию помощника. На вееры для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес. А актрисы на своих веерах иногда записывали труднозапоминаемые тексты. 853. На Международной космической станции есть колокол. В него бьют каждый раз, когда происходит смена капитана. 854. На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, которое называется «Танцующий лес» либо «Пьяный лес». На участке примерно в 1 квадратный километр растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже скручены в петлю. Науке точно неизвестна причина этого феномена, есть только множество гипотез, природные факторы, генетические особенности, воздействие вирусов или вредителей и даже особая космическая энергетика данного места. Похожее место под названием Лес троллей есть в Дании и тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог, парк танцующей березы, расположен на берегу озера Боровое в Казахстане. 855. Территория Китая простирается с востока на запад на 60 градусов долготы, что соответствует 4-часовым поясам. Однако постановлением правительства во всей стране действует одинаковое время, как в столице Пекине. 856. Настоящее имя Штирлица не Максим Максимович Исаев, а Всеволод Владимирович Владимиров. Исаев – это первый оперативный псевдоним разведчика, введенный Юлианом Семеновым в первом романе «Бриллианты для диктатуры пролетариата», а Штирлиц – уже второй псевдоним. В фильме «17 мгновений весны» это не отражено. 857. Картину «Утро в сосновом лесу» Иван Шишкин написал не один, а в соавторстве с Константином Савицким, который рисовал медведей. Однако коллекционер Павел Третьяков после приобретения картины стер подпись Савицкого, так что сейчас автором картины указывается один Шишкин. 858. Незабудка в большинстве европейских и многих неевропейских языках носит одинаковое по смыслу название. Например, фагет-минот в английском, вергисмайнчт в немецком. А вот легенд о происхождении такого названия очень много, почти в каждой стране своя. Одна из легенд рассказывает о том, что Бог дал имена всем растениям, кроме маленького цветка, и тот сказал: «Не забудь меня». «Это и будет твоим именем», — ответил Бог. 859. В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный» и сын его Иван. Благодаря своевременным работам реставраторов картину удалось восстановить в первоначальном виде. Сам Репин приезжал в Москву и переписал голову Грозного в неприятной лиловой гамме, не вязавшейся с остальной гаммой картины. Взгляды на живопись у художника сильно изменились за 20 лет. Реставраторы убрали эти исправления и привели картину к точному соответствию ее детальным фотографиям. А Репин, увидев восстановленную картину позже, ничего не заметил. 860. Латинское слово «кодекс» означало «кусок дерева».
Именно на деревянных дощечках, смазанных воском, были изготовлены первые книги в привычном нам формате, а не в форме свитка. Позже вместо дерева римляне для кодексов стали использовать пергамент. В III веке в виде кодекса было издано собрание императорских конституций. Сегодня в русском языке слово «кодекс» используется именно для названий сводов, законов. 861. Изобретатель телефона Александр Белл предложил в качестве телефонного приветствия использовать слово «ахой» из лексикона немецких моряков. Позднее Томас Эдисон предложил более традиционное «hello», которое проникло и в русский язык, изменившись на «алло». 862. Многие фрукты называются по месту своего происхождения или странам, откуда к нам попали. Например, финики из Финикии, персики из Персии. А вот абрикосы в Европе долгое время называли армянскими яблоками или армянскими сливами, так как распространились они там именно из Армении. 863. Сахара стала пустыней относительно недавно, около 2700 лет назад, в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер. 864. После взятия Казани Иван Грозный, желая привязать к себе местную аристократию, награждал добровольно являвшихся к нему высокопоставленных татар. Многие из них, чтобы получить богатые подарки, притворялись сильно пострадавшими от войны. Отсюда появилось выражение «сирота казанская». 865. В дореволюционных гимназиях учителя называли ответы нерадивых учеников греческим словом «морос» – «глупость». Гимназисты переделали его в жаргонное словечко «сморозить». 866. В дореволюционной России, чтобы устроиться в экспедицию заготовления государственных бумаг, аналог сегодняшнего госзнака, требовалось поручительство 2 работников, знающих новичка лично. Если новичок не оправдывал доверия, увольнялись все 3. 867. В начале октября каждого года, когда называются лауреаты Нобелевской премии, параллельно происходит вручение пародийной Шнобелевской премии за достижения, которые невозможно воспроизвести или же нет смысла это делать. В 2009 году среди лауреатов были ветеринары, которые доказали, что корова, имеющая какую бы то ни было кличку, дает больше молока, чем безымянная. Премия по литературе досталась ирландской полиции за выписывание 50 дорожных штрафов некоему Прадо Джазди, что по-польски означает «водительское удостоверение». А в 2002 году премии в области экономики удостоилась компания «Газпром» за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса. 868. Когда Микеланджело закончил свою первую пьету и ее выставили в соборе Святого Петра, до автора дошли слухи, что людская молва приписывает эту работу другому скульптору, Кристофоро Солари. Тогда Микеланджело высек на поясе Девы Марии, это сделал флорентиец Микеланджело Буонаротти. Позже он сожалел об этой вспышке гордости и больше никогда не подписывал свои скульптуры. 869. Сводки и сообщения Левитана во время Великой Отечественной войны не записывались. Только в 1950-х годах была организована специальная их запись для истории. 870. Когда в 1928 году Coca-Cola вышла на китайский рынок, название продукта на китайский переводить не стали. Однако некоторые китайские торговцы сделали это самостоятельно, точно передав иероглифами звуки Coca-Cola. При этом о смысле надписей они не думали, в результате рождались названия наподобие «Кусай воскового головастика». Маркетологи Coca-Cola перебрали 200 разных иероглифов, но не смогли составить красивую фразу.
В результате им пришлось поменять звуки на Кока-Коле, что в переводе означало «полный рот счастья». 871. Эра игровых автоматов под названием «Однорукий бандит» началась в США в конце XIX века. Однако правительство всячески боролось с этим бизнесом, устанавливая штрафы и запреты. Компания Bell Fruit Gum в 1910 году для обхода запретов наладила производство автоматов, выдававших за каждое вращение барабанов очень дешевую жевательную резинку. Также были заменены символы карточных мастей на рисунки арбузов и вишенок, символизировавших ароматы разных сортов жвачки. При совпадении же рисунков, как и раньше, выдавался выигрыш. Эта фруктовая символика до сих пор встречается даже в современных, полностью компьютеризованных слот-машинах. 872. Для Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе Макдональдс запустил маркетинговую акцию. За каждую выигранную американскими спортсменами бронзовую медаль посетителям полагался бесплатный стакан колы. За серебряную порция картошки фри, за золотую Биг Мак. Однако эта акция чуть не привела компанию к финансовой катастрофе в связи с решением советского правительства не отправлять делегацию на эту Олимпиаду, из-за чего американцы выиграли гораздо больше медалей, чем было запланировано. 873. Со времен израильско-египетских войн в пограничных пустынных районах до сих пор остались заминированные поля. Местные жители называют эту зону краем летающих верблюдов. 874. Машину времени для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» изначально заказывали в конструкторском бюро, которое представило слишком сложный проект. Так как по сценарию ее изобретает Шурик в одиночку, проект не подошел, и тогда для работы пригласили скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счете устроил Гайдая, а сам Почечуев получил премию и справку от Мосфильма с надписью без всяких кавычек «Деньги выданы за изобретение машины времени». 875. Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение: если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негров. 876. Шведский король Густав III однажды решил лично проверить, что является более вредным для человека – чай или кофе. Для этого отобрали двух близнецов, приговоренных к смертной казни. Первому 3 раза в день давали большую чашку чая, второму – кофе. Сам король до окончания эксперимента не дожил, будучи убитым. Близнецы жили долго, но первым в возрасте 83 лет умер все-таки тот, кто пил чай. 877. Японцы вместо подписей на документах ставят личные печати, которые называются инкан. Они представляют собой стержень диаметром от 25 до 75 мм из дерева или слоновой кости, с выгравированными иероглифами. Для совершения ответственных операций, закрепления сделок, покупки недвижимости, открытия банковских счетов требуется печать, зарегистрированная в органах местного самоуправления. 878. Томас Эдисон учился в общеобразовательной школе всего 3 месяца. Он совершенно не показывал успехов, и учительница даже назвала его тупицей. После этого мать Эдисона решила обучать Томаса на дому. 879. Некоторые футбольные вратари помогают своей команде не только сохранить ворота, так сказать, сухими, но и забивать голы, исполняя пенальти и штрафные. Особенно часто такой стиль игры исповедуют южноамериканские голкиперы. Больше всех преуспел за всю историю футбола бразилец Рожерио Сени, забив более 100 мячей.
Широко известен также экстравагантный вратарь из Парагвая Хосе Луис Чилаверт. Он забил 62 гола, но остается единственным голкипером, кому удалось сделать хэт-трик в одном матче. 880. Психологию иногда называют наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах, поскольку много экспериментов ставится именно на этих двух категориях. Большинство психологов-исследователей работает в вузах, поэтому легче всего им для исследований привлечь именно студентов. 881. В Средневековье были нередки случаи церковных судов над животными по всем правилам, с обвинителями, адвокатами и свидетелями. Обвиняемыми могли стать любые животные от крупных домашних до саранчи и майских жуков. Домашних животных, как правило, судили за колдовство и приговаривали к смерти, а диких за вредительство могли отлучить от церкви или предписать покинуть территорию страны. Последний подобный приговор был вынесен корове в 1740 году. 882. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. 883. Крестьяне до введения крепостного права на Руси могли переходить от одного барина к другому. Они нанимались на работу весной на Егоре, а расчет получали осенью в Кузьминке. Во время сделок стороны нередко пускались на всякие ухищрения, а порой и на обман. Отсюда появились слова «объегорить» и «подкузмить». 884. В 1815 году англичане заняли необитаемый остров Вознесения в Атлантическом океане и построили там военный гарнизон. Однако в государственной казне не нашлось денег для его содержания. Тогда остров переименовали в корабль Ее Величества Вознесение, стоящий на рейде, а жителей гарнизона перевели в матросы. Так как на содержание флота Англия никогда не скупилась, деньги были выделены. 885. Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто торгом, затем стал новым торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города. 886. Долгое время существовала легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновьи кладбища. Она возникла потому, что в африканских саваннах и джунглях никто не находил бивни умерших слонов. Только в 20 веке было установлено, что эти бивни съедают африканские дикобразы, стараясь таким образом утолить минеральный голод. 887. Археологи иногда находят захоронения людей лицом вниз. Долгое время считалось, что такое положение обуславливалось случайными факторами. Тщательное исследование этого вопроса на основе примеров подобных захоронений в разных уголках планеты из самых разных исторических эпох показало, что все они имеют одно общее – лицом вниз хоронили тех людей, которых не уважали и хотели унизить, даже после смерти. 888. Термин «лаконичность» образовался от названия древнегреческого региона Лакония, жители которого отличались немногословностью и краткостью. В Лаконии находился и город Спарта. Классический пример лаконичности спартанцев относится к легенде о письме царя Македонии Филиппа II, завоевавшего многие греческие города. В этом послании Филипп призвал спартанцев немедленно сдаться, потому что, цитата, «Если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу все население и сравняю город с землей». На это спартанские эфоры ответили одним словом «если». 889.
Слово «педагог» родом из Древней Греции и означает дословно «ведущий ребенка». Но называли так не учителя, а раба, который уводил ребенка в школу и приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, непригодных ни для какой другой работы, но отличавшихся верностью дому. 890. Золото в чистом виде без примесей настолько мягкое, что его можно поцарапать ногтем. Поэтому в ювелирных изделиях золото всегда сплавляется с медью или серебром. 891. Как известно, рокировка в шахматах заключается в перемещении короля в сторону ладьи своего цвета. Голландский шахматист Тим Краббе придумал задачу, в которой для победы белым нужно было совершить рокировку по вертикали. Пешка доходит до e8 и становится ладьей, затем король перемещается на e3, а ладья на e2. Формально все правила соблюдены. После этого Международной шахматной федерации пришлось выпустить уточнение к правилам, что рокировка может быть только горизонтальной. 892. В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин. 893. По данным статистики, средний американский полицейский за свою карьеру использует табельное оружие раз в 27 лет. А в телесериалах средний полицейский стреляет на поражение не меньше 10 раз. 894. В техническом задании к танку Т-28, который был создан в 1930-х годах, есть пункт, согласно которому танк должен преодолевать лунные ландшафты. Никакой мистики и фантастики здесь нет. Дело в том, что в то время лунным ландшафтом называлась местность, пострадавшая от бомбовых и артиллерийских ударов. 895. Согласно распространенному мифу, НАСА вложила несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил ее в том числе НАСА по цене $6 за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советским, а затем и российским космическими агентствами. 896. Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов Цельсия, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана, так сказать, расталкивают молекулы воды, потому что занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания. 897. Если вязкость жидкости зависит только от ее природы и температуры, как, например, у воды, такую жидкость называют ньютоновской. Если вязкость зависит еще и от градиента скорости, ее называют неньютоновской. Такие жидкости при внезапном применении силы ведут себя как твердые тела. Пример: кетчуп в бутылке, который не будет течь, пока не встряхнуть бутылку. 898. Несмотря на то, что в Нидерландах легализовано применение одного древнего запрещенного вещества, уровень его потребления голландцами один из самых низких в Европе. Также в Нидерландах один из самых низких показателей смертности, связанный с приемом запрещенных веществ – 8 случаев на миллион жителей. В Великобритании, например, этот показатель равен 50. 899.
В XVII-XVIII веках в Англии существовала должность королевского откупорщика океанских бутылок с письмами. Всем остальным, кто открывал бутылки самостоятельно, полагалась смертная казнь. 900. Лев Яшин был не только футбольным вратарем, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе. 901. Изобретателем роликовых коньков принято считать бельгийца Жан-Жозефа Мерлена. Он продемонстрировал их на лондонском бале-маскараде в 1760 году, катаясь среди публики в дорогих туфлях с маленькими металлическими колесиками и играя на скрипке. Однако эти ролики были еще настолько несовершенны, что Мерлен не смог вовремя затормозить и врезался в стену, разбив очень дорогое зеркало. 902. В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съемок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колесами. Однако это не воспринималось как дефект, считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчеркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колесами. 903. Однажды в Нью-Йорке была запущена кампания по пропаганде в школах. Для этого на карандаши поместили лозунг «Я слишком крут, чтобы быть зависимым», однако креативщики не учли то, что карандаши со временем стачиваются, и в определенный момент этот слоган превращается в «быть зависимым». 904. Теннисист Рафаэль Надаль играет левой рукой, хотя в реальной жизни он с рождения правша. Держать ракетку в левой его приучил дядя, когда Надалю было 12 лет, обосновав это тем, что левши имеют дополнительное преимущество, так как могут бить правшам, которых большинство, под неудобную руку и придавать мячу необычное вращение. 905. В молодом советском государстве создавались трудармии. Военных, совершивших преступления, называли заключенными красноармейцами, а в документах это словосочетание сокращали до ЗК. Позже, во время строительства Беломор-канала, это сокращение стало расшифровываться как заключенный канала армеец. От ЗК и произошло слово зэк. 906. Когда одни из первых исследователей Северной Америки спросили у местных индейцев дорогу к поселению, те указали им направление, сказав «Канада», что в переводе значит просто «деревня». Чуть позже словом «Канада» исследователи стали называть область, включающую еще несколько деревень вокруг, затем еще больший регион и все берега реки Святого Лаврентия. А в 1867 Канадой назвали всю страну, образованную соединением британских владений в Северной Америке. 907. Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать. 908. В состав пластмассы для деталей конструктора Лего входит сульфат бария. Эта соль не растворяется в воде, что делает ее нетоксичной для организма и хорошо видна на рентгеновских снимках. Таким образом, если ребенок проглотит деталь, ее будет легко найти по этим снимкам. 909. На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт.
Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде. 910. В 1961 году была выведена новая порода кошек – шотландская вислоухая. Причиной загнутых вперед и вниз ушей явилась генная мутация. Спаривание кошек этой породы вызывает нарушение опорно-двигательного аппарата у потомства, поэтому для получения новых вислоухих котят нужно скрещивать вислоухих кошек с нормальными особями. 911. Профессор анатомии Гильотен был противником смертной казни. Однако, поскольку отменить ее было не в его силах, он выступал за более, так сказать, гуманный способ казни, нежели распространенные тогда сжигания на костре или четвертование. Машину, почти не причиняющую боль при казни, в итоге сконструировал другой человек, но название гильотина она получила именно в честь Гильотена. Несмотря на распространенный миф, Гильотен не попал под гильотину сам, а умер от старости. После этого члены его семьи просили правительство изменить название гильотины. Получив отказ, семья сменила фамилию. 912. Долгое время свечение моря в темное время суток было одной из самых загадочных морских тайн для ученых. Оказалось, что оно вызвано люминесцентными свойствами некоторых морских организмов. В Черном море, например, иногда светящимся в осеннее время, таким организмом является водоросль под названием ночесветка. 913. Эрнест Резерфорд занимался исследованиями в основном в области физики и однажды заявил, что все науки можно разделить на две группы – на физику и коллекционирование марок. Однако Нобелевскую премию ему вручили по химии, что стало неожиданностью как для него, так и для других ученых. Впоследствии он замечал, что из всех превращений, которые ему удалось наблюдать, самым неожиданным стало собственное превращение из физика в химика. 914. В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела». Однако известно, что стрекоза не издает звуков. Дело в том, что в то время слово «стрекоза» служило обобщенным названием для нескольких видов насекомых, а героем басни на самом деле является кузнечик. 915. В рамках кампании по переводу инородных терминов на казахский язык слово «аэропорт» перевели как «уезжай», что дословно значит «воздушный дом». 916. Колонизаторы и миссионеры Южной Америки встретили в XVI веке зверька-капибару, грызуна, ведущего полуводный образ жизни. Они попросили папу римского объявить капибару рыбой, чтобы ее мясо можно было есть во время постов, на что тот любезно дал свое согласие. 917. Туристы любят увозить с собой кусочки древних сооружений на память. Обеспокоенные судьбой Парфенона, власти Афин наняли специальных рабочих, которые ночью разбрасывают вокруг храма специально привезенные куски мрамора. 918. Французский артист Мишель Латита прославился тем, что ел абсолютно несъедобные вещи. На своих представлениях он поглощал велосипеды, телевизоры и другие предметы из стекла, металла и резины. Однажды он разобрал самолет Cessna 150 и за 2 года съел его по частям. Перед выступлением он, так сказать, смазывал желудок минеральным маслом, а во время процесса пил большое количество воды. Подсчитано, что за свою карьеру он поглотил около 9 тонн металла. 919. Птицы-секретари приручаются жителями африканских деревень. Они охраняют поселения от змей, а амбары – от крыс. 920. В 1983 году Канада переходила на метрическую систему мер, и компания Air Canada заказала новые Боинги 767,
индикаторы которых были настроены на литры и килограммы вместо галлонов и фунтов. Неверное применение новых единиц измерения экипажем одного из самолетов привело к тому, что количество заправленного топлива оказалось гораздо меньше требуемого для полета. В результате этой ошибки, а также ошибок бортового оборудования, посреди полета на высоте 12 тысяч метров топливо закончилось и двигатели остановились. К чести экипажа, пилотам удалось спланировать на посадочную полосу бывшей военной базы, а пассажиры отделались лишь легкими травмами. 921. Гелиоцентрическая теория устройства Солнечной системы была впервые выдвинута еще греческим астрономом и философом Аристархом Самосским за 1800 лет до Николая Коперника. 922. Российский фигурист Алексей Ягудин стал четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и олимпийским чемпионом 2002 года. Однако за свою карьеру ему ни разу не удалось выиграть чемпионат России. 923. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес с производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями и имел в своем гараже несколько разных машин, в том числе Ferrari 250 GT, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришел к Энцо Феррари и сказал, что его машины – хлам, на что Феррари ответил: «Может, ты и хорошо разбираешься в тракторах, но ничего не понимаешь в спортивных автомобилях». Тогда Ламборгини решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Феррари и улучшил все комплектующие. 924. В таиландской провинции Лопбури существует ежегодная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм приглашают более 2000 обезьян и обильно угощают тысячами килограммов фруктов и овощей. Обезьян здесь так любят за то, что по преданию их армия помогла богу Раме одержать победу над врагами. 925. В честь полного солнечного затмения 1999 года, которое лучше всего наблюдалось на территории Румынии, власти этой страны выпустили пластиковую купюру в 2000 румынских лей. На купюре имелось прозрачное окошко, сквозь которое можно было смотреть на солнце во время затмения. 926. Домен ТВ, в котором любят регистрироваться сайты телеканалов, это не общий домен наподобие .com или .org. Изначально он достался маленькому государству Тувалу, которое расположено в Океании. Правительство Тувалу решило продать права на домен и теперь получает за право его использования больше $2 миллионов в год, что составляет примерно 10-ю часть всех доходов этого государства. 927. Религиозные евреи стараются избегать христианской символики и вообще знаков, похожих на крест. Например, ученики некоторых израильских школ вместо знака плюс пишут знак, повторяющий перевернутую букву Т. 928. При взгляде на картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна» многим кажется, что на руке у папы Сикста II 6 пальцев. Это ощущение усиливается переводом имени Сикст VI. На самом деле это место является частью ладони. 929. Религиозно-философское учение джайнизм проповедует отречение от земных интересов и непричинение вреда любым живым существам. Монахи джайны живут в крайнем аскетизме, носят марлевые повязки, процеживают питьевую воду, чтобы случайно не вдохнуть и не проглотить какую-нибудь букашку, и подметают впереди себя дорогу специальной метелкой, дабы никого не раздавить. Сейчас в Индии и других странах насчитывается 8 миллионов последователей джайнизма. 930. Во время Второй мировой войны немцы оккупировали Нидерланды, а королевская семья была эвакуирована в Канаду. Там у наследной принцессы Юлианы родилась третья дочь Маргрит.
Палата в роддоме, где состоялись роды, специальным указом канадского правительства была объявлена вне канадской юрисдикции. Это было сделано для того, чтобы принцесса Маргрит в будущем могла претендовать на трон Нидерландов, ведь, получив чужое гражданство при рождении, она бы лишилась этого права. В благодарность канадцам после возвращения на родину королевская семья Нидерландов посылает каждый год тысячи луковиц тюльпанов в Оттаву, где проходит ежегодный фестиваль тюльпанов. Похожий случай имел место в Лондоне в 1945 году. Уинстон Черчилль провозгласил территорией Королевства Югославии комнату отеля, где родился наследник сербского престола Александр Карагеоргиевич, хотя королем ему стать было уже не суждено. 931. Сейчас почтовые голуби уже редко используются для доставки писем, однако успешно справляются с другими заданиями. Например, в удаленных районах Англии и Франции голуби доставляют в больницу пробы крови. 932. Когда французская революционная толпа захватывала Бастилию, там содержалось под стражей всего 7 человек. 933. Из-за того, что эти рога высоко ценятся в восточной медицине, носороги в данное время находятся под угрозой вымирания. Для защиты от браконьеров власти некоторых стран, где обитают популяции носорогов, отлавливают животных и под наркозом отпиливают рог. 934. Изобретатель динамита Альфред Нобель называл себя пацифистом и считал, что если у противников появится оружие, которое может моментально уничтожить друг друга, то они поймут, что ничего не выиграют от войны и прекратят конфликт. В 1888 году по ошибке опубликовали сообщение о смерти Нобеля и некролог, в котором его называли миллионером на крови и торговцем взрывчатой смертью. Не захотев остаться в памяти человечества злодеем, Нобель завещал свое состояние на учреждение научной премии. 935. На острове Гомера из группы Канарских островов местные жители говорят на диалекте испанского языка, но не только обычным голосом, а еще и с помощью свиста. Своим возникновением язык обязан скалистой местности острова и малому количеству дорог, поэтому вместо того, чтобы дойти из одной деревни в другую, люди предпочитали просвистеть сообщение, а дальность передачи составляла 5-6 километров. Говорящие на этом языке прижимают кончик языка к зубам и начинают свистеть, одновременно произнося слова приблизительно так, как это делается во время обычного разговора. 936. По задумке Петра I в центре большого каскада Петерговских фонтанов должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, что символизировало бы победу России в Северной войне. Однако его преемники нашли более удачную символику. Ключевая в той войне Полтавская битва состоялась в день святого Самсония Страноприимца. В связи с этим вспомнили библейскую легенду о Самсоне, голыми руками победившем льва, а ведь именно львы являются ключевыми фигурами на шведском гербе. Так и появился знаменитый фонтан Самсон, разрывающий пасть льву. 937. В международной авиации каждый аэропорт имеет трехбуквенный код на латинице, а в России применяется дополнительная внутренняя система трехбуквенных кодов на кириллице. Единственным городом в мире, код которого совпадает с его названием в обеих системах, является Уфа. 938. Компания-производитель продуктов питания Kraft Foods использует в технологическом процессе кофейной фабрики английского города Банбери электростанцию, топливом для которой служит кофейная гуща. 939. Единственным местом в Великобритании, куда не может войти король или королева, является Палата общин. Эту традицию ввели депутаты после того, как в 1642 году король Карл I попытался арестовать 5 членов Палаты общин за антироялистские взгляды.
940. В июле 2001 года австралийский юрист Джон Кео получил инновационный патент на колесо с формулировкой «круглое устройство», применяемое для транспортировки грузов. Этим он обратил внимание общества на несовершенство австралийского патентного закона. 941. В 1999 итальянский футбольный клуб «Фиорентина» продавала в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили дух трибун, эссенция победы и атмосфера раздевалки. 942. В 1939 году венский клуб «Рапид» встречался в финальном матче чемпионата Объединенной Германии с Франкфуртом и забил решающие 3 мяча в последние 15 минут. С тех пор на домашних матчах «Рапида» утвердилась традиция. Последние 15 минут матча болельщики ритмично и непрерывно аплодируют. 943. Мексиканский развлекательный центр Кидзения – это уменьшенная копия реального города для детей. Он включает в себя здания, магазины, театры и городской транспорт. Дети от 2 до 14 лет могут проводить здесь целый день, выбрав любую из 70 профессий. Таким образом, они изучают устройство мира взрослых, познают ценность работы и зарабатывают деньги во внутренней городской валюте. Помимо Мексики, Кидзания уже открыта или собирается появиться во многих других странах. 944. В эпоху черно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторши актрис гримировали зелеными румянами и помадой. 945. Флаг Филиппин состоит из белого треугольника, в который заключены солнце и звезды, и 2 полос, синий и красный. Это единственный государственный флаг, у которого есть 2 равноправных варианта. В мирное время синяя полоса сверху, а красная снизу. А когда Филиппины в состоянии войны, то наоборот. 946. От германского слова «волх», которое означает «чужак», «чужестранец», произошли названия нескольких европейских регионов, не связанных географически. Это и Уэльс, и Румынская область Валахия, и бельгийский регион Валлония. Все эти названия можно перевести как «страна чужаков». 947. При съемках фильма «Стеклянное сердце» почти все актеры во время съемок подверглись гипнозу. Режиссер Вернер Херцог хотел подчеркнуть то, что все население города находится как бы во сне. 948. С марта 2005 по август 2006 года в Новой Зеландии все высшие государственные посты, а именно глава государства, генерал-губернатор, премьер-министр, спикер парламента и верховный судья, были заняты женщинами. Это единственный подобный случай в мировой истории. 949. Джихад – это совсем не обязательно вооруженная борьба мусульман против неверных. Это понятие в исламе гораздо шире и в первую очередь означает духовную борьбу с собственными недостатками на пути Всевышнего Аллаха. Участник джихада называется маджахедом, и это не только воин, но также и учитель, и мулла, и мать, воспитывающая своего ребенка. 950. Пантера – это не отдельное животное, а название биологического рода, куда входят 4 вида – львы, тигры, леопарды и ягуары. Часто термин «пантера» употребляют по отношению к большим кошкам черного цвета, это генетический вариант окраски леопардов или ягуаров, проявление меланизма. 951. Квентин Тарантино во многих своих проектах сотрудничает с Робертом Родригесом. За музыку к фильму «Убить Билла» Тарантино заплатил Родригесу $1. Тот не остался в долгу и заплатил Тарантино как приглашенному режиссеру в «Городе грехов» тоже $1. Но пообещал, что во второй части фильма все будет уже по-серьезному, и он заплатит Квентину $2.
952. Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством. 953. Расходы на производство всех российских монет до 5 рублей включительно превышают номинал этих монет. Например, стоимость чеканки 5-копеечной монеты составляла 71 копейку. 954. Ранним картографам для составления географических карт было необходимо иметь фиксированное направление, связанное с неподвижным объектом. Таким объектом является полярная звезда, которая в наше время указывает север. Именно поэтому на картах север традиционно стали изображать вверху, а юг внизу. С недавнего времени в странах южного полушария, например, Австралии или Новой Зеландии, популярны перевернутые карты с югом вверху. Они также используются в других частях мира как инструменты для обучения критическому мышлению. 955. Хулио Иглесиас в молодости был футбольным вратарем и выступал за мадридский Реал. Однако его футбольная карьера прервалась в возрасте 20 лет, когда он попал в автокатастрофу и пролежал в больнице 3 года. Он был парализован, свободно работали только руки. Иглесиас научился играть на гитаре и впоследствии стал известным музыкантом. 956. В 2008 году имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Лондоне. В целом Мухаммед сегодня является наиболее распространенным именем в мире. 957. В дореволюционной азбуке буква «Д» называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве в своде сигналов военного морского флота, имеет значение «да», «согласен», «разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». 958. Однажды жена французского короля Людовика XIV, мадам Ментенон, захотела посреди лета прокатиться на санях. На следующее утро ей устроили многокилометровую снежную трассу из соли и сахара по дорогам Версаля. 959. В XIX веке в Польше задумали построить канал, который соединил бы Мазурские озера с Балтийским морем. Трудность заключалась в том, что на небольшом 10-километровом участке перепад высот составлял почти 100 метров, и шлюзы было строить невозможно. Решение нашли в системе из 5 судоподъемников, которые на этом участке перевозят суда по суше. 960. Теория реляционных баз данных и первый прототип были разработаны компанией IBM. Но готовый продукт, систему Oracle, выпустили конкуренты. Причем первый выпуск сразу же носил название Oracle 2. Этот маркетинговый ход должен был показать, как сильно Oracle обогнал разработки IBM. 961. Когда испанцы под предводительством Колумба высадились на один из американских островов, они назвали его Сан-Хуан в честь Иоанна Крестителя. Административным центром острова вскоре стал городок Пуэрто-Рико, богатый порт. Но впоследствии картографы перепутали название острова и города, поэтому сейчас государство именуется Пуэрто-Рико, а его столица – Сан-Хуан. 962. В Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз. Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало. Если книга лежит на столе или в небольшой стопке, читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке. 963. Сейчас самая большая из выпускаемых купюр США – $100. А с 1929 по 1945 годы выпускались купюры достоинством от 500 до 10 тысяч долларов.
И даже оранжевая купюра в $100 000 специально для расчетов между правительственными учреждениями. Сегодня такие купюры еще остались в малом количестве и вполне могут служить платежным средством в обычном магазине, хотя коллекционеры купят их за гораздо большую цену. 964. Настольный теннис появился как развлечение для высшего английского общества в 1880-х годах. Роль сетки сначала выполняли составленные в ряд книги, шариком служили пробки от шампанского, а ракетками – портсигары. 965. Название города Уфа на башкирском языке, записанное в верхнем регистре, выглядит как то, что вы сейчас видите на экране. Такая стилизованная надпись достаточно часто используется в оформлении, а в народе ее прозвали «три шурупа» или «три таблетки». 966. В Екатеринбурге установлен памятник человеку-невидимке, герою романа Герберта Уэллса. Он представляет собой отпечатки босых ног на бронзовом постаменте. Отпечатки несимметричные от того, что авторов памятника двое и каждый захотел оставить свой след. 967. В СССР для изготовления кустарных пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, широко использовали старые рентгеновские снимки. Их называли пластинки на костях или пластинки на ребрах. Этот материал обходился бесплатно, медперсонал даже благодарил тех, кто помогал разгружать архивы. 968. Гитару с 7 струнами во всем мире называют русской гитарой. У нас больше принято ее называть просто семиструнной или же цыганской гитарой. 969. Сталь для американских спутников, измеряющих космическую радиацию, пришлось добывать из затопленного в 1919 году корабля «Кронпринц Вильгельм». Поскольку радиационный фон от стали, изготовленной после 1945 года, слишком велик. 970. Божья коровка в большинстве европейских языков имеет схожее по смыслу название, либо зовется коровкой Божьей Матери, а в Израиле – коровкой Моисея. Во многих языках есть также похожая на нашу считалочка, в которой просят полететь на небо и принести хлеба. В английском она гораздо грустнее, Божьей коровке говорят, что у нее дома пожар и дети остались одни. 971. Во многих штатах США действует налог на одно запрещенное вещество. Производители и продавцы должны покупать специальные акцизные марки. Но делают это разве только коллекционеры, поскольку такие марки не делают продажу законной. Реально закон используется для того, чтобы увеличить наказание за распространение, добавив к нему налоговое правонарушение. 972. В Западной Европе в XV веке существовал такой идеал женщины – S-образный силуэт, изогнутая спина, круглое бледное лицо с высоким чистым лбом. Чтобы соответствовать идеалу, женщины выбривали волосы на лбу и выщипывали брови, точно так же, как у Моны Лизы на знаменитой картине Леонардо. 973. Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что ведут свою родословную от вестготов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя сангреезул, что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение, для обозначения аристократии, проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский. 974. В XIX веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили, тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг. 975.
Как минимум в 28 штатах английский язык объявлен официальным, но на государственном уровне в США юридически нет официального языка, хотя де-факто таковым английский безусловно является. 976. 80% всех футбольных мячей в мире производятся в Пакистане, причем 3/4 из них в городе Сиялкот. Значительное число этих мячей изготавливаются с привлечением детского труда, хотя в последние годы эта проблема решается. 977. Современный турецкий алфавит создан на основе латинского, но в нем нет букв Q, W и X. А в латинский вариант алфавита курдов, составляющих крупное национальное меньшинство Турции, эти буквы включены. Однако турецкие власти всячески противятся движению курдов за независимость и, в частности, запрещают использование этих букв на территории страны. Например, курдам могут отказать в выдаче документов, если они хотят записать свое имя с использованием букв Q, W или X. 978. В культуре народов африканского государства Гана очень большое значение придают дню недели, в которой родился человек. Считается, что это оказывает влияние на всю его дальнейшую судьбу. Почти все дети получают первое или второе имя в соответствии с этим днем. Например, у Кофи Аннана, бывшего генерального секретаря ООН, имя Кофи означает «пятница». А у популярного футболиста Челси Майкла Коджо Эссьена имя Коджо означает «понедельник». 979. Если американские сенаторы принимают закон, меняющий размер их жалования, он может вступить в силу только после следующих выборов в Палату представителей. Это правило установила последняя на данный момент 27-я поправка к Конституции США. 980. Слова суфле и суфлер имеют мало общего по значению, но происходят оба от французского «сафл» – выдох, дуновение. Суфле названо так потому, что оно легкое и воздушное, а суфлер – потому что он должен подсказывать актерам очень тихо. 981. На территории Мьянмы и Таиланда живет племя Падаунг, имеющее древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5 лет, затем они добавляются в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 9 килограммов. Существует миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются и снятие колец может вызвать удушье. Однако они могут свободно надевать и снимать кольца. Рентгеновские же снимки показали, что сама шея у женщин не изменяется, но опускается плечевой пояс. 982. Традиционные японские искусства бонсай и оригами изначально были позаимствованы японцами из Китая. 983. СПА-салоны любят обозначать себя именно так, представляя СПА как аббревиатуру, которая расшифровывается как «Sanitas per equum» – «к здоровью через воду» по-латински. На самом деле слово «СПА» правильнее писать обычным способом, потому что появилось оно благодаря бельгийскому городу СПА, курорту с лечебными минеральными водами. 984. Японские фермеры научились производить кубические арбузы и дыни, выращивая их в кубических стеклянных формах. Их удобнее ставить на поверхность, но стоят они в 2 раза дороже обычных. 985. Тема Тунгусского метеорита была очень популярна у советских фантастов, особенно начинающих. Литературному журналу «Уральский следопыт» в 1980-е годы пришлось даже написать отдельным пунктом в требованиях к публикациям: не рассматриваются произведения, в которых раскрывается тайна Тунгусского метеорита. 986. Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актер должен был погибнуть,
Его могли в последний момент заменить на приговоренного к казни преступника и совершить непоправимое прямо на сцене. 987. Антарктида имеет свой, так сказать, национальный домен. AQ, образованный от слова «аква». Домены второго уровня в этой зоне выдаются только государственным организациям, занимающимся какой-либо деятельностью в Антарктиде. 988. Голубой цвет глаз – это результат мутации в гене HERG2, из-за которой у носителей такого гена снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза. Возникла эта мутация примерно 6-10 тысяч лет назад в северо-западной части Черноморского побережья, так что все люди с голубыми глазами могут считаться родственниками. 989. Даши Даржой Тигелов был верховным ламой русских буддистов с 1911 по 1917 год. Умер он в 1927 году во время медитации в позе лотоса. Согласно его завещанию, в 2002 году саркофаг с телом был вскрыт. Обнаружилось, что тело не имеет никаких признаков разложения и даже обладает некоторыми свойствами живого организма. 990. Советский баскетболист Янис Круминш, уроженец Латвии, начал заниматься баскетболом только в 23 года. Уже через 2 года он стал чемпионом СССР, а еще через год выиграл серебро Олимпиады 1956 в Мельбурне. 991. Английский изобретатель Сэмюэль Роуботем издал в XIX веке книгу, в которой доказывал, что Земля на самом деле плоская, как сказано в некоторых библейских текстах. Его последователи как в XIX, так и в XX века предлагали множество опровержений фактов, свидетельствующих, что наша планета – это сфера, а спутниковые фотографии Земли называли подделками. Созданное в 1956 году, Общество плоской Земли в момент своего расцвета насчитывало 3000 членов. 992. Насекомые ориентируются в полете по свету. Они фиксируют источник, Солнце или Луну, и выдерживают постоянный угол между ним и своим курсом, принимая такое положение, при котором лучи освещают всегда одну и ту же сторону. Однако если лучи от небесных светил почти параллельны, то от искусственного источника света лучи расходятся радиально. И когда насекомое выбирает светильник в качестве ориентира, то движется по спирали, постепенно приближаясь к нему. 993. Рефлекс, приводящий к возникновению гусиной кожи, достался нам в наследство от животных. 994. Греки еще с античных времен для разных значений любви употребляют разные слова. Эрос – стихийная, восторженная влюбленность, в форме почитания, направленного на объект любви. Филия – любовь, дружба или любовь, приязнь по осознанному выбору. Старге – любовь, нежность, особенно семейная. Людус – любовь, игра, допускающая измену. Агапе – жертвенная любовь. Прагма – любовь по расчету, поддающаяся контролю рассудка, и мания – иррациональная любовь, одержимость. 995. В 1848 году американский железнодорожный рабочий Финиас Гейдж получил производственную травму. Металлический прут пронзил лобные доли его мозга, войдя через левую щеку и выйдя около темени. Меньше чем через час Гейдж пришел в себя, а затем пошел в больницу и по дороге спокойно и невозмутимо рассуждал о дыре в своей голове. В ране развелась инфекция, но рабочий выздоровел и прожил еще 12 лет. У него не нарушились память, речь, восприятие, только изменился характер. Он стал более раздражительным и потерял склонность к труду. 996. Выражение «ящик Пандоры» слово «ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого слова «пифос».
На самом деле пифосом древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю, в котором хранили зерно, вино, масло или хоронили людей, так что ящик Пандоры более уместно называть чашей Пандоры. 997. Выражение «нем как рыба» не совсем соответствует действительности, так как многие рыбы издают разнообразные звуки. Они могут крякать, кудахтать, каркать, щебетать, пищать и стучать. 998. Когда страусы прячутся от хищников, они кладут шею и голову на землю и становятся издали похожими на холмик земли. Скорее всего, именно эта особенность поведения птиц послужила основой для легенды о том, что страусы при опасности прячут голову в песок. 999. В 2005 году в Великобритании по итогам опроса общественного мнения на тему величайшего технического изобретения с 1800 года победителем был признан велосипед. Он не только обошел такие изобретения, как интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше голосов, чем все остальные изобретения вместе взятые. 1000. Среди имитационных стилей ушу, таких как стиль обезьяны, стиль змеи, стиль богомола и других, особняком стоит стиль пьяного, или пьяный кулак. Он основан на подражании пьяному человеку с резкими изменениями направления движения и падениями, и считается одним из самых сложных для изучения стилей. 1001. Вода – единственное свободно встречающееся в природе вещество на Земле, плотность которого в жидком состоянии больше, чем в твердом. Поэтому лед не тонет в воде. Именно благодаря этому водоемы обычно не промерзают до дна, хотя при экстремальных температурах воздуха это возможно. 1002. На автомобильных номерных знаках в России используются только те буквы, которые присутствуют и в кириллице, и в латинице. Таких букв только 12. Буква У принята условно соответствующей букве Y. 1003. Константин Рокоссовский, поляк по национальности, имел звание маршала СССР и маршала Польши. 1004. Привычные нам свадебные гуляния в Древней Руси были только второй частью ритуала – красным столом. В первой же части, которая называлась «Черный стол», невеста ехала в церковь в траурном одеянии. Так совершались ритуальные похороны невесты, потому как свадьба была для нее чем-то похожим на обряд инициации наших далеких предков во взрослую жизнь, который можно было пройти только через мир мертвых. 1005. На первых Олимпиадах было немало странных по сегодняшним меркам видов спорта. Например, метание копья обеими руками и толкание булыжника. На играх 1900 года в Париже было плавание с препятствиями на 200 метров. Пловцам надо было пробираться среди погруженных в воду бревен и нырять под поставленные на якорь лодки. 1006. Паутина – один из самых прочных природных материалов. В Южной Америке мосты из паутины через ущелья могут быть такими прочными, что по ним перебираются обезьяны. А в Новой Гвинее распространена ловля рыбы паутиной. 1007. Надпись не содержит холестерина на упаковках растительного масла – это просто рекламный трюк, так как холестерин может содержаться только в животном жире. 1008. На чемпионате мира по футболу 1974 года сборная Нидерландов до финала забила 14 голов, а пропустила один, и тот от своего же защитника Руда Кролла. Команда потребовала у спонсора выплатить Кроллу премию, так как в контракте не было оговорено исключений для автоголов, которые в протоколе футбольного матча записываются на счет их авторов наряду с обычными голами. После этого турнира спонсоры всегда особо оговаривают отсутствие премий для подобных случаев. 1009.
Горный массив Кондёр в Хабаровском крае – это единственный массив в мире, имеющий форму почти идеального кольца. При этом он является не кратером вулкана, а следствием выхода магматических пород из глубинных слоев Земли. 1010. Лед подвержен текучести, способность деформироваться под напряжением обусловливает движение льда в огромных ледниках. Некоторые гималайские ледники движутся со скоростью 2-3 метра в сутки. 1011. В средневековой Европе в преддверии зимы начинались массовый убой скота и заготовка мяса. Если мясо просто солить, оно теряет свой изначальный вкус. Сохранить его почти в первозданном виде помогают пряности, которые привозили в основном из Азии. Но так как турки монополизировали почти всю торговлю пряностями, их цена была запредельной. Этот фактор был одним из мотивов бурного развития, мореплавания и начала эпохи великих географических открытий. А на Руси из-за суровых зим острой необходимости в пряностях не было. 1012. Фильм «Трон» 1982 года был одним из первых фильмов, в которых широко применялась компьютерная графика для создания спецэффектов. Однако картина была исключена из списка номинантов на «Оскар» за визуальные эффекты. Конкурсная комиссия обосновала это тем, что создатели фильма смошенничали, использовав компьютеры. 1013. Солнечные лучи, проходя через капли дождя в воздухе, разлагаются в спектр, так как разные цвета спектра преломляются в каплях под разными углами. В результате формируется окружность, радуга, часть которой мы видим с Земли в форме дуги, а центр окружности лежит на прямой Солнца, глаз наблюдателя. Если свет в капле отражается 2 раза, то можно увидеть вторичную радугу. 1014. Жители Бразилии массово используют переделанные гражданские радиостанции диапазона 144-148 МГц для бесплатных телефонных переговоров через спутниковую группировку FLT SATCOM военно-морского флота США. Стоимость оборудования, которое в основном делают путем доработки обычной рации дальнобойщиков, составляет не более $50 США. 1015. У нас фамилий гораздо больше, чем имен. У корейцев же наоборот. Среди 80 миллионов корейцев по всему миру встречается только около 300 разных фамилий. Зато имен, которые образуются сочетанием 2 слов, многие тысячи, так что встретить в Корее тезку по имени очень сложно. 1016. Первый телеграфный кабель, проложенный по дну Атлантического океана в 1858 году, был уничтожен всего через месяц после завершения строительства. Уилдман Уайтхаус, на тот момент занимавший должность главного электрика, подал на него слишком высокое напряжение в попытке увеличить скорость передачи сигнала. 1017. В 547 году готы под предводительством вождя Татилы разрушили Рим и выгнали всех его жителей. Более 40 дней Рим был совершенно пустым. 1018. Киты, дельфины и другие китообразные называются также вторичноводными. Их предки в процессе эволюции сначала вышли из воды, а потом вернулись туда снова. 1019. В автомобилях Porsche ключ зажигания обычно располагается слева от руля. Эта традиция восходит к первым 24-часовым гонкам Ле-Мана. Тогда водители должны были сначала добежать до своих машин, запрыгнуть в них и начать движение. Нахождение ключа зажигания слева обеспечивало более быстрый старт. 1020. Лучшая по качеству слоновая кость добывается не из бивней слонов, а из клыков бегемотов. Помимо прочего, под категорию «слоновая кость» попадают клыки кабанов, бивни мамонтов, клыки моржей и зубы кашалотов. 1021.
В начале XX века появился новый тип забастовки – итальянская забастовка. Она заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил. Так как эти инструкции носят бюрократический характер и не учитывают все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности. При этом привлечь к ответственности инициаторов практически невозможно, ведь формально они действуют в строгом соответствии с Трудовым кодексом. 1022. В 1979 году в рамках ООН было заключено соглашение, которое провозглашает принцип исключительно мирного использования Луны и всех других небесных тел, кроме Земли, и недопустимости претензий со стороны любого государства на распространение своего суверенитета на какое-либо небесное тело. Соглашение ратифицировали всего 13 стран, причем среди них нет ни одного государства, обладающего существенной собственной космической программой. 1023. В 1816 году государственным гимном России стал английский гимн «Боже, храни короля», переведенный Жуковским и дополненный Пушкиным. Более привычный для нас «Боже, царя храни» был написан в 1833 году. После февральской революции 1917 года гимном России стала «Марсельеза», а после Октябрьской – «Интернационал». 1024. В Древней Руси одна кошка или собака ценилась как 3 лошади. 1025. В 1936 году был разработан новый сорт колбасы «Докторская». Название колбасы объяснялось особой почетной миссией, она предназначалась для поправки здоровья лиц, пострадавших от произвола царского режима. 1026. В США, Европе и некоторых восточных странах считается, что четное количество даримых цветов приносит счастье. В России четное количество цветов принято приносить лишь на похороны. В случаях, когда в букете много цветов, четность или нечетность их количества уже не играет такой роли. 1027. Город Будапешт, ныне являющийся столицей Венгрии, образовался в 1873 году посредством объединения города Пешт на левом берегу Дуная с городами Буда и Абуда на правом берегу Дуная. Имя нового города получили простым слиянием этих названий. 1028. Любая кухарка способна управлять государством, такого Ленин никогда не говорил. В действительности он писал так: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно». 1029. В 1950-х годах студенты Ельского университета увлекались бросанием друг в друга жестяных подставок для пирогов фирмы Frisbee Pie Company. Название фрисби было настолько популярно среди студентов, что компания UMO, придумавшая пластиковые летающие тарелки, дала им название фрисби, одну букву в английском названии изменили для избежания претензий на торговую марку. 1030. Пряность корица – это не семена, листья или коренья какого-нибудь растения, а именно молотая кора дерева, растущего в Шри-Ланке и Южной Индии. 1031. Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается, таким образом затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения, рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
1032. В судебной системе Германии Википедия на немецком языке является общепризнанным достоверным источником информации. 1033. Витас – самый популярный современный русский исполнитель в Китае, что ставит его на первое место среди всех русских исполнителей по общему числу поклонников в мире. 1034. В северной части Тихого океана есть область, которую называют Большим Тихоокеанским мусорным пятном или Восточным мусорным континентом. Под действием океанских течений здесь в верхних водных слоях скопилось большое количество пластиковых отходов из Азии и Америки, всего, вероятно, больше 100 миллионов тонн мусора. В отличие от отходов, подверженных биоразложению, пластик под действием света лишь распадается на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру. Эта взвесь напоминает зоопланктон, и медузы или рыбы принимают пластик за пищу. 1035. Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году после празднования дня рождения физика. Уставший Эйнштейн в ответ на очередную просьбу попозировать высунул язык, но фотограф успел сделать кадр. Фото очень понравилось ученому, и он подарил одну копию ведущему научно-популярных передач Говарду Смиту, а на обратной стороне карточки написал: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству». 1036. В 2004 году сотрудники компании, занимающиеся сканированием старых текстов, обнаружили смайлик привычного нам вида в конспекте речи Авраама Линкольна 1862 года, после слова «лаутер» в переводе «смех». Было ли это опечаткой или примером устаревшей пунктуации, эксперты во мнении не сошлись. 1037. Известная песенка «Happy Birthday to You» до недавнего времени находилась под защитой авторских прав в США. Ее можно было бесплатно петь в обычном кругу семьи или друзей, но за коммерческое использование, например, в фильме или поздравительной открытке, необходимо было платить отчисления. Песня приносила ежегодно $2 миллиона компании, владельцу прав на нее Warner Music. Однако в 2015 году суд постановил, что права на текст в действительности ей не принадлежат, и перевел «Happy Birthday to You» в статус общественного достояния. 1038. Укротители слонов добиваются их покорности путем хитрости. В юном возрасте ногу слоненка привязывают к стволу дерева. Будучи не в состоянии освободиться, он постепенно начинает думать, что это невозможно. Когда слон вырастает и становится гораздо сильнее, достаточно привязать его тесемкой к молодому деревцу, и он даже не будет пытаться освободить себя. 1039. Долгое время считалось, что древнегреческие скульптуры из белого мрамора были изначально бесцветными. Однако недавние исследования ученых подтвердили гипотезу, что статуи раскрашивались в широкую гамму цветов, которые со временем исчезли под длительным воздействием света и воздуха. 1040. Свою первую кинороль Сильвестр Сталлоне получил в 1970 году в фильме для взрослых под названием «Итальянский жеребец». В то время Сталлоне было 24 года, он был разнорабочим и только начинал попытки пробиться в мир кинематографа. 1041. Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. На самом деле Нобель никогда не был женат. Настоящая причина игнорирования математики Нобелем неизвестна, но есть несколько предположений. Например, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Другое, математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер. 1042.
В немецком Фрайбурге есть престижный жилой район Фаубан, в котором полностью запрещены автомобили, однако недвижимость здесь пользуется большим спросом. На границе района есть специальные гаражи, где можно оставлять машины, а внутри жители передвигаются пешком или на велосипедах. 1043. Изобретатель Томас Эдисон в 1880-х годах работал над системами электрификации американских городов, однако не мог передать постоянный ток дальше нескольких кварталов. Его конкурент Джордж Вестингаус с Николой Теслой в качестве консультанта добился больших успехов, используя переменный ток. В этой войне токов Эдисон не гнушался черного пиара. Для наглядной демонстрации опасности переменного тока он спонсировал разработку электрического стула для казни, но разработки Вестингауза в итоге одержали победу на рынке. 1044. Вероятность выпадения решаемой комбинации карт в пасьянсе «Свободная ячейка» или «Солитер» оценивается более чем в 99,99%. 1045. Звуки сверчков вызваны трением их крыльев или ножек друг от друга, так самцы призывают самок. По частоте стрекотания можно определить температуру воздуха. Для этого надо сосчитать количество звуков за 25 секунд, разделить на 3 и прибавить к результату 4. Получится температура в градусах Цельсия. Формула работает корректно только выше 10 градусов Цельсия, потому что при более низкой температуре сверчки редко расположены к любовным играм. 1046. Для подготовки к завоеванию Казанского ханства Иван Грозный провел уникальную военную операцию, перенеся деревянный Кремль. Крепость разобрали в городе Мышкине рядом с Угличем, пометили каждое бревно, сплавили по Волге и выловили около устья реки Свияги, где заняли позиции русские войска. За 24 дня 75 тысяч человек собрали из тех бревен крепость, сравнимую с московским Кремлем. Она получила название Свияжской, стала плацдармом для взятия Казани. 1047. Чарльз Симони стал первым двукратным космическим туристом, слетав на МКС в 2007 и 2009 годах. Недавно он женился, и его брачный контракт, помимо всего прочего, содержит запрет лететь в космос в 3-й раз. 1048. В 1994 году в рамках Shell Caribbean Cup встречались футбольные сборные Барбадоса и Гренады. Барбадосу для выхода в следующий раунд была нужна победа с перевесом в 2 мяча. За 5 минут до конца матча счет был 2-1, и в этот момент барбадосцы специально забили мяч в свои ворота. По регламенту соревнований в случае ничьей назначалось дополнительное время, и первой забившей в нем команде присуждалась победа 2-0. Последние минуты основного времени барбадосцам пришлось защищать как собственные ворота, так и ворота соперника, чтобы он тоже не забил автогол. В итоге Барбадос перевел игру в овертайм и все же добился успеха. 1049. В 1982 году шахматная федерация ФРГ после многолетних попыток добилась от Министерства финансов признания шахмат полезным видом спорта, имеющим воспитательное значение, что позволило федерации получить налоговые льготы. Решающим аргументом явилась цитата из письма прусского короля Фридриха Великого: «Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению». Конец этой фразы, которой федерация предпочла не приводить, гласил: «А потому не следует их поощрять». 1050. Англичанин Гораций де Вир Коул прославился как знаменитый шутник. Одним из лучших его розыгрышей стала продажа билетов в театре. Раздав строго определенные места лысым мужчинам, он добился того, что вместе эти лысые черепа с балкона читались как бранное слово.
На этом я бы хотел закончить это видео с 1000 лучших фактов для сна. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Существует вид рыбы, которая живет на суше. Двоякодышащие – древняя группа рыб, которая может жить вне воды в течение почти неограниченного периода. Сложный дыхательный механизм из двух пузырей, открывающихся на брюшной стороне пищевода, позволяет этим рыбам выживать в обедненных кислородом водоемах и даже в самое засушливое время года. Вот такой у нас получилось 1000 лучших фактов для сна. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.